вот эта характеристика уникальная, что это, вот, во-первых, мотив сразу, ну, видно, да, что это скандинавское, да, это раз. Во-вторых, то, что оно китайского рынка, да, есть за 5000 деньги, рублей, да? Да, ну, то есть есть такая важная составляющая, то есть мы можем продавать за пределы товары, которые обладают уникальной характеристикой для всего мира. Мы можем продавать, вот я, например, в этом отношении очень не люблю, когда в зале есть творческие люди, дизайнеры, в основном, да, те, которые занимаются, допустим, графическим дизайном, вообще, вот этот труд, именно когда мы творчески что-то придумываем, рисуем, да, он вообще очень легко и очень хорошо продается. Сергей Ефимович не даст соврать, есть многое количество площадок, на которых вот так называемые фрилансеры предлагают свои услуги, да, вот дизайнеры. Даже просто, для примера, там есть какой-то, говорят, мальчик, который яблоко рисует. Это вы мне рассказывали, да, Сергей Ефимович? Кто-то мне рассказывал, что есть... Да, можно это меня не повторять? Есть такой мальчик, говорят, которому, по-моему, 15 лет, он рисует яблоко. Ну, определенный просто яблоко, и у него покупают это яблоко по всему миру. Здесь в Якутске, да? Его картину, нет, не в Якутске, по-моему. А у нас в Якутске есть, не в Якутске, я вот была в Итыкёле, есть парень, который, там хорошая интернет-связь, есть парень, молодой совсем, он приходил ко мне на семинар, и он очень хорошо рисует. Кстати, замечательный дизайнер графический, да, и вот он рисует для рекламы там и так далее, он продает по всей республике свои работы, сидя у себя. Сидя в Итыкёле. Да, да. Замечательная, кстати, работа, он мне показывал, очень красиво рисует. Но у него это все получается. Вот продажа любого изделия, товара с уникальной характеристикой, это всегда выгодное дело. Но здесь второй важный момент стоит, да, вот про который мы дальше будем говорить, это продвижение на рынок. То есть как показать миру, что у меня есть вот эта вот вещь, да. Единственное, что на сегодня мы сейчас имеем, это то, что мы можем пользоваться, это интернет-технологии. В интернете есть огромное количество платформ, где можно предлагать свои товары такого плана, да. Есть возможность самому списаться, соединиться с потенциальным покупателем хоть со всего мира, допустим, если вы что-то такое особенное продаете, да. Вот, но здесь какая важная вещь все равно, составляющая, еще один вопрос важный. Если мы продаем что-то с уникальной характеристикой, чтобы стать успешным бизнесменом, зарабатывать много денег. Мы что, соответственно, чтобы заработать много денег, должны это сделать? Продать этого много, первый вариант. Очень много продаем, но за маленькие деньги, да? Это как в том анекдоте. Либо продаем мало, но с большой наценкой, то есть очень дорого берем, даем, вот, берем, даем, ну, в общем, продаем, да, за очень дорого. То есть для того, чтобы стать успешным бизнесменом, нужно понимать эти вещи, что либо ты продаешь много и за маленькую цену, либо ты делаешь мало, но должен понимать, что это дорого стоит будет. Менталитет о чем? Ну, если входит какой-то будет товар, например, продукты, если у того нет менталитет, может запрещать. Ну, это, знаете, вот то, что мы с вами говорили, готовность рынка к самой идее. Значит, у вас клиенты не готовы к тому, чтобы покупать. А если никто не готов покупать... Накапливается не может многими столетиями. Правильно. И что мы, какой вывод отсюда можем сделать? Естественно, менталитет продаешь. Безусловно. То есть нужно понимать свой рынок, знать, кто там есть, да, какой товар или какую услугу они готовы покупать. То есть вернемся к первому постулату. Мы не должны производить то, что не продается. Если рынок, если люди не готовы к этому, естественно, мы это не делаем. Ну и последняя отводная часть – это что вас мотивирует. Вас как руководителя, вас как бизнесмена. Вот эти 4 посыла или позыва, которые они формируют как раз, как сказать, объемы и вид бизнеса, которым вы лично можете заниматься. Вот первый вопрос. Первый – контроль. Есть здесь люди, которые любят контролировать все. Есть? Но я понимаю. Не любят, а вот испытывают в этом потребность. Да, я иногда тоже, как бы, мне кажется, если я где-то что-то не проконтролирую, без моего ведома что-то пойдет,
1 рубль не туда уйдет, там, я не знаю, там, товар куда-то не туда уедет, да, все на этом закончится. То есть люди, которые любят все контролировать, начинают свой бизнес именно по этой мотивации. Если я буду заниматься своим бизнесом, я смогу контролировать все процессы. Единственное, к таким людям обращение и понимание, что вы должны сами понимать, что вы не сможете в растущем бизнесе, то есть в крупном, среднем бизнесе, ну, в том, который не сможете контролировать все. И вы должны, да, вы должны к этому быть тогда готовы. То есть либо вы себя меняете изнутри и говорите, что ладно, тут надо как бы поменьше контроля, здесь делегирую полномочия, да, либо вы должны согласиться, что у вас должен быть маленький бизнес. То есть маленький микробизнес, открываем 1 магазин, и там все контролируем, сидим, замечательно себя чувствуем, да. Если мы идем дальше, открываем 2, 3, мы должны уже изнутри быть готовы, что мы кому-то должны функции полномочий делегировать и упускать из своего контроля, из своего вида эти процессы. Вызовы. Есть люди, которые все время любят бороться. Есть такие? А? Вот если что, да, вот как этот Жанна д'Арк, там, все с мечом пошел, там, все, всех убил, всех защитил, построил. Есть люди, которые все время любят решать какие-то проблемы, да? Все время любят, допустим, я прихожу на предприятие, у которого там кризисное состояние, да, и я говорю, я всех все поставлю на ноги, через год все будет хорошо, замечательно. Какая здесь есть опасность? Он пришел руководителем или начал свой бизнес какой-то очень такой специфической, сложной, проблемной отрасли. К чему? Ну, если у него все замечательно, он правильно все делает, к чему он придет в результате? Но он победит на данном этапе, а дальше проблема может быть. Да, он победит, он дойдет до успеха своего предприятия, ну, более-менее стабильной деятельности, да, ему станет скучно, и он скажет, я все, не хочу этим заниматься, я пойду в другое место, да. Такие люди тоже есть. Они, кстати, в такой момент, они что делают, когда до успеха бизнес доводят? Они его продают и начинают заниматься опять с нуля. И опять там, ну, в очередной раз может быть банкрот, там еще что-то, да, но всякое разное может быть. Но на самом деле это люди, которые любят бороться с вызовами. И вы, если вы такой, то, собственно говоря, вы должны себя как-то тоже изнутри готовить, что сейчас вы добьетесь успеха, и вы должны уже искать другие площадки. Ну, то есть куда еще бы деньги вложить, куда бы еще пойти. Нормально же. Ну, в принципе, это нормально. Не, ну это... Всегда есть вверх и вниз. Ну, да, это в части бизнеса, это всегда. Поднялся наверх, и все, надо уже вниз пойти. Ну, вы знаете, не все такие. Некоторые люди все-таки хотят заняться бизнесом, добиться этого успеха и сидеть там долго и счастливо. Ну, это плохо. Ну, почему? Вот вы человек, который борется с вызовом. Да. Просто есть другие люди, которые любят, чтобы было все хорошо, стабильно, чтобы я сидел каждый... Если что-то ты не меняешь, да, вот в этой сфере, какие-то новые видения себе носишь, что ты уже... Для примера, магазин продуктовый, стандартный, ну вот маленький там, не маленький, а вот который как это говорят, свой магазинчик, да, вот в спальном районе. Я тоже же бизнесмен, если занимаюсь торговлей, да, и у меня там стандартный, как бы, состав, да, у меня каждый день покупают хлеб, масло, там, молоко, что там нового придумаешь? Все у меня нормально. Ну, почему? Запретили пиво, там, не знаю, запретили пиво, ну водку продать запретили. Ну это внешние обстоятельства, это да, это конечно. Это вот мы про знание тенденций и как бы состояние рынка, это да. Но имеется в виду, есть люди, которым и нормально, я с точки зрения вот этого отношения к бизнесу самого предпринимателя, да, есть люди, которым нормально сидеть вот так вот в магазине, управлять, получать стабильную выручку какую-то и ничего не менять. Это нормально тоже, это тоже бизнес, в принципе. Успех приносит, прибыль есть, все хорошо. А если вас вот все время мотивирует, то чтобы все время быть вот в решении в каких-то проблемах, то вам нужно поднимать один бизнес, потом уходить из него, поднимать второй бизнес. Это ваше дело. Занимайтесь этим, это тоже хорошо. А по поводу креативности, это очень близко к вызову, да, и вот про то, что вы говорите как раз. То есть люди, которые все время что-то новое придумывают. Они все время, вот Сергей Ефимович, наверное, у вас там все время там, это, да, мозги шевелятся, чтобы такое что-то придумать-то все время, да. Вот, есть люди, которые занимаются креативно, это творческие люди, да, у них там все время, вот им нужно заниматься, естественно, не магазином по продаже этих продуктов питания, да, а им нужно чем-то творческим все время заниматься, иначе они себя не будут чувствовать комфортно. Ну и последняя мотивация – деньги.
Самое большое количество людей, которые мотивируются деньгами. А вы знаете, хочу вот здесь вот интересную вещь сказать. Если вы занимаетесь бизнесом, ваша мотивация – деньги, значит, вы хотите заработать много денег, да? Да? Достаточно. Достаточно. Много не бывает. Много не бывает. Ну вот если ваша главная мотивация – заработать деньги, значит, чем больше, тем лучше, правильно? А чтобы заработать много денег за ощутимый период времени, не через 20 лет, не через 50, естественно, да, а там в ближайшее время, любой бизнес, который генерирует в результате большой денежный поток, много денег, он требует начальных капитальных вложений. Чем больше вы хотите деньги заработать, тем больше денег нужно вложить в начале. Представим себе ситуацию, что вы хотите начать, но у вас, скорее всего, нет так много денег в начале. Да? Вот. С малого. Вот как раз к этому приходим, спасибо. Вот смотрите, если вы хотите много заработать денег, вам нужно понимать и внутренне, психологически быть готовым, что вы должны откуда-то привлекать. Вот мы все тут сидим, мы все хотим привлечь инвестиции в свой бизнес, правильно? Кто-то нам должен эти инвестиции дать. Вот как вы думаете, теперь вопрос. Тот, кто вам даст эти инвестиции, он имеет право, моральное, психологическое, юридическое и все остальное право вмешиваться в ваш бизнес? Нет. И вообще, так, скажите, кто сказал, да, имеет право, руку поднимите. Так. частично. А кто не считает, что он вообще не имеет никакого права вмешиваться в бизнес? Знаете, что такое вмешиваться в бизнес? Значит, это человек, который все время будет вас контролировать, который будет говорить, как сделать тут, как сделать там, что ты должен на тот рынок пойти, тут такую рекламную кампанию запустить, ты должен потратить то, все. А? Как составлен договор? Не должен, кто скажет, не должен вмешиваться. Тогда не должен. Не должен. То есть детально или... Больше уже стало, да, детально я уже сказала, уже больше поменялся. Так вот, я вас хочу, не огорчить, настроить на то, что человек, или вернее инвестор, организация, там, пусть инвестор называется, который вам дает денег, он имеет полное право вмешиваться в ваш бизнес. Почему? Потому что он рискует своими деньгами. Ну, своими, это я так называю, там, личными или там государственными, там, еще какими-то, да, но тем не менее. Вот вы же все, вот, допустим, кто-то или участвовал, или хотите участвовать в конкурсах, там, получении кредитов и так далее. Что вам делает любая организация, которая дает денег? Вот они вам дали, потом через месяц они к вам точно придут, и что спросят? Где отчет? А где отчет, скажут, да? Да, показывайте, куда потратили деньги, сколько денег получили, да, какой доход у вас, там туда-сюда. И вот начинается вот это вот нытье, да, все время. Особенно банки каждый квартал тащите мне отчетность, да, значит, всякие фонды тоже отчет по целевому использованию денег, там туда-сюда, все это давайте. И людей начинает это раздражать. Если есть инвесторы, которые входят в уставный капитал, это, венчурные инвесторы, которые денег вам дают и как партнер, они все-таки как собственник бизнеса выступают, да? Тем более они имеют право, правильно? Тем более они даже должны, собственно говоря, входить в состав ваших там собраний общих, там, где вы решаете какие-то важные моменты. Поэтому вот это надо запомнить. Если вы хотите много зарабатывать денег, будьте готовы потерять контроль над своим бизнесом. Вы в результате можете вообще потерять свой бизнес. Вообще можете потерять. Человек, который вам дал денег, он имеет полное право вас, скажем так, оттуда любыми способами. Он может вас там, допустим, довести до банкротства, может забрать у вас залоговое имущество, да, может, если он в составе члена ваших там директоров совета компании, да, может поменять вас как директора и вообще сказать, что вы все неправильно делаете. И он имеет на это полное право. Потому что весь бизнес у вас построен только потому, что он дал вам денег. Если бы его не было вообще бы вас, понятно? Поэтому есть второй вариант. Вы не хотите терять контроль, вы хотите сами собственно заниматься своим бизнесом, да? Чтобы никто туда не вмешивался. Какой есть вариант для этого? Какой исход есть для этого? Начинайте с малых. Зарабатывайте сами, дорогие мои. Работайте у себя на работах, где получаете зарплату, откладывайте золотое правило личного финансирования. 10% от ежемесячного своего дохода в копилку, можете под подушку, там, я не знаю, в банк несите, да? Через 20 лет можно? И через 20 лет заработаете свой первоначальный капитал, начнете свой бизнес. Это серьезно, это реально, это не просто слова, это на самом деле так происходит.
Если вы хотите, чтобы вас никто не контролировал, делайте все на свои собственные деньги, вообще никого не привлекайте. Вообще самое плохое, самое неблагодарное дело привлекать деньги от банков, от фондов там, и так далее. Честно я вам скажу. Я скажу потом, почему. Вот. И, соответственно, это резюме того, что мы с вами сегодня до сего момента обговорили. Вот, у нас сейчас 11:24. Успешный бизнес-план не только гарантирует достижение целей краткосрочных, он способствует повышению жизнеспособности вашего бизнеса в долгосрочной перспективе. В процессе составления плана надо учитывать ключевые факторы успеха и личной удовлетворенности. Не забывайте, ключевые факторы успеха, про которые мы с вами говорили, да? И личную удовлетворенность вашу. Это тоже очень важно. Вы бизнесмен, это ваш бизнес, это ваша жизнь. Поэтому надо быть удовлетворенным тем, что вы делаете. Удостоверьтесь в том, что вы имеете понятную и сфокусированную концепцию, границы вашего рынка четко очерчены, осмыслите основные тенденции развития вашей отрасли во всех масштабах и разработайте процедуру управления, позволяющую быстро реагировать на изменения и дисциплинирующие сотрудники. Вот сейчас вот это вот все, что тут написано, более-менее понятно, да, после того, как мы попробовали все разжевать. Следующее, что мы с вами начнем изучать, это мы переходим к инвесторам и непосредственно к бизнес-плану. Я вам предлагаю сейчас устроить перерыв. Согласны? Перерыв давайте сколько, 10 минут хватит? Мы чуть раньше тут времени нашего закончили. 15. Слишком долго 15? 15 долго, 10 хорошо. Тогда сейчас 11:25, 11:35, пожалуйста, подходите, будем работать дальше. Проверить не сможем, да? Проверить не сможем. Проветрить? Жарко, да? Да?
Так, начнем. Время у нас уже поступило, да? Если не ошибаюсь. Ага, отлично. Так. Во-первых, прежде чем мы начнем, сразу хочу спросить, есть ли у кого трудности с восприятием моей речи? Быстро? Нет? Просто если на самом деле кому-то трудно понять, ну, я очень быстро говорю иногда, да, можете меня останавливать. Правда, можете говорить, помедленнее, пожалуйста, говорите. Это раз. Во-вторых, если кому-то нужно дополнить или перевести на якутский язык сахалы, тоже могу сделать, да? То есть можете или сразу здесь могу объяснить, или можете потом подойти, могу объяснить. Тоже не вопрос. Теперь по поводу прошедшей тематики. Вопросы какие-то возникают? Пожелания, уточнения? Ну, вообще все понятно. Все понятно, да? Замечательно. Показываю вам две книжки. Одна называется «Построение бизнес-модели». А можно мы сфотографируем? А фотографируете, да. Ну, я вам скажу, почему их принесла, потому что на основе их, собственно говоря, мое понимание вот этого вот правильного, эффективного бизнес-плана, вообще бизнеса построено. А можно? Да, сейчас скажу, да. Построение бизнес-модели, название. Все? Угу. Так, авторы Александр Остервальдер и Ив Пенье. Написать, да, наверное, лучше. Остервальдер. Это не методичка, это бизнес-литература. Это литература, которую рекомендуется прочитать всем, которые начинают свой бизнес. Я ее заказывала по интернету в свое время. Это было 2 года назад. Я думаю, сейчас она тоже в интернете, в Озоне или где-то там еще продается. Вот это вот, по-моему, как раз через Озон. Да, вот написано ozon.ru. Озон, да? Озон. Где заказывать? Угу. Озон. Озон? Понял. Там, в принципе, всегда... Вот на Озоне, между прочим, выходят эти, знаете, анонсы, как минимум, ну, 1 раз в год, в конце года выходят анонсы 10 самых эффективных и полезных книг по бизнесу. И вот эта книжка, она была в издании 2012 года. 2012, да? Вот, то есть в этом отбор попала.
Построение бизнес-модели называется. Что здесь есть? Рассказывать долго не буду, просто сами, правда, познакомитесь, почему это нужно знать, да? Эту книгу, вернее, бизнес-модель, ее используют все крупные институты, которые занимаются финансированием, инвестированием в начинающие компании. Самое главное постулат этой книжечки, так, где тут у меня? Картинки-то нет, что ли, больше? Это о том, что бизнес должен строиться на основании вот такой самой главной бизнес-модели. Формат очень интересный, то есть он вот такого плана, да, и вот здесь вот картинки, там все-все-все вот так вот написано. Что такое бизнес-модель? То есть из чего должен состоять бизнес, да? Про то, что мы сейчас с вами говорили, здесь просто нарисовано в картинках. Нет, нету здесь, оказывается. То есть бизнес-модел Canvas называется эта модель, BMC. Она вот так вот выглядит, и здесь там прописываются потребители, рынок, там то все, да, и там все прописано, как это должно быть и что вы должны учитывать. То есть для вас, для самих, для общего развития, понимания, как строится эффективный бизнес, очень полезная книжка. Вторая книжка называется «Бизнес-план на 100%». Я не скажу, что это лучший вариант вообще, но, тем не менее, он более доступный к пониманию. То есть здесь можно прочитать и понять стратегии, тактика эффективного бизнеса. В принципе, все, что мы с вами сегодня обговаривали, тоже есть в этой книге. Об этих факторах успешного бизнеса там, и так далее. Здесь есть примеры самих бизнес-планов. Правда, книжка американская, не российская. Может быть, даже это и лучше, потому что очень простым языком написано. Наши почему-то любят очень сложно рассказывать об этом. Автор Ронда Абрамс. Книжка, она издана вот, фирмой Expert Systems, та фирма, которая продвигает свой продукт по бизнес-планированию, который называется Project Expert. Слышали, да? Да. Вот. Это вот та фирма Expert Systems, которые сделали Project Expert, собственно говоря. Так. Теперь небольшое упражнение. Простое. Для, так сказать, того, чтобы размягчить мозги. Сколько вы хотите зарабатывать денег в месяц? Или так, сколько нужно зарабатывать денег в месяц, чтобы говорить о том, что вы успешный бизнесмен, что вы удовлетворяете свои собственные потребности? Цифра какая? Давайте. 100 тысяч. 1 миллион. Ну, давайте более реально все-таки говорить. 300, наверное, в месяц. Так, чтобы хватило на еду, на машину, на семью, на дом. По минимуму потребностей. Ну, нет, не минимум, не минимум. Мы же говорим об успешном бизнесе, поэтому будем говорить об удовлетворении всех своих базовых, средних, но таких завышенных потребностей. Чтобы можно было раза два съездить куда-нибудь за границу, там, да, спокойно. Сколько? 200? Да? 300? 500? Давайте средний возьмем, 300. Давайте возьмем 300. 300 нормально будет? Вот вы лично получаете чистыми 300 тысяч рублей. Нормально. 300 тысяч рублей. Так вот, чтобы получить 300 тысяч рублей, это что? Это цифра, которую вы будете получать. Вы индивидуальный предприниматель, это ваша прибыль или доходы? Это прибыль. Это то, что у вас остается, правильно? Да. Значит, открываю не секрет, а, в общем-то, понятие такое, в принципе. В среднем, из чего, вернее так, из чего, вот это прибыль, да, прибыль. Она из чего складывается? Как мы ее получаем? Просто очень. Выручка минус расход. Да. Доход минус расход. И тогда мы что получаем? Расход. Получаем прибыль. Если у нас прибыль 300, значит, расход при любом раскладе, но в среднем при любом бизнесе составляет не менее, ну, в среднем, вернее, не менее, а в среднем 70% от доходов. 70, да? Если у нас расход 70%, сколько у нас должен быть доход? Как считаем? Чтобы 300 тысяч получить. 300 как 30% берем, значит... То есть вот это у нас осталось, это правильно, 30%, да? Это здесь у нас, соответственно, 100%, да? 1 миллион рублей. Сколько у нас там? Миллион. Не, мне кажется, не миллион. Подождите, почему не миллион? Миллион, да, все правильно, это я вот другой цифр.
1 миллион рублей. Не забывайте, что мы считаем с вами, тогда здесь у нас сколько, 700 тысяч получается, да? Логика понятна, да? Вот это 1 миллион рублей, не забываем, что это цифра доходов в месяц. Так, теперь думаем. Хочу зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. Что же я такого должен произвести, либо продать, чтобы на 1 миллион рублей, не либо, а произвести и продать. Продать на 1 миллион рублей в месяц. Что я такое должен продавать, чтобы мне каждый месяц стабильно приходило 1 миллион рублей? Думаем, какие бизнесы могут развиваться, чтобы получать 1 миллион рублей? Продукты, ну, общественный, то есть общепит. Общепит, да? Может быть. Так, теперь такая логика. Для того, чтобы продать на 1 миллион рублей, у нас кто должен быть в первую очередь? Клиенты, да? А сколько у нас клиентов? Вот мы с вами думаем о, допустим, рынке B2C, ну, то есть населения, да? Давайте возьмем город Якутск. Город Якутск. Сколько человек живет в городе Якутске? 300 тысяч человек. Ну, это калибры, да? Ну, то есть те, которые уезжают, приезжают там в среднем 300 тысяч. 300 тысяч – это всего население с бабушками, с младенцами и с студентами, да, с дедушками там, и так далее. Из 300 тысяч рублей работоспособного, платежеспособного населения сколько, вы думаете? Где-то 3, чуть больше 3. 45% города. Наверное, много. Молодой город же. Это 100. Вот если я не ошибаюсь, по-моему, 120 сколько-то тысяч человек было работоспособного населения. То есть это люди, которые способны купить что-то, да, они имеют доходы. Правильно? Где-то 120 тысяч человек. Теперь, допустим, мы рассчитываем 120 тысяч человек, это емкость рынка, то есть это максимум, сколько у нас может быть клиентов. Мы сейчас не говорим ни о каком товаре конкретном, просто вот считаем, да? Максимум, сколько у нас может быть клиентов. Но реально, когда мы рассчитываем любой бизнес-план, вот от этого максимального емкости рынка берут не больше 10%. 10%. То есть, когда мы рассчитываем какие-то наши с вами вот примерные расчеты по бизнесу, мы берем не больше 10. 10 от 120 – это 12 тысяч человек. Теперь делаем волшебство. Волшебство называется 1 миллион рублей. Делим на 12 тысяч. Ну, примерно 10 тысяч давайте почти. Легче будет. Давайте 10, да? 10 делаем, чтобы легче считать. Так, 10 тысяч. 4 ноля удали. 100. 100 рублей. Это средняя цена сделки, средняя цена покупки. Что мы такое должны продавать, чтобы 10 тысяч человек каждый месяц приходили к нам и покупали что-то за 100 рублей? Тогда мы можем себе гарантировать доход в 300 тысяч рублей в месяц. Логика простая. Так что мы можем продавать за 100 рублей? Бутылки воды 100 рублей. А 10 тысяч человек купят за 100 рублей? Зато они чаще будут покупать. Зато может быть чаще, да? Дальше уже пошли варианты, да? То есть мы с вами поняли, что наш рынок 10 тысяч человек, которые должны покупать по 100 рублей. Это мы к тому, что если мы хотим зарабатывать 300 тысяч, правильно? Если мы хотим зарабатывать больше, опять все пересчитываем, и у нас, скорее всего, будет что? Больше человек. Не человек, человек у нас столько же останется, большая средняя покупка, цена средней покупки. 10 тысяч человек покупает у нас по 100 рублей что-то. Либо, это первый вариант. Второй вариант. Либо мы продаем по 1000 рублей, но тогда можем сказать, что 1000 человек нам будет ходить, да? Или по 10 тысяч. Ну, или, соответственно, да. Или что-то делаем по 10 тысяч, продаем. 100 человек. Наоборот, ну да, 100 человек. Одному человеку. Не, подожди. Я запутала. 1000 человек по 1000 рублей, либо 100 человек
По 100 рублей. По 10 тысяч рублей, да, это так. Правильно посчитал. Правильно. Ну, и вот сюда смотрим и думаем, а вот наш с вами бизнес, вот то, чем вы сейчас занимаетесь, ну, примерно в какой категории находится цена? В этой или в этой? Не в первой. Вся вот здесь находится, так. У вас в этой. У кого в какой? Второй и третий. А? Второй и третий. Где-то между, да? Где-то здесь. Ну вот смотрите, вот здесь вот тогда вы понимаете, если хотим заработать 30 тысяч человек, вы, если продаете по 10 тысяч что-то, то вы должны как минимум, чтобы у вас продаж было в месяц 100 штук. Тогда вы сможете заработать свои 300 тысяч. Либо если у вас 100 рублей, средняя цена сделки 100 рублей, то как минимум 10 тысяч человек. Что значит это? Значит, вы, допустим, что-то, ну, видимо, у вас розничная, да, что-то там, да, торговля. 10 тысяч человек – это минимум ваш охват территории, где у вас магазин стоит, например. То есть у вас рядышком должны жить как минимум 10 тысяч человек, причем они все к вам должны ходить. Ну, причем, смотрите, 10 тысяч человек – это же 10 тысяч покупок. То есть можно купить хлеб, покупать там один раз в неделю, например. Тогда здесь уже не 10 тысяч будет, а в неделе, в месяце 4 недели, да, делим на 4, там по 250. То есть таким образом мы смотрим, где мы должны позиционироваться и кто у нас потенциально есть такие клиенты или нет рядом. Сможем ли мы тогда сделать бизнес таким эффективным, заработать свои 300 тысяч рублей. Вот этот простой, очень простой логический пример поможет вам рассчитать эффективность своего бизнеса даже на самой нулевой стадии, то есть тогда, когда вы только начали о нем думать. Реально есть у нас спрос. То есть сможете вы обеспечить 100 покупок или там 1000 покупок в месяц? Или 10 тысяч покупок, если у вас ваш товар будет стоить там вот столько, вот столько, вот столько. Угу. Логика понятна. Вот на самом деле вокруг вот этого всего простого очень расчета складывается все построение бизнес-плана. Все. Весь бизнес-план построен именно на этой простой совершенно логике. Кому продаем, сколько этих покупателей, за сколько продаем, сколько зарабатываем. Поэтому теперь мы переходим к пониманию, мы с вами уже придумали, чем мы занимаемся, мы с вами примерно посчитали, что это эффективный бизнес, и теперь нам нужны деньги. И вообще мы хотим как бы посерьезнее посчитать сам бизнес-план, да? Поэтому что интересно и важно знать инвестору? Все то же самое. Подтверждение привлекательных потребительских свойств нового продукта, лучших по сравнению с конкурентами. Исходим из логики, что если мы что-то открываем, мы делаем это лучше, чем это делали до этого другие. Второе. Перспективы рынка нового продукта, договоренности с будущими покупателями или уже состоявшиеся продажи. Когда вы ходите к любому инвестору, банки, фонды или там еще куда-то, если вы принесете договора предварительные, в которых будет написано, что кто-то у вас уже готов это купить, даже пусть это будет Спиркина грамота на самом деле, но тем не менее. Это для инвестора это будет очень такой серьезный, а иногда даже решающий фактор. Ваш бизнес-план может быть очень плохим, но если вы приведете контракты из АК «Алроса» на покупку у вас там на всю жизнь всей продукции, которую вы там производите, вообще вопросов не возникнет. Да? Третье. Ожидаемая рентабельность нового продукта. Некоторые выигрышные экономические характеристики. Ну, понятно, что в расчетах, в бизнес-плане в любом важна прибыль, да? Рентабельность и прибыль. Требуемая сумма инвестиций. Ну, тут написано венчурных, не обращайте внимания. Инвестиции с обоснованием зачем, на какие цели нужны инвестиции. То есть, когда вы просите денег, вы всегда должны знать, зачем вам эти деньги нужны и куда вы их собираетесь потратить. Не ходите просто с желанием, типа, дайте мне 10 миллионов рублей, а зачем тебе эти деньги нужны и куда ты их собираешься тратить, вы не знаете. Или вы знаете, например, дайте мне 10 миллионов рублей, 2 миллиона потрачу на оборудование, 3 миллиона построю там ангар какой-нибудь, да, 5 миллионов куплю сырье. Вы думаете, этого достаточно? Нет. Вы должны знать, 2 миллиона потрачу на оборудование, какое, у какого производителя, сколько стоит оборудование, включили ли вы туда транспортные расходы, сколько стоит монтаж этого оборудования. 2 миллиона. 3 миллиона на строительство ангара. Где ваша проектно-сметная документация, из какого материала вы собираетесь строить, и кто это, собственно говоря, будет строить. То есть вот на такие вопросы вы должны знать ответы, да? Ну и 5 миллионов сырья. Какое сырье, у какого поставщика, почему именно у него? Кстати, вот вопрос, почему именно у него, тоже интересный.
Почему именно, допустим, покупаем там оптовые закупки, делаем, например, сырья там какого-то завода где-нибудь там, например, не знаю, в Краснодаре, да? Почему вы не покупаете в Новосибирске? У вас ваш инвестор вполне возможно будет компетентен в этом вопросе, да, скажет, а тут же рядышком есть завод, зачем вы туда ездите, там, какие-то далекие леса? И вы должны тут объяснить и дать понять, что вы проанализировали этот рынок и выбрали самого лучшего поставщика, да? Вот, и предлагаемые условия. Что значит предлагаемые условия? Сколько? Под какой Какой процент, да, какой срок, и какие условия, может, он и как какие там скидочки, да, сделать там. Ну, если у вас инвестор частный, конечно, вы ему лично можете сделать скидочки, да, самому инвестору. Но обычно, если это банк, то обычно речь идет о уровне процентной ставки, которую вы готовы заплатить, да, и самое главное, о графике возврата. То есть, если вы берете под проценты вы обычно возвращаете сразу, через месяц. А основной долг, сам кредит, вы можете возвращать там, ну, некоторые 1 год делают срочку, да, 2 года. То есть вы это уже должны понимать, как вы будете возвращать деньги. Если это деньги просто инвестора частного, то вы должны ему сказать, сколько он заработает на вашем проекте. Сколько денег он заработает. А еще, если дальше в дебри идти, венчурным инвесторам всегда интересует вопрос выхода. То есть, когда вы достигнете успеха, станете таким богатой организацией, и он сможет продать акции или доли вашего предприятия кому-нибудь другому. Потому что венчурный инвестор, ну, тот, который вкладывается в уставный капитал, в основном это такие люди, которые зарабатывают на перепродаже. Они сейчас вам дают 5 миллионов, а через 5 лет эту долю, за 5 миллионов вы им дадите, допустим, 49%, да? А через 5 лет он эти 49% захочет, и вы будете уже успешная компания, продаст за 50 миллионов. И это его право будет. А для того, чтобы он смог продать за 50 миллионов, выручка вашей компании в год должна быть не меньше, наверное, 100. Так. Что-то я опять нажала. Может, там просто это включить презентацию. Угу. Пришло? Да. 7 естественных вопросов инвестора. Любой инвестор задает эти вопросы о том, что, кстати, это все тоже оттуда исходит. Что мы продаем на рынке? То есть какой у вас есть продукт, какая степень его готовности. Самый важный момент. Люди иногда приходят со своими проектами и не знают, что они продают. Знаете, как есть пример? Например, я, например, произвожу что-нибудь. Ну, сейчас скажу, сейчас придумаю. Табуретки? Давайте табуретки, ладно. Что мы продаем на рынке? Табуретки? Табуретки продаем, да? Хорошо, замечательно. Продаем табуретки. А насколько у вас готовы эти табуретки, скажем так? То есть это у вас уже есть прототип этой табуретки, да? Вы знаете, как ее собирать, из чего она состоит? Ну, вы знаете, из чего состоит конкретно одна табуретка. Хорошо. Чем лучше эта табуретка, чем у других? А? Может быть, да. То есть и дешевле, да, вы сказали? Дешевле. 100 рублей. 100 рублей стоит, да? Дизайн. Дизайн табуретки, хорошо. Ну вот, да, там прочно, там устойчивость, какого-то материала, допустим, супер хороший. Деревянная, там экологически чистая, да, что-нибудь такое, да? Без гвоздей. То есть здесь вы должны, вот здесь вы должны показывать полностью знание своего продукта. Что вы делаете, из чего он состоит, чем он лучше, чем другие. И это должно быть не просто
Вот, допустим, табуретка 100 рублей, например, сказали, да? А я, например, эксперт на этом рынке, ну, например, я говорю, что не может быть такого. А табуретка не может стоить 100 рублей. Вот она минимум, ну, вот, в среднем на рынке все остальные продают за 200. Они что, дураки, что ли? Потому что если они могут продавать за 100, почему они продают за 200? Вопрос, почему они так делают? У инвестора сразу возникает подозрение. Понимаете, вот отношение какое у инвестора. Вы должны быть готовы доказать, почему вы можете продавать по 100 рублей. Чем ваша вот, технология производства этой табуретки отличается от технологии производства такой же табуретки, но у другого производителя. Понимаете? И это тоже важно инвестору. Опять же, вы должны ему это показывать. Рентабельность. Ну, сейчас мы с вами это говорили. Торговая наценка – это цена минус себестоимость. Либо мы говорим про прибыль, либо там торговая наценка. Должна быть лучше традиционного бизнеса. Больше 100%. Что означает больше 100%? Это сама торговая наценка. Ну, это означает, что... Нет, имеется в виду вот больше 100%. Нет, если у вас торговая... Тут цена минус себестоимость разделить на себестоимость, да, получается там 6 минус. Это типа доходы минус расходы разделить на расходы. Расходы. Ну вот, это получается, что ваша торговая наценка должна в 2 раза больше быть, чем ваши... то есть ваша прибыль должна быть в 2 раза... Не 2 раза. Ваши доходы должны быть как минимум в 2 раза больше, чем расходы. Вот. То есть, собственно говоря, рентабельность здесь получается... тогда больше 100%. То есть чем больше у вас торговая наценка, короче, тем, естественно, выгоднее бизнес. Это понятное дело. Но вот это вот вопрос, как она сложилась, то есть свою себестоимость, цена, за которую вы продаете, вы должны, естественно, знать. Основной покупатель, ну, естественно, кто ваши потребители. Это простой вопрос, вы это должны четко понимать, да? Сколько нужно денег, инвестиции по траншам, сколько я заработаю и когда я, это имеется в виду инвестор, будет вас спрашивать, кому я продам свою долю бизнеса, это в том случае, если идет речь о продаже, помните, я вам говорила, да? Насколько это надежно и степень риска. Вот это тоже важный момент. Риски, мы всегда тоже забываем про риски, да? Риски могут быть разные. Мы с вами еще в бизнес-плане про это будем говорить, но тем не менее, любой бизнес связан с рисками. Самый первый и самый основной риск – это риск того, что у вас ничего не получится, и вы обанкротитесь. Может это произойти по многим причинам, но основная причина, почему это происходит, это от неправильной оценки рынка. То есть когда мы не делаем вот это вот, помните, мы с вами не считаем, сколько у нас будет реально покупателей, решаем ли мы их боль, то есть их потребность какую-то своим продуктом, и готовы ли они заплатить нам эти деньги, которые мы у них просим. Когда идет неправильная оценка рынка, тогда предприятие банкротится. Поэтому вот здесь, насколько это надежная степень риска, здесь вопрос про это. А если вы неправильно сделали расчеты, как вы защищаете мои деньги? Поэтому вот здесь в самом бизнес-плане делается расчет на снижение. То есть если, допустим, я запланировал 10 тысяч покупателей, а у меня их там 5 тысяч стало, да, то будет ли мой бизнес все еще рентабельный? Если у меня стало не 5 тысяч, а 3 тысячи, он все еще рентабельный или уже нет? То есть это точка безубыточности. Да, точка безубыточности с учетом всех входных данных, да, насколько мы можем снизить объем рынка, либо насколько мы можем снизить цену конечную, да, вот это вот все степень защиты самого проекта получается. Но поэтому для инвестора это важно, сделали вы эти расчеты, просчитали вы заранее или нет. Кто всем этим будет заниматься, это команда. Вот про это тоже всегда все забывают. Все пишут про то, как мы будем производить, и иногда не забывают про то, как мы будем продавать, но все забывают, кто этим будет заниматься. Поэтому вопрос у инвесторов, вообще любые инвесторы вообще говорят, вообще на самом деле даже в банках это так происходит. Вот сколько было случаев, когда вкладывались даже не в проектах в человека. Вот приходит человек, да, допустим, руководитель, и своей там энергичностью, харизмой, уверенностью, компетентностью он убеждает людей в том, что он сможет это сделать. Даже иногда самые нереальные расчеты, кажется вдруг самый неподготовленный рынок
но вдруг человек приходит и рассказывает, как он это будет делать, и показывает полностью свою компетенцию, и ты ему доверяешь. И такие случаи были, когда и кредиторы, имеется в виду банки и так далее, да, принимали при этом положительное решение. Они Нет, почему еще Почему они все возвращались? Просто, нет, просто на самом деле, вот у меня был случай один, одно предприятие, резидент даже, да, значит, ему не верили 2 года. То есть ему говорили, на рынке нет такого производства, нет, у тебя нету покупателей, принеси там эту бумажку, ту бумажку, докажи, что у тебя есть покупатели, что ты вообще с этим можешь справиться, да? Но это все происходило, он удаленный, то есть он не в городе Якутске находится, в другом городе, а деньги он искал здесь. И, в общем-то, как бы, когда он через других людей это решал, или путем передачи документов, там, допустим, тот же самый бизнес-план, там, туда-сюда, да, свою модель, как-то все как-то вот не верилось, короче, вот, ему никто денег не давал. И в результате, в общем, произошла одна встреча руководства, там, кредитующей организации, собственно, он приехал в город Якутск, переговорил, показал свою заинтересованность, свою мотивированность, свою компетенцию, и это был решающий момент, то есть это была решающая встреча. После этого к нему как бы повернулись лицом, и он в результате получил 12 миллионов рублей. Это компания, у которой не было вообще ничего. То есть у него нет ни собственных средств, ни какой-то там, ну, единственное, что он, естественно, в том, как банк он залог дал, это 100%. И то не свой, между прочим. Вот, ничего у него, собственно говоря. У него того, как человек с нуля просто получил 12 миллионов рублей. И у него производство сейчас, он купил оборудование, он купил сырье, он все поставит, и слава богу, надеюсь, он никуда не пропадет. Вот. Так что от человека, от команды очень все сильно зависит, от того, кто и как вы будете защищать свой проект. Спросить можно вот в этой таблице? Да. Вот это вот повторный Макевич. Операционные рентабельные структуры экономические показатели. Да, но это операционная рентабельность, это как раз есть вот то, что вы, ваши доходы минус ваши расходы. То, что у вас остается прибыль, это и есть ваша... Это прибыль. Ну, это прибыль, но прибыль по отношению к доходам, это и есть рентабельность. Это уже не рентабельность. Рентабельность. Ну, здесь просто как бы очень... здесь наименовать такую рентабельность, но здесь я просто даю понимание того, что вы здесь должны четко понимать, из чего и как у вас складывается прибыль, какие у вас доходы и какие у вас расходы. И тогда вы говорите, у меня рентабельность 30% или там 50%, говорите. Там вся торговая наценка. Ну, это все идентичные названия одного и того же. Это все касательно рентабельности, прибыльности, самой прибыли, это все называется, просто торговая наценка, это относится к торговле только. Вот когда мы продаем товары, покупаем у кого-то и тут же их перепродаем. То, что мы нацениваем, это называется торговая наценка. А в общеэкономическом понимании это все-таки рентабельность или прибыльность называется. А цена, значит, тогда плюс себестоимость? Нет, это минус себестоимость. Цена минус себестоимость разделить на себестоимость. Да. А вот это знак, что вот это знак больше, меньше, точно. Ну, это такое есть мнение, что если вы показываете свой бизнес, то ваша, как бы скажем так, рентабельность должна быть больше 100%. Значит, больше. То есть это в 2 раза больше у вас должно быть. Прибыль у вас должна быть равна, то есть затраты у вас, допустим, 50 миллионов, и прибыль у вас должна быть 50 миллионов. То есть общий объем 100 миллионов у вас должен быть. Как минимум. Потратили 50 миллионов заработали. Обычно же 30%. Ну, это 30%, это то, что я вам традиционно показывала. Это, конечно, самый лучший вариант, это когда инвесторы говорят, что это очень хороший бизнес, когда больше 50. Но это все равно все надо доказывать, это не так просто. Это вы можете... уже не надо. Ну, мне кажется, нет. Да, дальше, вот, когда мы с вами расчеты будем делать, там будет понятно. Вот момент следующий. Что здесь я хотела сказать? Здесь 4 составляющие любой представления проекта любому инвестору. Любой инвестор, он хочет вам дать что? Ну, не хочет, в смысле, вы хотите у него взять вот то, что наверху находится, да? Что у меня эта картинка не вышла.
Это так называемое пирожное, мы называем, да, которое состоит из 4 слоев. 4 слоя. Первое, и причем, между прочим, говорим всегда о этих 4 слоях, которые приводят к достижению вот этого, то есть получению денег, начиная отсюда, снизу. То есть тут логика какая? Мы не можем говорить об верхнем слое, пока не выстроили нижний. То есть сначала строим нижний слой, проблема. То есть в любом бизнесе, когда вы начинаете любой бизнес, вы должны решать чью-то проблему. Вы не можете делать табурет, если это никому не надо. Вы не можете продавать там какие-то, я не знаю, там, ну, те же самые там брендовые одежды, если это никому не надо. Вы не можете заниматься программированием, делать какую-то программу, если она никому не нужна. Заниматься программированием, да? То есть вопрос в этом, то есть вы должны решить чью-то проблему. Я вот всегда рассказываю такой момент. У меня в подъезде, в доме, где я живу, всегда грязные коридоры. Я считаю, что для меня это проблема. Я готова, как инвестор, да, заплатить или нанять работника. Заплатить ему деньги, чтобы она приходила один раз там в 2 дня мыла, соответственно, подъезд. Да? Ну, это я так, чтобы понятно всем было. Но, естественно, я не могу сама только платить, правильно? Я обращаюсь к своим соседям и говорю, давайте мы все вместе скинемся и наймем человека, он будет к нам приходить. И мыть наш подъезд через каждые 2 дня. Что вы думаете, в результате я получаю? Знаете, что я получаю? Ну, получила. Я получила то, что вот у меня в подъезде, сколько там, 4, где-то 30 квартир, ну так, в среднем я скажу, да, 30 квартир. Вот из 30 я одна хочу платить за уборку, да, и плюс еще 4 соседа, то есть всего 5 из 30. Остальных я всех спросила, они сказали, а нафиг нам это надо? Простите, а зачем нам это нужно? То есть им вполне комфортно жить в грязном подъезде, понимаете? У нас нет, вот эта проблема, то есть, как бы, вроде, мне кажется, что на поверхности лежит, да? Мне кажется, что это проблема наша общая, мы все хотим этого. А на самом деле, когда я провожу опрос своих соседей, получается, что это только моя личная проблема. Поэтому вы, когда думаете о бизнесе с точки зрения начинания бизнеса, да, вы не думаете, что, вернее так, не будьте так уверены в том, что вы решаете, что вы продаете такой товар или услугу, которая всем нужна. Скорее всего, делайте предположение, что наоборот никому это не нужно. И вот наоборот идите в народ к своим клиентам потенциальным, да, спросить на всякий случай, а все-таки, может быть, тебе нужна такая услуга или такой товар? И если он вам скажет, что да, это мне нужно, тогда вы уже ставите плюсики, и потом уже в результате поймете, что вы, да, на самом деле решаете чью-то проблему, которая на сегодня есть. То есть, допустим, рынок туристических услуг, внутренний туризм, да, я вот близко тебе, да, говорю, внутренний туризм, например, наш республиканский, в республике, горы Кигелях, например, да, спрос есть у нас на поездки туда, в горы Кигелях? Очень дорого. Возможно, 2. Вот смотрите, вообще очень простой вопрос. Я хочу открыть тур в горы Кигелях. Кто из поедет туда в следующий год? Я поеду. Да. Не, руки поднимите, кто поедет. Ну, сколько стоит? Не, он будет стоить нормально. Нормально будет стоить. Я поеду туда. Поедете, да? Раз, два, вот. Главная ошибка. Все хотят поехать. Я вам 100% говорю. Вот поднимите мне руки, кто хочет поехать. Вот поднимите. Вот у нас здесь аудитория 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь в аудитории сидит, по-моему, человек 15, нет, 20, да? Да, 20. 6 человек из 20 хотят. А кто еще может? Вот еще вопрос же. Из этих 6, кто хочет, кто может поехать? Вот это уже своим глубоко в анализ уйдем, да, это мы еще сделаем. Сейчас мы просто поверхностно делаем опрос. Просто вот я хочу, чтобы вы поняли, что когда вы думаете, что все хотят, все это все 20. Вот мы с вами сидим, например, мы и есть город Якутск, да, ну, то есть в нашем лице. И вот из этих 20 6 человек хотят. 6 на 20 это сколько там? 1, 1, 2, 3, 4, 1 четвертая. Почему? Чуть-чуть больше 1/4. Ну, 5 пусть будет, ладно. 5 из 20, 1/4. Так вот, вы представляете, насколько вы ошибетесь, если вы начнете бизнес из расчета, что у вас будут покупать 20 человек, а в результате придут купить 5. Еще не факт, что они придут. Потому что еще неизвестно, есть ли у них на это деньги, да, они просто скажут, что они хотят.
Все. Поэтому мы не решаем какую-то проблему этим самым. То есть мы должны понять, есть ли спрос на это. Есть ли люди, которые вожделеют и жаждут заплатить вам деньги за это, понимаете? Если таких людей нет, то вот этот спрос, вот о чем мы с вами говорили. Когда мы оцениваем спрос 20 и 5, да. А если задать вопрос в другом ракурсе, вот кто желает поехать на поиски мамонтовых бивней, чтобы найти и оставить себе? Кто желает? Ну, я желаю опять, но другие факторы появятся. Зачем деньги? Ну, Зачем? плюс заинтересованность. То есть прямо большой бивень или вот маленький кусочек? Ну, что найдете, что найдете. Что найдете, то и А вы мне гарантируете, что я что-нибудь найду? Там можно и не вернуться. Нет, смотрите, надо так. Я вам предлагаю тур в Верхоянский, да? Верхоянский, да? Ульяна. Ульяновский район, в долину долину там, где раньше проживали древние мамонты. Прямо они там проживали, реально. То есть это доказано. То есть все ученые говорят, что там жили мамонты. И в последние там 10 лет там обнаружили все находки мамонтовой кости, которые вообще существуют, да, они обнаружены именно на этой территории. У меня лично там есть свое угодье, которое пока еще никто сильно не раскапывал. И я вам предлагаю такой тур, что мы можем с вами вместе поехать, я вам организовываю все. Транспорт, трансфер, страховку, туда-обратно проезд, одежду, там то все, развлекательную программу на месте с посещением там мест, там так далее, да. И в результате вы еще можете заработать, потому что вы можете найти, скорее всего, вы найдете там эту мамонтовую кость, а те, кто не найдет, я подарю сувенир из мамонтовой кости, точно, вот если совсем ничего не найдете. Вот, и в результате вы станете собственником этой находки, и я вам организую продажу. А вы знаете, сколько сегодня стоит мамонтовая кость? А? Сколько стоит? 20 килограмм. Килограмм. В зависимости от качества. От качества? Не, скажите мне, сколько, не надо качества, не мать, скажите мне, сколько она стоит. 20. Чего? Тысяч рублей? 1000 рублей за 1 килограмм. килограмм. 1 килограмм 25 тысяч рублей. Мой друг ездил недавно, я вам говорю, мой друг ездил с ним недавно, вот в этом году они ездили, да, и он нашел там прямо бивень мамонта, он весил 5 килограммов. Он заработал 25 на 5, это сколько там получается? 125 тысяч. При этом он мне за тур он мне заплатил 50 тысяч. Он приехал, 50 тысяч заплатил мне, а обратно приехал и за 125 тысяч, конечно, продажи я ему организовала. И, ну, то есть он организовал, не я. За 125 тысяч он продал и заработал свои 75. И причем он получил огромное удовольствие, они ездили там с семьей, ну, то есть не семьей, а он и его жена ездили вдвоем. И они за неделю там вообще супер время провели, у них потом, она сейчас беременная. Потом дети. Кто поедет с нами в этот раз? Я поеду. Вот, уже +1. Ну, то есть решение, спрос, и вот теперь есть решение. То есть мы говорили сейчас о спросе, да? И после того, как мы сказали о том, что есть проблема, которую мы решаем, на решение этой проблемы есть спрос, и мы предлагаем свое замечательное, уникальное, самое супер хорошее решение. И вот тут-то мы можем рассказать, вот тут дайте нам волю, мы расскажем, какой у нас замечательный продукт, и вообще бизнес, или товар, или там все что угодно, да? И обязательно рассказываем про людей, которые это будут делать. Это команда. И тогда любой инвестор должен вам дать деньги. Просто обязан. Не дай бог не даст. Теперь какие есть у нас инвесторы? Я здесь рассказываю про то, какие есть инвесторы. Правило 4, самое вот это вот. Замечательное правило, я его люблю и обожаю. Вы знаете, кто такие? Нет. Когда вы начинаете свой бизнес, помните, я вам говорила, что нужно много денег, да? Так. И кто вам дает деньги на начало бизнеса? Бизнес-ангел, да? Кто вам дает деньги? Папа. Родители. Муж. Правильно. На начало бизнеса, уважаемые предприниматели, никто вам не дает вам деньги, ни банк, ни, скорее всего, даже государство. Вот недавно буквально начались программы, которые там можно, я про них расскажу, но это очень сложно. Ни банки, ни государство, ни фонды,
Даже ликвидная компания иногда не дает. Хотя нет, она дает иногда. Ну, в общем, собственно говоря, кто нам дает деньги на начало бизнеса, это 4F. Фазер. Предположение. Ну, это по-английски, естественно, F, да? Какие есть? Вот кто-то сказали уже. Сказал кто-то. Ну, F по-английски родители кто-то. Но 4F – это первый family. Кстати, мне на мой первый бизнес тоже дал папа денег. Я думаю, многим так где-то было. 50 тысяч рублей. А я удачно их обанкротила, прогорели. Но это было давно очень. Хороший опыт. Зато опыт хороший, да. Нет, кстати, между прочим, ничего они не прогорели. А вот сейчас этот пейнтбольный клуб «Комбат» же есть? Да. Вот я туда вложила свои 50 тысяч рублей, между прочим. Это когда он еще только начинался, когда только-только был. Вот, family. Теперь friends. Правильно? То есть уже по логике идем. Friends – это кто? Друзья. Наши друзья, да. Наши замечательные друзья, которые нам со студенчества, со школьной скамьи, кто-то там вдруг богатый стал или работает где-то в организации. Еще кто? Или что, вернее. Вот есть понятие. Ну, по-английски это так звучит, а по-русски это, ну, как сказать, свои сбережения, так скажем. То есть деньги, свои собственные. Накопили, где-то работали, да, и накопили себе вот такие вот денежки. И последнее, самый любимый мой, никто не догадается, я большим буквами напишу. Дураки, Карла. Fools – это те, которые рискуют, ну, их называют дураки. Перевод простой, как дураки, но на самом деле это те, которые верят, которых вы смогли убедить. Это не аббревиатура, нет? Нет, это просто большой буквы. Это те, которых вы смогли убедить в том, что у вас все получится. И на самом деле... Нет, не все инвесторы фулсы, ну, не все инвесторы дураки, скажем так, да? Вот, но те, которые вам просто так поверили и отдали денег без ничего, без всяких гарантий, без залогов, там, без подписания расписки даже, да? Вот это вот те самые фулсы, но их как бы... Это хорошие люди, очень хорошие, честно говоря. Вот это те, которые на самом деле двигают развитие сегодняшнего предпринимательства. Вот, так что вот это правило 4F. Это инвесторы для начинающего бизнеса любого. В принципе, в жизни это так и происходит, мы все это знаем прекрасно, да? Банки. Я почему тут назвала Алмаз-Агенбанк, потому что по статистике за 2015 год больше кредитов всех банков, ну, наверное, кроме Сбера, потому что Сбер там, по-моему, нет статистики, по-моему, Алмаз-Агенбанк выдал. По крайней мере, у них динамика такая хорошая в 2015 году. Это не реклама, я там не работаю. Это просто статистика. Значит, банки, первое, ну, у банков какое правило, как у инвестора? Они, во-первых, берут... Вот правило банков, как инвестора, чтобы вы понимали различия. Принципы их банковского кредитования. Срочность, платность и возвратность. Возвратность. Что это значит? Срочность. Любой банк дает вам на определенный срок. На год, на 2, на 3, на 5. Это раз. Во-вторых, он всегда говорит, в банке всегда говорят, когда вы должны вернуть деньги. 1 раз в месяц, 25 числа. Не раньше и не позже. Вот что касается банков, никогда, если вы берете кредиты в банке, у вас стоит график, вы должны понимать, что банкам важно, чтобы вы вернули именно в этот день, а не на завтрашний. Ну, понятно, что процентами, да я имею в виду по срочности. Имеется, для них очень важны сроки. И вы с ними никогда не сможете договориться перенести. Ну, имеется в виду, если вот вам надо сегодня платить, да, а у вас денег нет, и вы такие прошли в банк, сказали, давайте я завтра заплачу. Завтра у меня будет поступление, да, мне там кто-то заплатит. Ну, да? можно, только Не, ну, безусловно, да, но я тут про правильные как бы возвраты говорю, поэтому срочность очень важна в банке. Платность всегда есть процент. Бесплатных денег в банке не бывает. Не бывает вообще. Возвратность. Мы всегда должны обеспечивать возврат. Мы обеспечиваем возврат в банке, вот здесь вот факторы обеспечения. То есть
Банки без обеспечения кредита практически, ну, особенно бизнесу, естественно, не выдают. В качестве обеспечения банки что берут? Имущество. Недвижка, оборудование, товары в обороте. Еще что? Транспорт, да, все правильно. Транспорт. Поручительство. Поручительства, кстати, могут быть и физических лиц, там, когда суммы небольшие. И еще есть такое, ну, сейчас все им пользуются, особенно СМП, гарантии фонда. Ну, или поручительство фонда. Фонда поддержки предпринимательства, я имею в виду. Вот, это принцип возвратности. То есть мы в банк обязательно должны вернуть. Причем банк что? Он все равно, ваш бизнес, конечно, лезть не будет напрямую, но он всегда будет у вас отчетность запрашивать, да? Ему все равно, что у вас происходит. Пошел у вас бизнес, не пошел у вас бизнес, продали вы там сколько хотели, не продали. Взял деньги, верни, пожалуйста, в срок, сколько написано, и чтобы вообще все вернул, не дай бог тебе, да? А то вот беру у тебя там квартиру, машину, там и все остальное. Поэтому в этом отношении банк, он очень строгий, скажем так, инвестор, с которым достаточно трудно договориться. И все очень документально, естественно, подтверждено, все там графики, все договора. Государственные средства, субсидии, гранты Министерства предпринимательства, Госкомитета по политике, науки, города Якутска и так далее. У меня есть табличка, где написаны, ну, практически все субсидии и гранты, которые получают. Там есть эти ссылки на сайты и так далее. Я могу потом в электронке дать. Основное министерство, которое выдает нам, как предпринимателям, деньги, это Министерство предпринимательства. У них на сайте и на сайте Центра поддержки предпринимательства всегда вывешивается информация о проводимых конкурсах. В основном они финансируют субсидии по процентам. То есть если вы получили кредит, часть кредита, часть процента они могут вам вернуть. Кстати, в этом году этот конкурс был, и на это были даже деньги, а заявителей практически не было. Как ни странно. Они выдают деньги на приобретение оборудования. На приобретение оборудования, то есть как это, тоже субсидирование затрат, и на приобретение оборудования в лизинг тоже. Самый главный постулат Министерства предпринимательства: вы сначала должны осуществить затраты, то есть потратить свои собственные деньги, а потом только вы предъявляете их туда, ну, конкурс объявляется, вы туда несете документы все, подтверждающие, что вы так потратили все это дело, да? И, соответственно, получаете субсидию, то есть возмещение затрат, понимаете, да? Что касается Государственного комитета, есть такое, не все, наверное, знаете, да, но тут есть 3 вида грантов, которые выдает Госкомитет. Первый – это грант по поддержке инновационных предприятий. Они выдают, конечно, бизнесу, который вводит какую-то инновацию. Причем инновация – это не обязательно что-то, что вы придумали сами. Есть еще понятие трансфер технологий, когда вы в свое производство внедряете другую, чужую технологию, ну, имея на это право. То есть патент, лицензию там, и так далее, да? Лицензию, вернее, на использование патента. То есть вы можете внедрять какую-то другую технологию на своем производстве. Этот Госкомитет выдает вам на это гранты, то есть не как раз финансирование ваших будущих расходов. Практически эти деньги получают предприятия, у которых нет вообще ничего, только кроме зарегистрированного там юрлица. Иногда даже юрлицо не обязательно, да, конкурса. Но процедура защиты достаточно сложная, конкурс большой. Выдают здесь по 500 тысяч рублей, вот в этом комитете. Есть еще грант на, у них тоже есть грант по субсидированию затрат на проведение НИОКРов, там сумма уже больше, но это может быть не так интересно. И окружная администрация города Якутска. У них есть отдел предпринимательства, они там выдают гранты тоже начинающим предпринимателям, также на, по-моему, оборудование тоже, по-моему, выдают, да, и выдают также по поддержке инновационных компаний, тоже у них есть свои отдельные гранты. Я почему рассказываю, чтобы вы понимали, что есть вот республиканские деньги, они в министерстве ходят, да, и есть деньги города Якутска, это отдельные деньги, источники разные. Везде проходят конкурсы, вы везде должны участвовать, если хотите бизнесом заниматься, потому что вот тут реально есть возможность хотя бы возместить часть своих затрат, и там достаточно много денег. Везде проиграть. Ну и проиграете, ну и что, зато научитесь защищать свой бизнес, ничего страшного. Город Якутск, окружная администрация тоже работает по принципу субсидирования затрат.
Даже грант начинающим предпринимателям они не дают тем, у которых ничего нет. То есть ты сначала должен начать свой бизнес, сделать свои затраты и потом им предъявить. Но бизнес у тебя должен быть не больше 1 года. Поэтому это начинаешь. Возмещение идет. Да, тоже возмещение у окружного. Все равно там не платить деньги. Да? Не всем хватит, ну, конечно, не всем хватит. Ну так нужно же быть лучше всех, чтобы получить-то, конечно. Фонды. Единственный фонд, который у нас сегодня есть, фонд развития предпринимательства республики. Фонд на самом деле выдает инвестиционные займы и микрозаймы, да? Кто в курсе вообще, короче говоря, про фонд? Раз, 3. Замечательно. Фонд выдает средства как банк. Ну, то есть принцип точно такой же, да? Даем кредит, займ они называют, да? Даем на 5 лет, и вы возвращаете по сроку, по графику там, и так далее. Просто у них процедуры более такие, ну, попроще, скажем так, да? И сам бизнес-план и ритейл, требования у них тоже не такие сложные, как в банках иногда. Вот, фонд дает сейчас микрозаймы. Кстати, сейчас, по-моему, есть у них сейчас средства на микрозайм. Микрозайм – это до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет. Ставка у них очень хорошая. Фонд мы обожаем, потому что в фонде процентная ставка, думаете, какая по микрозаймам? 8. Не, микрозаймы... Что-то у меня ступор. У них инвестиционные займы, если микрозаймы, по одному 8,25, а по другому 6,75 годовых. То есть, представляете, банки, они сейчас в среднем кредитуют 20%. Фонд кредитует под 8,25. Разница огромная. Единственное, что им все равно нужны залоги, так же, как здесь. Но ставка очень низкая. И еще минус есть у фонда, что он очень долго рассматривает. Там может быть и полгода. Там у них комиссия пока соберется, пока они просмотрят. Но если вы, в общем-то, настроены на то, что, ну, если вы ведете бизнес, да, как бы нормально у вас все, вы просто хотите получить дополнительные средства, может быть, можно и подождать ради таких денег, потому что здесь таких денег нет. Здесь условия возврата там тоже по срокам, да? Да. Там тоже график, все по срокам. Ну, фонды, они же, по-моему, до миллиона только, а банк может же... Нет, фонд выдает инвестиционный займ до 5 миллионов. Просто инвестиционный займ, он 1 раз в год у них был, по крайней мере, в этом году, и он уже прошел, деньги на него закончились. Вот. А микрозайм до 1 миллиона. Но сейчас они будут изменять, в следующем году он будет до 3 миллионов, говорят. Вот. Венчурная компания Якутия, наш институт, который сейчас занимается прямым финансированием, единственный институт. Что значит прямым? Они вкладываются в уставный капитал, они становятся соучредителями бизнесов. Многие компании инновационные, которые там в технопарке и там еще где-то, получили здесь средства, то есть с нуля, то есть когда вообще ничего нету. И на самом деле, возможно, это единственная возможность получить. Вот тут вот. Тут средства есть в венчурной компании. Если у вас хороший проект, если вы видите и знаете рынок, и вы готовы зарабатывать много денег, можете смело туда обращаться. Я не скажу, что там быстро решат вопрос, но решат. Денег там достаточно, интересуются они сейчас любым бизнесом, то есть не обязательно должен быть инновационный. Главное, чтобы он был прибыльный. Хорошо? Условия, кстати, у них такие же, как тут, примерно. То есть не 6, не 8, а где-то около 20. 20. Угу. Ну, там в зависимости от того, какой у вас бизнес, но тем не менее, где-то около 20. А если не соучредители? Вот здесь вот такая фишка получается. Смотрите, вы пришли в венчурную компанию Якутии, да, у вас 0. Я голый, у меня ничего нету, кроме идеи. Ну, может, если после сегодняшнего семинара, может, бизнес-план напишите, да? Я 0. Пришел в венчурную компанию, говорю, венчурная компания, дай мне сколько? Сколько вам денег нужно? Грубо говоря, миллион. 10, я так и думала. 10 миллионов почему-то. 10 миллионов. И говоришь, я 0, дай мне 10 миллионов. Венчурная говорит, хорошо. А ты говоришь, я могу дать тебе, ну, чтобы ты мной не руководил, да? Ой, не. Так. 51%, да. А тебе дам 49. Говоришь, да? Венчурная компания. А венчурная говорит, ты мне даешь 49, я даю 10 миллионов, а ты 0? А как это говорит?
Но чисто, знаете, по бухгалтерии даже невозможно это провести. Это нереально просто это сделать. Если у него за 49 10 миллионов, то ты должен вложить сколько? Ну там, примерно, да, 11 миллионов, я так просто прикину, чуть больше на 2%, да? Он говорит, ну если ты хочешь, чтобы я тебе дал 10 миллионов за 49%, тогда вложи до 11. Ну это нормально же, правильно? А ты говоришь, как же, у меня нет уже 11 миллионов, а как это? Ты же венчурная компания, говоришь, у меня было бы 11, я бы сам в свой бизнес вкладывался, да, тебя что это за... Говорит, ну ладно, говорит, тогда давай так сделаем. Бизнес у тебя хороший, денег у тебя нет. Я беру 49, он говорит. Он говорит, ладно, согласились, ты берешь 51, ну, в смысле, оставляешь. Я беру 49. Ты говоришь, сколько денег можешь вложить? Ну, ты сам, сколько у тебя денег есть своих? Ну, сколько у вас денег? Ну, 4 миллиона. 4 есть, да? Ну, есть. 4. Ну, хорошо. 4 миллиона, допустим, собственных есть у инициатора, да, у меня. Ну, что-то как-то нереально, у меня нету 4 миллионов. 2 миллиона. Да, давайте 1 миллион, да? 1 миллион у меня есть. Тогда я, говорит, я свою долю вкладываю сколько? Если у тебя 1 миллион 51, 49, это сколько? Ну, 900. Ну, пусть будет 900, да, примерно. Да? Вот так. А остальные, сколько там мне 10 надо было, да? 10 миллионов минус 900, это у меня будет 9 миллионов 100. Я даю тебе в виде займа. Говорит. Он говорит, я тебе даю вот так, 0,9 даю уставный капитал, а 9 миллионов 100 даю тебе в виде кредита. Венчурная, так говорит. Ага. И, соответственно, под залог этого кредита беру в долю вот это. Не в долю, а в залог. Твои 51%. Ну, у тебя же нету залога на 9 миллионов, правильно? Он говорит, тогда вот ты свою долю мне в залог отдай. Ну, вот, собственно говоря, в результате он, получается, фактически становится полностью собственником, да, то есть, если вдруг у тебя там что-то случится, ты не сможешь вернуть 9, то он вот эти твои 51% себе заберет и станет, собственно говоря, собственником. Понятно? То есть делишься, а потом ему еще в течение какого-то времени возвращаешь эти 9. Вот эти, да, вот эти 9 обязательно возвращаешь. То есть это возвратные деньги, как в банке. Там график, проценты, все. Но дело в том, что у венчурной компании у нее нет цели сидеть в вашем бизнесе там всю жизнь. Потому что у них задача, как бы, чтобы деньги крутились, да, чтобы зарабатывать. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы вы вернули вот эти деньги, и чтобы вы в результате его долю, вот эту 49%, он как венчурный капиталист захочет вам продать через 5 лет, вам же, в первую очередь. Он скажет, вы купите у меня там, допустим, и он скажет, так же, как по кредиту, каждый год 20% прибавляем же, да, по кредиту. То же самое, вот эту вот долю он умножит на 20% годовых, или там на 5 лет, ну, примерно, да, 100% же получается, да. Ну, вот 0,9 плюс 0,9, да, там за 2 миллиона, например, скажет, вот эти 40. Так что, в общем, с венчурной, в принципе, дружить можно, я так думаю. Но я там тоже не работаю, это не реклама. Так, теперь, дальше что мы дальше смотрим? Вот это, кстати, цифры, это для вас, чтобы вы понимали, кто у нас, как у нас происходит динамика изменения объемов кредита. Это банками, конечно, это последние данные за 6 месяцев этого года. Смотрите, что произошло. 2012 год был вообще самый хороший, да? Много очень выдавали средств. Да, потом уже все пошло на спад. Ну вот у нас здесь кризис был, потом был тут кризис, по-моему, да, в 2014 году. Ну и потом сейчас больше всех вот эти госбанки выдавали, это там все ВТБ, РСХБ, Сбер. Вот сейчас у них вот намного меньше стало объемов, и поэтому доля, собственно говоря, региональный банк, ну тут в основном Алмаз-Агентбанк представлен. Она увеличилась. Хотя по динамике, смотрите, они же больше не стали выдавать, ну, то есть примерно столько же, 2,5, тут даже больше они выдавают, да? Хотя тут за полгода, нет, тут за полгода все-таки динамика есть. Это республиканские, да? А? Это республика, да? Да, Якутия, да? наша Якутия. Ну, кстати, вы можете очень спокойно смотреть вот это анализ рынка кредитования субъектов МСП на сайте
Фонда поддержки предпринимательства. Количество предприятий неизвестно. Есть там количество, у меня здесь нету в слайдах, но на сайте, к сожалению, только на сайте есть у фонда. Фонд развития предпринимательства делает аналитику каждый раз, вот за каждые полгода. Это из их данных. Так, давайте так сделаем. Сейчас быстренько просто пробежимся по структуре. У нас как раз настанет 1 час 00 минут, и мы с вами расстанемся на обеденный перерыв. Хорошо? После 2 часов у нас будет активная, тяжелая, но очень полезная работа по написанию бизнес-плана и расчету. Ровно в 2. Ага. Ровно в 2. Итак, по структуре переходим к самому бизнес-плану и просто даю вводные. У вас у всех есть в раздатке эта структура. Да? Сразу оговорюсь, что каждый бизнес-план, вернее, каждое требование к бизнес-плану, они разные. Структура тоже у всех там, банков там, и так далее, у всех тоже всякое разное. Но данная структура, она описывает практически все моменты, которые должны быть в бизнес-плане. Поэтому вы ее можете брать как за основу, а если вам надо будет готовить бизнес-план какому-то конкретному там, банку или еще кому-то, посмотрите по требованиям, да, всегда можно адаптировать. Главное, чтобы вы понимали, что должно быть внутри этих разделов, тогда вы любой бизнес-план сможете сделать. Титульный лист, резюме. Что такое резюме? Да, краткое содержание бизнес-плана, только самое основное. А такой вопрос о резюме мы когда пишем? Ну, в структуре, понятно, в начале. Вот вам сказали написать бизнес-план, мне говорят написать бизнес-план. Мы с чего начинаем? С анализа рынка начинаем. Резюме, это же резюмирующее, поэтому мы здесь-то в структуре, оно у нас будет в начале, да, но делаем мы это вот здесь. Вот там по раздатке посмотрите даже, что резюме у вас в конце самом стоит. Поэтому мы подробно, когда будем разговаривать, там поймем. Анализ рынка – это вот то, о чем мы с вами говорили. Мы выявляем своих покупателей. Да? Мы выявляем, на каком рынке мы работаем, какой его объем этого рынка, какие там тенденции. То есть мы рассказываем, рынок в данном понимании это что? Это не крестьянский рынок, или не китайский, не строительный. Рынок в понимании любого бизнеса – это покупатели, то есть тот, кто формирует спрос. Когда вам говорят, сделайте анализ рынка или рынок, всегда понимаете, что это именно речь идет о спросе, о покупателе. План маркетинга, то есть это то, как мы будем продавать. Продвижение какое будет у нас, реклама какая будет. Производственный план. Это то, как мы будем производить. В каком помещении, какое оборудование, где покупать сырье будем. То есть тут поняли, кому мы продаем, это анализ. План маркетинга, как мы продаем. Производственный план, что мы продаем, как производим. Описание бизнеса, организационный план, кто это будет делать, потому что здесь в основном речь идет о команде. Здесь будет речь идти о тех людях, которые будут у вас работать. Какая у вас будет организационная структура, где директор, где замдиректор, где бухгалтер. И тут мы переходим к цифрам, финансовый план. Как формируются наши доходы в цифрах? Как формируются расходы в цифрах? Как мы это планируем в таблицах? Как мы будем получать прибыль? Это все финансовый план. Здесь же в финансовом плане мы рассчитываем эффективность самого бизнес-плана. Это самый такой сложный, но важный раздел, 7-й. 8-е – оценка рисков. Чем мы застрахованы? В случае, если вот это все не станет так, как мы тут считали, станет хуже. Чем мы застрахованы? Насколько может быть хуже? Это все оценка рисков. Ну, здесь календарный план в отдельное выведен, да, но, в принципе, календарный план – это как в этой диаграмма Ганта еще ее называется. В общем, что вы начинаете делать, и периоды прямо там, с сентября по декабрь там, и так далее, да, то есть прямо календарь расписывается. Ну и приложения. Все расчеты, таблицы, фотографии, проектные документации, все мы выкладываем в приложение. Вот, собственно говоря, структура всего бизнес-плана. То есть, если здесь мы все рассказали про своих потребителей, рассказали, как будем продавать, рассказали, что мы будем производить,
кто это все будет делать, как мы это все рассчитали, чем мы застрахованы, по времени сколько это займет, и приложение. И бизнес-план готов. И мы счастливо пошли получать свои деньги. Думаете, что из этого инвестор читает? На самом деле. Резюме. Прежде всего резюме. Все читают. Я инвестор. Ну как, я когда в банке работала, и ко мне приносили бизнес-планы, например, да, они выглядели, ну, примерно по толщине где-то вот так. Нет, даже толще, наверное, да? Я вообще сижу страшно загруженная, мне вообще не до новых клиентов иногда бывает, да, но вообще в принципе. И вообще мне как руководителю, мне надо принять решение, работать с этим, как бы вот, с этой заявкой или нет. Я же не могу тратить время и читать каждую страничку, правильно? Я делаю буквально 3 движения. Я открываю вот так, и открываю вот так. 2, оказывается. То есть я открываю начало и практически конец, да? Что значит я открываю? Я открываю резюме, в котором обязательно... Резюме – это резюмирующее, там все прописано, да? Поэтому очень важно резюме делать, правильное. И я открываю вот это, финансовый план. Там, где таблицы с расчетами. Я смотрю, как формируются доходы, расходы, туда-сюда, до цифр смотрю. В принципе, мне остальное все, если меня вот это и вот это устраивает, я тогда пойду вот это читать. Ну так, более обоснованность уже здесь смотреть, искать вот этих цифр, да? Поэтому часто бывает ошибка какая у тех, которые пишут бизнес-план, вообще, в принципе, они очень много времени, конечно, на это все тратится, да, чтобы рынок там проанализировать туда-сюда, иногда месяцы, некоторые, когда мы деньги платим кому-то там 100 тысяч платим, некоторые там больше платят, а в результате отказывают только потому, что резюме плохо написано. Такое бывает. Потому что просто как это говорят, не зацепило, да? Там не все прописано. Поэтому, как только мы вот это все написали, мы все равно с вами обязательно вот эту часть должны предварительно написать. Ну, то есть написать, сделать ее очень понятной, удобоваримой. Вы можете прямо вот эту часть вырезать и потом показывать ее другим людям, там, своим знакомым, чтобы они прочитали и поняли. Ну, сказали вам, понятно, что там написано, заинтересовало, не заинтересовало. Хорошо? Так, ну, сейчас все пока. Я надеюсь вас увидеть всех после обеда. Я вас всех жду. Карточки, пожалуйста, да, Сергей Федорович, спасибо большое. Карточки, пожалуйста, мне отдайте, не уходите просто так, ладно? И в 2 часа ровно, пожалуйста, приходите, пообедавшие, с новыми силами. Ну, если вы придете, то можно мне да. Вот эту вот презентацию можно, да, на электронку записать? Или Это интеллектуальная собственность. Даже где-то не моя частями, поэтому не могу. А вот эту часть, Это не мое, но это запомните, конечно, это хозяева помещения просили запомнить. Там еще есть. Ага. Это я потом, можете мне отдать, я же потом отдам. Я так долго думала, что такое 3 буквы впереди. Он видит, Букины не хватает. Был маленький раздатка. Только все колесо, там что-то не так. Буманы. Бизнес-план, именно сам бизнес-план электронный вариант Мехалов был рабочей стрелки на банке. Только оно именно бизнес-план, когда будет таблица примета работа бары держать. Он корректировал вот он для работы. Все? Он карбон перепустит. Сделал день Мехалов, не сделал написано. А можно? Ну, я как говорила, деятельная компания поможет всегда. Остальные все практически, да. То есть вообще банки могут, кстати, после 6 месяцев некоторые давать тоже. Но там
В зависимости от того, какой бизнес. Если за 6 месяцев вы уже показали прибыль, там, да, то есть есть просто оборот, тогда они могут рассмотреть. Какой самый мощный. Хорошо, одно Вот он конкретно хасит фонд вот он бен личный тоже хаятка битрамбарана низами карен Просто музыки не было. коротко просто переверить, наверное. Коротко. Bu sohbet министерстве энергии, фонд эпидемии, фонд поддержки предпринимательства, микрозаймы и так далее. Оно порекомендовано. А так министерство фонд вторая уже конец года уже все закончилось. Они все конкурсы уже забили. Центр поддержки предпринимательства сайта Игорь Кирянин, он ну, и фонд поддержки предпринимательства, а так, мы хотим уже кидать. Это так, все терпеть еще, да? В конце года. Так, мы не 9 миллионов даем всего. Мы 9 миллионов даем. супер, а почему сейчас мы говорим? Мы с нуля реагируем. Интересные идеи, да, это просто место. Есть хорошая идея, если Она просто сразу флешкарт что говорит, да? А это шаблон ВП, шаблон. Шаблон ВП полный. Так, у нас сейчас мы не да? Вот он кепсия вам то видел, так? Кепсия нам. Это таблица на кэн. Это я пахнет джаван было, да. Вот да. Это пахнет я. Я хотел на парк, то оно видит он, да, со мной кидает, да? для развития да. Человек тоже зависит. Действительно, проект для развития Якутии.
Хирургические фактуры. Не больница, не больница, что तुम्हारे लेक्चर पूरे क्लास में अगर अपना तो उस तरह की बना सकते हैं जिसमें сейчас же с поликлиники на одну поликлинику этот принеси транспорт, то принеси один врач, другой врач, да, делают анализы, делают сидят в очередях. Вот надо я что беседую человек. Мне не хочется сидеть. И на ставках они выглядят и ждать там, от которого анализ. Он каждый раз ходит. Он провел зарплату, а она бывает, потом я знаю, это не важно, не просто это. Ну, примерно тоже не будет такая. Сейчас железная пластика. Ahora estoy en la expresión. Ahora se va a olvidar de que va a ser así. Буду писать уникально. Уникально сама говорила. Биопинер человек. Там раньше например, очень хорошо поддерживали обучающих, и сейчас только открывшиеся именно перемены начинающие находить. Это действительно. Хорошо и было, конечно, да. У нас еще играть. Я когда смотрела по народному полностью, у нас по улицам по-разному. Вирусские клиенты, по каждому квартире. Полнамский, у меня сильный проект, поэтому они вот именно якутское количество. Теперь вот там всякие заболевания. Она именно Тем более бесплатные. В конце семинара вы даете время для... Да, конечно. Собираются народные. Это объяснено. Файл, да? Второй файл. Там бабу. Банку кредит. Да. Самые большие успехи. Кредит? За неделю. Не банки, а кредит. Кредитный кооператив это не банки. Там кредит, который... Он не говорит, конечно. У нас резюме, например, Нет, я права интересно, да. Но я, в принципе, не права интересности дорогу в принципе. Да. На стартапе не видно, да? Именно для вот начинающих
раз мое дело, я не могу сказать тебе, ну, как бы лето было, да, как бы делать, мало было, да, и в течение года как бы мы собираем интересные идеи, бизнес-план, если конкретно бизнес-план не готовится, да, у нас же много филиалов, у нас 4 филиала по улицам, то есть каждый улица отдельно, ну, чтобы улицы развивались тоже, да, поддерживаем. И конкретно такая программа действует примерно от 16 до 20% годовых. Ну, до представления, да? Ну, в зависимости, человек, который была, конечно, там нужно. Залог? Он залог вчера на прошлый. А вы у нас не даете? Я в банке работала, у меня просто мои там ребята, которые бизнесом занимаются, они ничего не нравятся, я например, ну, расписать машины тоже попроще. Некоторые целые годы. Это меньше не хватает. Меньше, да, она там 3 месяцев, 3 до 6. Там свои директоров, инвестиционные компании, во-первых, в аренду помещений, она вот все эти цели и вот бизнес-план упаковываем, без практики. И он так, да, я там он вот наши 4 цвета, как бы, цветами, вот менеджеры, например, пришли, чтобы, если есть бизнес-план, пришли, чтобы они тоже умели разбираться. Конечно, это более даже бесплатно, более, как объективно, да, а нашим, то, хорошо, конечно. Ой, интересно. А чем ты говорила? До 500? До 500 тысяч? До 500. 200 тысяч. Отлично. А работу прибыло, конечно, больше можно. Спасибо. Aranaydan optimization hizmetin sağlanan ölçütler hizmeti Первого 18 год, бизнес-центр, Мечташек, его глаза и отрасль бизнес. Там машины дополнительные. Там уникальная марка. Ого-го. Центр будет. А там бизнес-центр. Бизнес-центр. Мало тебе не сделать. Ini keluar kan? Karena wakil itu kalau beliau. Алмаз сервис, подисканная. Алмаз сервис. На последний сервис. Ну, одна из лучших людей комбинаций России. Число лучших. Ну, почти что это 24 участка. Выбрать все 7 счетчиков. Работу большие. Он наливает. Алло. Алло.
Что? Я тебе отправила же. Ты звонила, что ли? Я тебе отправила, у меня только начало. Я говорю, кончилось теперь. Буду турарма bilin sana kızıyor. Sana Давай.
Здесь. Ну, туда-сюда пересели. Ну, один лист.
освещение. Ôi rồi con à. Hay chưa? Yes. Yes, good. Không có gì đấy. Đấy. Aku. Đấy. Kita. Banyak offer. Sudah lebih juga malam dari juga. Sudah lebih juga. Aha. Kalau прилегли, ага. Хорошо, ага, давай. Что вот насчет завтрашнего семинара по созданию? Нам записываться, да, к вам надо? Ну, там у нас что-то уже закрыто было. То есть, ну, завтра уже все, уже это. СМС не будет. Я со своим стульчиком приду.
Все меня подписали.
Так, мои прогнозы почти сбылись. Осталось половина. Все, готовы? Да? Замечательно. Так, значит, сейчас мы начинаем с вами самое интересное. С чего мы должны начать написание любого бизнес-плана? С анализа рынка. То есть вот этот раздел анализ рынка – это входная часть в любой бизнес-план. И на самом деле самое важное, потому что здесь вы должны описать именно тот рынок, тех клиентов, для кого будете работать. Поэтому под рынком в бизнес-планировании понимается возможность реализовать произведенную продукцию или услугу. От того, насколько всесторонне и качественно будет проведен этот анализ, и зависит конечный результат. Здесь мы можем делать прогнозы, но самая большая именно здесь, если мы с вами ошибимся в расчетах, да, то все остальные расчеты у нас из-за этого будут зависеть, да. Соответственно, вот здесь вот самое важное сделать наиболее близкий к жизни, к реальности прогноз. Поэтому для того, чтобы сделать анализ рынка, первое, с чего мы начинаем, это с анализа положения дел в самой отрасли, в которой мы собираемся работать. Первый шаг – это характеризуем саму отрасль, то есть описываем здесь, что происходит у нас на том рынке, на котором мы хотим работать. Для примера, например, здесь можно привести в качестве примера такой текст. Он у нас, по-моему, в раздатке где-то есть у вас? Да, есть. Да, там есть, наверное, пример, там 2 примера приведено. В принципе, можете прочитать его, как примерно описывается в бизнес-плане. Быстро вспомнили, что мы с вами проходили. В ускоренном варианте. Вот, значит, характеристика отрасли, да, но все открываем нашу с вами раздатку и там смотрим, что конкретно мы здесь описываем. Здесь описываем просто сам рынок, какие у него на сегодня, например, рынок ценовых блоков у нас здесь в качестве примера, как развивается вот, отечественная строительная отрасль в течение последних лет развивается стремительными шагами. В ближайшее время вряд ли что-то изменится. С каждым годом строительство там, коттеджей в данном случае, а также двух-трехэтажных домов приобретает все больше популярность. В последнее время на рынок стройматериалов входят керамзитобетонные блоки, которые наряду с тем, что их габариты гораздо больше, чем обещающие, стоят на порядок дешевле. То есть здесь именно описывается рынок
в данном случае не производство керамзитобетонных блоков, да, а именно строительство. То есть тот, со стороны которого у нас будет спрос на нашу продукцию. Вот именно этот рынок. Его в общими словами, здесь никаких цифр не приводится, просто как бы в общая аналитическая информация. Второй шаг – определение емкости. Вот здесь вот нужны уже цифры. Что значит емкость рынка? Это то, что мы с вами помните, когда просто на примере считали, сколько у нас, например, жителей в городе Якутске, от него брали там работоспособное население, брали 10%. Вот в случае, если мы говорим об рынке товаров и услуг, которые мы продаем физическим лицам, покупать населению, мы говорим именно о емкости именно рынка в количестве населения, которое может реально покупать этот товар у нас. Да? Допустим, если это продуктовый товар. Здесь вот для примера, тот же пример производства стеновых блоков вырос, ну тут прямо вот так вот описывается, что вырос более чем столько-то раз, столько-то миллионов единиц кирпича произвелось тогда-то, в 2012 году столько-то было, емкость рынка в денежном выражении по оценке сейчас составляет не менее чем 273 миллиона рублей. То есть емкость рынка выражается в рублях. Для примера, давайте какой-нибудь рынок возьмем. Допустим, у нас, давайте производство хлеба возьмем, да? Хлеб, например. Хлеб один сколько у нас стоит? Одна булка хлеба стоит 40 рублей, да? 40 рублей. Вот будем емкость рынка для производства хлеба считать. Кто является потребителями хлебной продукции? Все, кто, собственно говоря, да, все обычно покупают. Но здесь какой момент? Мы вот сами когда считали, сколько у нас там работоспособного выходило? 120 тысяч населения работоспособного. Ну, смотрите, 120 тысяч – это человек. Да? Одна семья сколько человек составляет, примерно? В среднем? 4 человека. То есть мы здесь грубо можем делить сразу на 4, потому что хлеб у нас приобретается один раз в день одной семьей. 120 на 4 – это сколько? 4,30, да? 30 тысяч. 30 тысяч домохозяйств. Сколько, допустим, 30 тысяч домохозяйств у нас покупают хлеб. Ну, сейчас мы не будем ограничивать какой-то район в городе, вообще весь город берем, да? 30 тысяч домохозяйств у нас покупают хлеб. Покупают они с какой периодичностью? Раз в два дня, наверное, да? Ну, я покупаю раз в 2 дня, может, кто-то чаще? Мне кажется, так, наверное, семья одну булку хлеба за 2 дня съедает, наверное, да? Вот так, если мы одну булку хлеба за 2 дня мы съедаем, то есть 2 дня у нас уходит, грубо берем, вот мы же, емкость рынка считается всегда в годовом выражении, то есть за год, да? Поэтому 365 дней делим на 2, это у нас примерно по 100, там, сколько там, 180, да? 180 получается дней. 180 раз будут покупать хлеб, 180 раз будут покупать 30 тысяч семейств. Вот очень вот таким образом 30 тысяч умножаем на 180 раз и умножаем на 40 рублей. Сколько получается емкость рынка по калькулятору? 216. 30 умножаем на 180, 40, да? 216 тысяч. Тут, наверное, миллионов. Да, миллион, потому что это... Вот это емкость рынка по хлебной продукции. В год. В рублях. Ну, 216 миллионов рублей в данном случае, да, получается. Так, теперь дальше третьим шагом мы определяем перспективы развития рынка. Здесь просто нужно говорить о динамике. Вот если 216... Еще каким образом можно, кстати, емкость рынка посчитать? Другим, то есть не от потребителей исходя, есть еще второй вариант, он, кстати, здесь, скорее всего, составляет, ну, 6,5 миллиона. Здесь, видите, производство стеновых блоков, смотрите, там именно от производства идет, то есть не от объема потребления, да, от объема производства. Это тоже другой подход, как с другой стороны. Если у нас есть данные, мы можем так посчитать, да, можем, в принципе, еще перепроверить, но у меня просто с собой, естественно, нет данных по производству хлеба в городе Якутск. Но примерно можно, например, взять, где можно взять данные? Статистика, да, и аналитические всякие материалы. Статистика – это официальная статистика, имеется в виду. Мы можем обратиться в Госкомстат нашей республики или города Якутска отдельно, да, и там у них запросить этот материал по объему производства хлеба в городе. И у них есть этот материал. Ну, вот именно по хлебу у них точно есть. А вот по, там, может, какие-то другие материалы, которые еще новые для рынка и так далее, может быть, не быть. Поэтому там
там, где новые материалы или новые продукты или новый товар, мы, скорее всего, будем исходить из объема потребностей, да, вот как мы сейчас считали. А если мы говорим про хлеб, то вторым методом расчета емкости рынка будет реальный объем производства, который сейчас производится существующими предприятиями. Поэтому мы берем данные статистики, берем какие-то аналитические материалы в интернете, тоже возможно взять, да? Берем, возможно, если у нас есть такая возможность, мы берем данные конкретные, инсайдерские с предприятий, которые занимаются хлебопроизводством. У нас этим занимается основной хлебокомбинат, да, якутский комбинат. И какой еще сегмент тут может быть? У нас есть Немигунский завод, да, самый тоже большой, который продает здесь. И продают еще всякие разные частники, да, которые поменьше, частные, там, малые компании. Пекарни. Да. В принципе, да. Вот если у нас есть возможность взять у них данные по объему производства, вот, то мы, конечно, это берем. И тоже умножаем на 40 рублей и говорим, что там какая-то цифра получилась. 216 миллионов. Вот это вот, если мы производим хлеб, мы, в принципе, у нас какая стратегия? Мы можем отсюда кусочек отстегнуть на себя, скорее всего, да? Или, может быть, мы будем продавать, будем создавать новый рынок потребления. То есть мы будем производить какой-то хлеб с какими-то совершенно другими показателями, да? Но вот даже в этом случае я думаю, что все равно нам нужно будет ориентироваться на этот рынок. Почему? Потому что, с одной стороны, объем потребления хлеба, скорее всего, не будет увеличиваться. Мы же не можем человека заставить покупать не один раз в 2 дня, как мы вот сейчас с вами рассчитывали, да, там каждый день хлеб покупать, да, или чтобы он покупал 2 раза в день, да. Поэтому, скорее всего, вот этот объем рынка, это и есть вот, рассчитанный либо тем способом от потребителя, либо на основе вот этих данных, это и есть данные, на которые мы будем ориентироваться. И мы отщипывать будем отсюда свой кусочек. И вот этот кусочек будет в расчетах у нас не больше 10% нашего объема. Теперь оценка перспектив – это как будет меняться рынок. Меняться рынок, в принципе, может вот по хлебу с какой цифры? Из-за чего? Меняться в сторону, естественно, ну, допустим, увеличения. Да. Ну, с Нет. Он в сторону увеличения может меняться в случае, если у нас увеличится объем потребления. Объем потребления хлеба может когда увеличиться? Когда вырастает количество населения. Да? То есть откуда мы можем сделать выводы о росте населения? Статистика. Да, вот у нас статистические некоторые есть прогнозы, в том числе и по росту населения. А я так думаю, что, скорее всего, он зависит от чего? От объема вводимого жилья. То есть, вот, в принципе, грубо можно сделать расчеты темпа прироста объема ввода жилья, и взять этот темп прироста, и вот количество сегодняшнего населения, там мы взяли там 150, да, по-моему, брали тысяч человек, к этому темпу прироста эту динамику на него интегрировать. И получится у нас, что, допустим, сейчас у нас там 150 населения, да, у нас там рынок 216 миллионов, а, соответственно, если он будет расти там 10% ежегодно, 150 населения, то мы каждый год, например, делаем динамику такую, там, на каждый год больше, там, на 10% просто делаем, да? 10% это 15, 165, там, еще плюс 10 это 100, там, 180, да, например, вот так. И отсюда исходя, вот здесь вот у нас 216 получалось миллионов рублей, здесь у нас будет тоже на 10%. Кстати, еще вопрос, вот 40 рублей же мы везде закладываем, да? Да. Есть понятие инфляции, знаете, да? Рост цен. У нас, опять же, в статистике есть понятие, статистические данные по прогнозу роста инфляции. На сегодняшний день, ну, не на сегодняшний, на вчерашний, скорее всего, день, это было порядка 6% в год. Официально объявленная темп инфляции, который объявило наше правительство. Просто вам нужно, если вы будете делать прогнозы, соответственно, вот этими данными обладать. Это все находится в интернете. Сегодняшние последние прогнозы по инфляции, они меняются очень часто, потому что у нас экономические как бы цифры, ну, положение меняется, да, поэтому, скорее всего, предполагают, что будет достаточно большой рост инфляции, потому что рынок, ну, если говорить про рынок продуктов, то в связи с тем, что у нас ухудшается отношение то с одной, то с другой стороной, которые у нас поставляют, в том числе и сельхозпродукцию и так далее, а это все взаимосвязано, поэтому рост инфляции, скорее всего, будет уже явно больше 6%. Вот. Но почему я это рассказываю? Потому что в эти 40 рублей, соответственно, мы тоже должны, ну, увеличивать
на рост инфляции. То есть в этом году он 40 мы закладываем, в следующем году, допустим, если 6%, соответственно, 42 рубля получается, по-моему, да? 6% от 40 рублей. Да, Да, где-то 2,4 где-то, да, вот так вот. То есть следующий год 42,4, следующий год там еще выше, там и так далее. И, соответственно, когда мы цену увеличиваем, мы объем потребления здесь тоже меняем же, да, на 10%. Соответственно, и объем рынка у нас здесь будет все время увеличиваться, да. То есть математика такая. Понятно, да, расчеты? Чисто математические, да? Это дисконтирование? Не-не, увеличиваем, это мы рассчитываем емкость рынка, мы не дисконтируем, мы наоборот, мы цену за одну булку хлеба увеличиваем на 6% из-за инфляции, увеличиваем объем потребления, потому что количество населения у нас будет расти, согласно статистике, да, 10%. Вот. И, соответственно, объем вот этого рынка прогнозный, который мы сейчас на 216 рассчитали, у нас будет увеличиваться на 10. Не на 10, а давайте вот так, 165 делим на 4 же, да, мы сказали, 4 же у нас тут все время было, да? Тут у нас было семей сколько? 36. 30 тысяч. Ну, 36 тысяч. 37. 30,5. 30 тысяч, 30 тысяч. А, мы тут 120 сделали, да? 120 было, ага. 50 было, что ли? Работоспособного. 120, тогда на 4 до 36 это получалось, да. Тут 36 тысяч семей. Здесь 36 мы умножали на 40 рублей, да, помните? У нас получалось 216. Тут мы, соответственно, не 36 тысяч будет у нас, будет на 10% больше семей будет. Сколько будет? Ну, 40 тысяч. Ага, примерно 40 тысяч будет, да. 40 тысяч семей. Тут умножаем уже не на 40, а на 42 рубля. Там сколько получилось? Ну, 220 миллионов. Ориентировочно. Ну да. Ну, примерно вот так, короче, логика понятна, да? Вот так вот, в принципе, можно рассчитать емкость рынка. Сразу скажу, что на практике вот это вот никогда не делают, инфляцию не учитывают в бизнес-планах. Хотя в хороших, ну, таких серьезных бизнес-планах ее везде всегда учитывают, даже вот когда мы к финансовым прогнозам перейдем, там она есть. Но не будем усложнять себе жизнь, я все-таки советую, ничего страшного не будет, если вы не будете применять инфляцию по отношению к цене конечной продукции. Но все равно вам нужно тогда запомнить, что вы в своих дальнейших расчетах не учитываете инфляцию. То есть вы не можете в одном месте ее употребить в анализе рынка, а там в своих расчетах ее не рассчитывать инфляцию, да? То есть если вы взяли инфляцию и рассчитываете, все, везде инфляцию применяете. Если не берете, то тогда уже все везде не берете. Да. Может быть, конкурентность понизит на 38 60. От этого тоже зависит. Нет, вот это прогноз, это емкость рынка сегодняшняя, которая сейчас... Вы говорите, в следующем году 42 есть, надо увеличивать? Да. Да? Это... От рынка зависит, что может быть конкурент уменьшит. А мы никто ничего не знаем. Мы делаем планы, мы делаем прогнозы. Поэтому мы, собственно говоря, ориентируемся только на те цифры, которые у нас есть официально. Нет, я про ценообразование говорю. Вы сейчас спрашиваете ценообразование? Нет, это мы сейчас пока только считаем емкость, чтобы для инвестора показать, какой категории порядок емкость рынка. То есть либо у нас, сейчас мы вывели примерно 200-300 миллионов емкость рынка, да, то есть он понимает, что вот это вот примерно потенциальный объем выручки, который вы можете получить, если вы все 100% захватите. Но вы, естественно, такое не сделаете, но инвестор, и вы сами будете понимать, что у вас рынок где-то около 300 миллионов, да? Либо мы там возьмем там, производство там, чего-нибудь другого, там, стеновые материалы, там совсем другие цифры выйдут. Но вот этот этап, это только для оценки самого рынка, не для того, чтобы мы использовали эти расчеты для там, своей собственной прибыли, которую мы дальше будем делать, да? Теперь следующее будет описание продукции. В этом же анализе рынка мы делаем описание нашей продукции. Здесь очень просто. Здесь вы должны четко знать, что вы производите или продаете, и делать конкретное описание именно этого продукта. Здесь я вам советую, здесь для примера указано как бы вот производство некоторое, да, там услуги, и вот это тоже услуги. Это услуги по перевозке, это по разработке сайта. Но чем больше вы здесь и конкретнее напишите про свой продукт или услугу, тем будет лучше. Я думаю, это никому не сложно будет, да, если вы знаете, что вы производите и какую услугу делаете, да. Теперь следующий этап анализа рынка – конкуренция. То есть здесь вы должны описывать своих конкурентов. Что мы делаем для того, чтобы узнать, что происходит с нашими конкурентами?
Это рабочая таблица, это тоже вы можете в таком виде ее использовать в своем бизнес-плане. А что вы должны сделать, чтобы заполнить ее? Собрать данные. Как вы будете их собирать? Правильно. Вы берете тугис, забиваете там, ну, я не знаю, картошка, например, да, если вы хотите картошку продавать, да, и вам выводят там список компаний. Либо еще у нас есть ТикТоп, как там называется там, ТикТоп и КТРУ, что ли, на ИКТ, да, есть, по-моему, каталог предприятий, если я не ошибаюсь. Тоже забиваете, выходит вам, значит, компания и со своими контактными данными. Берете телефон и представляетесь покупателем и узнаете всю информацию. При этом не бойтесь спрашивать компрометирующие вопросы, типа того, а почему так дорого, а почему так долго, или там, а почему там этого не хватает, или того. Чем больше вы будете знать информацию о ваших конкурентах, тем вы сможете более конкретнее, ну, конкретизировать свои конкурентные преимущества, чем вы лучше, чем ваш конкурент. Поэтому для того, чтобы сделать вот эту таблицу, как раз, ну, понятно, что мы узнаем продукт, узнаем, какова его цена, соответственно, да, и здесь мы расписываем сильные и слабые стороны конкурента с нашей точки зрения. Месторасположение, там, опыт, там, низкая цена и так далее. И здесь тогда мы можем с вами перейти к преимуществам нашей продукции или товара. Преимущество обычно бывает в 3 областях. Преимущество в области цены, то есть у меня более дешевая продукция. Преимущество в области качества, у меня более качественное. И, соответственно, преимущество в области сервиса. Вот есть такие рынки очень наполненные, то есть очень конкурентные рынки, да, когда очень много конкурентов, да, и что-то новое уже не придумаешь. И здесь на самом деле единственный вариант себя выделить – это улучшить качество. Собственно говоря, сейчас что делают и на рынке, вообще вот на сегодняшние рынки, они все развитые. У нас практически нет товара, который бы вообще не продавался, например, и при этом пользовался бы спросом. У нас всегда находятся люди, которые это уже делают. Поэтому в области сервиса это вот важное преимущество, и если вы можете или именно в этой области быть конкурентоспособными, то ну, это, скорее всего, единственная возможность будет для вас будет стать конкурентоспособным, то есть быть преимуществом в области сервиса, потому что в области цены и качества, скорее всего, уже конкуренция практически невозможна, у всех все одинаково. В этом же разделе анализа рынка обязательно проводится свод-анализ. Не обязательно, но желательно проводится свод-анализ. Что такое свод? По-английски переводим первые буквы. Strengths – это силы, weakness – слабости, opportunities – возможности, threats – это угрозы. Это, в общем, такая сводная таблица по вашим возможностям, и по вашим, значит, вашим угрозам, именно которые вашего бизнеса, рискам, и то, что происходит у вас во внешней среде, то есть какие есть сильные и слабые стороны. Вот эта вот таблица, она, видите, на перекрестке находится, то есть описываются сильные стороны сначала, потом слабые стороны, потом возможности и потом угрозы. И вот на перекрестке описывается, что мы можем сделать, например, с точки зрения, если сильные возможности и сильные стороны с возможностями, вот поле силы и возможности, проанализируя возможности использования сильных сторон, вы сможете получить отдачу от потенциала внешней среды. У вас в раздатке там, по-моему, пример есть, да? Есть, да? Примеры это анализа вот, по свод-анализу. Вот он. Такой есть? Ага. Вот здесь вот примерно показано, чтобы понятно было, как это сделать. Допустим, сильные стороны предприятия. Бизнес более 2 лет, низкая цена, высокая степень доступности, высокая потенциальная емкость рынка с общей положительной динамикой. При этом слабым сторонам предприятия высокая долговая нагрузка, которая будет делать его менее финансово устойчивым. То есть есть уже набранные кредиты, да? Возможность предприятия во внешней среде. Можно занять лидирующие позиции. В принципе, в целом, благоприятная налоговая кредитная политика, возможность внедрения новой продукции. Ну и, соответственно, угрозы. Появление усиления конкуренции, изменения в кредитной денежной политике там, и так далее. Кстати, как вы думаете, вот сегодняшнюю ситуацию с этими санкциями, да, это сила или... То есть это угроза или это возможность? Для производителей возможность... Для производства возможность, но закупаем-то мы все оттуда. Ну, большую часть. Смотря в какой сфере, правильно, да? Ну, вот, допустим, с точки зрения, когда мы говорим о бизнесе, который с точки зрения сырья или оборудования, которое используется только оно завозное иностранное, то есть это для нас угроза уже, да? Мы не можем
скорее всего, не сможем купить оборудование, которое, допустим, немецкое. Да? Мы не сможем, например, вот, кстати, сейчас в Турции же, да, запретили там, я вот, честно говоря, не знала, 50% рынка России помидоров, это завозные из Турции помидоры. Честно, я думала, что Китай, ну, может быть, это у нас китайские помидоры, а там, видимо, в центре 50% это помидоры из Турции, да, то есть с точки зрения, например, открыть бизнес по, ну, завязанный на... Вот, томатная паста. Да, на помидорах, да, и при этом, когда у вас нет источника сырья внутри России, и вы понимаете, что до этого основной завоз был именно из Турции, то это для вас, конечно, очень сильная угроза для этого бизнеса. А с точки зрения возможностей, если бы у меня, например, были свободные там тепличные комплексы, я бы, наверное, занялась выращиванием помидоров для Москвы. Кстати, очень хорошая тема. Наверное, возле Москвы надо построить теплицы, потому что там, знаете, какой рынок огромный, а помидоров нет. Вот, поэтому вот примерно, ну, я не хочу сильно останавливаться на этой вещи, да, потому что она достаточно, как сказать, это для тех, которые очень давно занимаются вообще бизнес-планированием. В принципе, для инвестора это вообще так, ну, хорошо, что есть, а если нету, так и нормально. Вот, но для вас, для самих, это тоже это важно, это аналитика. Следующий раздел. План маркетинга. Маркетинг от английского слова, естественно, продажи. Это процесс выявления и предугадывания потребностей клиентов и организации рекламы с целью повышения количества продаж и максимизации прибыли. В каких направлениях производится исследование с точки зрения продукта, каналов сбыта, цены на этот продукт и способов продвижения рекламы. Какие вопросы и задачи мы должны здесь выявить? Мы должны здесь проанализировать и выявить потенциальность потребителей своего товара и способы продвижения. Какой товар вы предлагаете, какие проблемы позволяет решать ваш товар и потребности он удовлетворяет. И какой набор, вот важный вопрос, товаров вы можете предложить каждому потребителю сегмента. И тут я хочу вам сказать о таком слове, как сегментация. Кто знаком с этим словом? Вот смотрите, сегментация, да? Что такое сегментация? Кусочек. Да. Кусочек. Что-то есть общее, да? Там есть кусочек. Выделить. Все правильно. Вот давайте на примере, да, сегментация. Почему это важно? Вот смотрите, мы ориентируемся на каких-то потребителей, да? Вот мы сейчас с вами посчитали работоспособное население, 120 тысяч человек. Если мы с вами продаем какой-нибудь специфический товар, например, спортивное питание, мы возьмем все 120 тысяч человек? Нет. 120 тысяч человек. Из этих людей мы должны выделить, во-первых, вот когда мы с вами продукты описывали, спортивное питание ориентировано на кого? Вот давайте сразу такой портрет нарисуем, да, человека, который покупает себе спортивное питание. Во-первых, он кто? Он обязательно спортсмен? Нет. Не обязательно. А кто он еще может быть? Давайте сделаем так. Молодежь. Спортсмен, ну спортсмен я написала, спортсмен, например, да, спортсмен имеется в виду тот, который профессионально спортом занимается, да, там всячески. Кто сюда относится к спортсменам? Как мы их можем, грубо говоря, посчитать? Ну, профессионалы и продвинутые любители. Это вот эти, как их там, ученики этих студий, и как они называются, студенты Олимпийского резерва, да, я хотела сказать, ну, те, которые в это училище, как оно? УОР, да. Училище Олимпийского резерва, еще кто профессиональные, именно профессиональные, кто еще кроме УОРа у нас есть? Физкультурный институт. Физкультурный институт, да. Как он называется? ИФКИС. Еще через КИС. Ну, мы сейчас про город. Так, УОР, физкультурный институт, еще кто у нас профессиональный есть? Ну, спортивная школа, наверное. Старший класс. ДЮСШ. Угу. Ну, давайте пока так оставим, да? Еще кто у нас есть? Спортсмены еще? Вы говорили как? Посетители? Посетители? Тренажерных, спортивных, там всяких разных залов, да? А какие у нас, кстати, есть эти залы? Ну, пример, самые большие. Где крупные? Спарта, там где именно занимаются, да, вот эти. Там же продают. Очки.
самый дизайн. Вот у нас, в общем-то, определились, да, еще у нас, это мы по категории, то есть по их вот критерии, вот здесь вот как раз отличающие характеристики, да, вот где это у нас, где это вот географические критерии это просто территория, да, поведенческий повод для совершения покупки, вот мы здесь находимся, да, а сейчас вот выбираем спортсмен. Вот демографические это по уровню дохода в основном здесь, и психологические, общественное положение, образ жизни и тип личности. Вот мы сейчас по поведенческому отобрали, мы не будем в это углубляться, просто для примера поэтому спортсмены и посетители тренажерных залов. Вот две группы, выделили, да, вот туда поведенчески записали. По географическому признаку это жители города Якутска, скорее всего, да? То есть как бы больше нам нечего прибавить. По демографическому... Потом еще, может, там все-таки, как сказали, вот, где фитнес, там и надо продавать. Ну имеется в виду, где залы находятся? Да. Нет, это не там, где мы должны, а в принципе, где наши клиенты находятся. Вот они находятся в городе Якутске, это же не республика Саха-Якутия, там, допустим, да? Демографический уровень дохода, количественное, качество сделок, род занятий, образование, какие-нибудь там убеждения. Вот из этого всего, что нам подходит? Уровень дохода. Это касается... Кстати, вот первой группы, там, где у нас профессиональные спортсмены, там уровень доходов как-то влияет на отборку нашу? То есть нет, профессиональным спортом же занимаются, по-моему, любые, да, то есть не там именно спортсмены, поэтому здесь уровень доходов не важен. Здесь больше уровень дохода важен для тех, которые посещают спортивные залы, да? Тут, скорее всего, люди, которые могут как минимум, сколько там заплатить, по-моему, 5000, если я не ошибаюсь, как средняя цена абонемента 5000, да, тренажерки. Поэтому, ну, в принципе, семья, ну, то есть человек молодой, который может 5000 заплатить в месяц, это, ну, не обязательно молодой вообще, в принципе, это который, наверное, ну, со средним уровнем дохода, больше 30 тысяч, мне кажется, в месяц. То есть я вот почему все время говорю «кажется», потому что мы, когда делаем анализ рынка и вообще вот эти вот вещи, план маркетинга, мы все время делаем то, что нам кажется, да? Мы приблизительно делаем, потому что это и есть прогноз на самом деле. И мы в основном используем, особенно когда говорим о таком емком рынке, как город Якутск, на своей экспертной оценке делаем. Да? То есть мы вот видим, что вокруг нас происходит, и это и прописываем здесь, и это нормально. Вот. И по психологическому образ жизни. Вот тут у меня вопрос, будет вот этот образ жизни для наших потребителей? Да? Будет. Вот мы просегментировали, то есть люди, во-первых, всего из этого мы делаем портрет нашего потенциального покупателя. Во-первых, житель города Якутска, который либо профессиональный спортсмен, либо активный посетитель спортзалов, которые имеют уровень дохода, скорее всего, выше среднего, это больше 30 тысяч рублей на одного человека в семье, да, и, соответственно, который, скорее всего, предусматривает, что у него, ну, здоровый образ жизни ведет. Это портрет нашего с вами клиента. Это сегмент, тот сегмент, на который мы рассчитываем. Определив этот сегмент, мы дальше можем строить уже с вами дальнейшую работу, то есть проводить рекламу, мы теперь знаем, где это делать. Мы, скорее всего, подумаем, где нам выгоднее расположить свой магазин спортивного питания, в зависимости от того, где концентрируются эти товарищи. Ну, собственно говоря, и понятно, что это либо возле тех самых профессиональных спортивных заведений, либо возле... Да. А еще, кстати, где можно еще рекламу разместить для них? На форуме, где общаются эти качки. Да. Вот я про это хотела вам сказать, что есть еще такой метод продвижения, естественно, который сейчас активно пользуется. То есть, когда вы, продвигая свой товар, становитесь активным участником какого-либо социального форума, где общаются ваши покупатели. Поэтому это здесь пример, здесь, кстати, вот я, между прочим, не знал, но вот здесь про фитнес-клуб примерно то же самое написано. У вас там в примерах это есть: демографический, географический, психологический, поведенческий образ жизни. Из этого всего делается вывод. И поэтому, соответственно, кстати, вот тут по возрастную категорию мы с вами еще забыли прибавить, там, допустим, от скольки-то до скольки-то лет. Ну, допустим, по спортивному питанию это, наверное, не от 25, скорее всего, да, до 40, где-то так, возрастная категория. И потом мы планово переходим на организацию сбыта продукции. Это основные способы сбыта продукции.
В любом случае это имеется в виду либо торговля, либо производство, сбыт через собственную сеть, сдача на реализацию в магазины, через посредников, так называемых агентов каких-нибудь, и оптовые поставки и другое. Вот когда здесь что нужно отметить, чтобы вы в этих разбирались? Оптовые поставки – это когда кому продаем? То основной покупатель у нас, скорее всего, кто? Фитнес эти. Ну, я имею в виду вот это. Да. Если опт, то организация. Вот этот рынок, когда мы продаем организацию, называется B2B. Двоечка. Вот так, бизнес для бизнеса, вот так называется, да? А если мы продаем с вами в розницу населению, B2C. BTS, да? B2C. Consumers. Consumers было, да, по-моему. Consumers как потребитель тоже переводится. Потребители имеется в виду тут физические лица, люди, население. Вот. Еще есть, кстати, еще один рынок, называется B2B. Что это такое? Government, да? Government. Government – это правительство. То есть, когда мы продаем этому государству, да, тут, в принципе, скорее всего, опт, естественно, и продаем государству, то есть участвуем в их этих тендерах. Да. Вот, но здесь вопрос какой, значит, здесь вернемся к этому, оптовые поставки, вот здесь вот, когда мы организацию продаем, естественно, у нас будет опт. Если мы продаем населению, то тогда мы можем организовывать сбыт через собственную точку, через сдачу на реализацию через посредников, в принципе. Так, здесь что дальше? Здесь же в плане маркетинга дальше переходим, то есть мы обосновали, как мы будем продавать, объяснили, рассказали. Теперь мы рассказываем, как у нас складывается цена. Цена у нас здесь в данном случае нам необходимо указывать, на основе чего мы вообще определяем наше ценообразование. Вот здесь несколько моделей постановки цены. Первая – это себестоимость плюс прибыль. Самая стандартная, понятная. Это то, что мы с вами говорили. Допустим, про 30% когда говорили, да? То есть у нас есть затраты, себестоимость продукции. Знаете, да, что такое? Это себестоимость продукции, это затраты на производство. И когда мы здесь прибавляем прибыль нашу, вот мы хотели там 300 тысяч, да, помните? А в этом выражении 30%. И здесь у нас получается цена продукта. Это первый способ. Второй способ. Допустим, такое может быть, что у вас, если по себестоимости плюс прибыль, у нас цена получается, например, ну, для примера я так возьму, хлеб, производство хлеба будет стоить у меня там 20 рублей. Да? Ну вот, допустим, я посчитала свои затраты, они у меня там получились 15 на одну булку хлеба, 5 рублей моя прибыль, я могу вполне спокойно за 20 рублей продавать. Вот я пойду по такой цене продавать хлеб на рынок? Не пойду. А почему? Потому что 40 везде стоит. Потому что стоит везде 40. А почему я должна упускать, да, вот разницу такую, 20 рублей? Ну, 38 сделать можно, да? Ну, можно сделать 38. Ну, это вот как раз ценообразование на основе не только вот этого, а плюс еще анализа цен конкурентов, это называется вот это, цена конкурентов на аналогичный товар. То есть это другая стратегия ценообразования, да, другая. То есть здесь у вас реально может быть цена намного, то есть вот это вот по этой у вас намного меньше получится, чем у конкурентов. И, соответственно, вы как бизнесмен, вы не должны, собственно говоря, продавать намного меньше, да? Вот, и цены определяемые спросом клиентов. Данный спрос это очень такой сегмент, когда, допустим, когда у вас ну, не готов клиент платить больше. Вот бывает такое, да? Когда вы, допустим... Нет возможности или как? Нет, вот не хочет. Да, вот ваш клиент, который не хочет платить больше. Не потому что там, ну, допустим, мы не можем, как
сейчас объясню. Допустим, мы не можем... Вот есть машина, например, там 2005, ну, там, 3-2 года, да, средняя она стоит сейчас порядка 300 тысяч, да, ну, там любая, ну, Toyota возьмем любую, да. Понятно, что, с одной стороны, это определение, мы ориентируемся на цены конкурентов, которые продают эти машины там за 300 тысяч рублей, да, но, с другой стороны, в целом рынок, он не будет вам за такую же модель, такого же года выпуска платить 500 тысяч, понятно. То есть у вас потребители готовы платить не больше 300 тысяч, и вы не можете сделать ее больше. Потому что на рынке сложилось такое отношение к этому продукту. Потом плюс еще другой пример есть. Например, если мы делаем что-то совершенно неизвестное для рынка, совершенно неизвестное, например, ну, Сергей Ефимович, в Монете у вас там, например, есть какая-нибудь программа, да, вот реклама, вы выпускали же рекламу, да? Вот, допустим, есть реклама, вот это, вот, кстати, хороший пример, ну, какая-нибудь новая совершенно, там, можно я приведу? Да? Есть реклама, например, основанная на дополненной реальности. Это вы, когда берете планшет, наводите его на картинку, и у вас картинка в планшете начинает картинка шевелиться. В принципе, классно, ну, интересная штука. Я думаю, многие бы заинтересовались, особенно, наверное, там те, которые IT-технологиями занимаются, еще дети, им тоже интересно, чтобы это все двигалось. Там, все такое. Вот, в принципе, можно сделать на этом рекламу. Но дело в том, что сама по себе производство дополненной реальности очень сложный процесс. Там привлекается достаточно много людей, которым надо платить зарплату и так далее. То есть в результате у вас получается достаточно дорогой продукт на выходе, да? Но вы не можете за него заплатить больше, чем ваши потребители готовы платить за рекламу. Вот сегодня у нас нету вот этого рекламы на дополненной реальности. Это простая реклама там в газете, в телевидении, там, билборды, там, допустим, да, и в среднем одно предприятие на рекламу тратит в месяц, например, там, 30 тысяч максимум, готовы заплатить, ваши максимальные потребители. Так вот, вы должны на эту цену ориентироваться, что у вас, какой бы классный или там сложный продукт вы не сделали, вот именно в качестве рекламы ваш потребитель потенциально не сможет и не захочет заплатить больше 30 тысяч. Больше того, что он уже на сегодня тратит на этот сегмент. Наценка за уникальность и качество. А вот можно сейчас вопрос, да? Вот, да. Например, вот в аэропортах чай стоит, условно говоря, там 50 или 100 рублей, да? А там в 2 кварталах он уже там 20 рублей. Это вот какой он входит в данном случае? Какой он входит? Да, то есть там... Он входит, скорее всего, ну как вы, давайте вы предположите, куда он там входит. Вы поняли, да, в чем вопрос заключается? Вина уже не выпускают, куда ты денешься, пойдешь и 100 рублей покупаешь. А как узнать, что какую цену платить будет, допустим, за полностью? Нужен также опрос? Опрос, да, обязательно. Вот как бы мы на это обращаем внимание, то, что в любом случае, когда вы начинаете делать вообще любой бизнес-план, вам нужно сделать исследование. Исследование – это выход прямо к людям, к потребителям. То есть вы должны сделать обзвон, анкетирование, пойти в места, где у вас эти клиенты скапливаются все время, там, торговые центры. Да, да, да. И сделать прямо опрос, за сколько, вот, допустим, такая-то компания продает такой-то продукт, стоимостью столько-столько-то. Сколько раз вы готовы такое покупать, и вы согласны ли вы по цене, или вы там снижаете ее на 10-20%. Сейчас такие компании есть, которые такие услуги? Услуги нет, Сергей Ефимович. У меня нету, вот сказать, что вот этот вот так делает. Но на самом деле это есть, я просто слышала, что есть там, называется, по-моему, Центр маркетинговых исследований. Они у себя декларируют, что они делают опросы, например, да? Они реально делают, да? Нет, они не делают, то есть я занимаю даже же по стоят такие, они таким не занимаются, то есть не идут в поля и не спрашивают людей. Они предложили мне на ИКТ разместить просто анкету. Вы пользуетесь, да, нет. Типа, в общем... А такого вот, я тоже говорю, а вот люди-то выходят, те же студенты? Ну, Сергей Ефимович, вам, по-моему, легче самим попросить студентов сделать опрос. Для этого есть ресурсы. А на самом деле... По идее, это тоже же, если, например, вот, условно говоря, вот уже как минимум 2 человека уже в такую услугу заинтересованы. Да, да. Я думаю, что на 3, 4, 5, 6. Готовы, давайте. Вот, в принципе, для кого-то это может быть... Давайте я открою такое. Ну, в общем, видите, ниша рынка не занятая есть, поэтому есть куда думать. Вы надумали, где у вас там чай 40 рублей? Вот я думаю, что он вот сюда как раз попадает. Потому что цена, определяемая спросом клиентов на данный товар. Условно говоря, из 10 все равно кто-то придет.
Ну, потому что, как коллега сказал, куда им еще деваться, да? Ну, я, например, когда вылетаю, я иду обычно бутылку пива покупаю. Типа все прошел, уже можно спокойно. Да, ну там она стоит 20 рублей. Я уже готов эту цену выложить. Потому что, как вы тут сказали, спрос клиента есть и есть данный товар. Ну и, условно говоря, есть деньги, которые я готов на это потратить. То есть все три компоненты в одном месте соединены. Ну, главное не переборщить, да, то есть не сделать там чай за 100 рублей. Хотя, вы знаете, за 100 рублей, наверное, кто бы все равно купили бы, но их было бы меньше. Но это безысходность. Да. Нет, там уже, наверное, от того, что товара, да, уникальный товар. Что человек ограничен в выборе. Есть чай только в одном месте, ему стоит 100 рублей. Хочешь пить, хочешь не пить. Но дело в том, что если бы он стоил 40 рублей, я бы еще купила его за 40 рублей. А если 100 рублей, я еще могу потерпеть до самолета, может, мне в самолете воду дадут с чаем, правильно? Поэтому, или я в следующий раз знаю, что там 100 рублей чай стоит, наверное, как-нибудь протащу чай, да, воду какую-нибудь, да. Пойду из-под крана попью, что там, один раз может. А ребенок не датирует. Кстати, вот дети это вообще вот просто вот. И у меня у самой 3 детей, поэтому я знаю, там, куда их не поведи, это бизнес, потому что дети просят всем просто. И причем один просит, так всем остальным тоже надо в этом же количестве и желательно в этом же виде. Поэтому следующая наценка за уникальность товара, это вот вообще другое ценообразование, это как раз то, чуть-чуть то, что мы с вами разговаривали, когда мы продаем товар, допустим, с уникальной дизайнерской, да, там, вещью такой, да, то есть тут мы вообще не ориентируемся ни на себестоимость, ни на этот, мы ориентируемся просто на то, что у меня уникальный товар, я сколько хочу, столько цену устанавливаю. Единственное, что, конечно, все равно у нас будет ограничение по поводу того, сколько все-таки наши потребители готовы за это заплатить. Мы не можем забубенить там 1 000 000 рублей за какую-нибудь там дизайнерскую штуку, скорее всего, это никто не купит. Но, тем не менее, нам никто не мешает в разумных пределах устанавливать эту цену и ни на что не ориентироваться, кроме как на свою собственную оценку своих собственных творческих способностей. Поэтому с этим понятно. Здесь, значит, про модели мы рассказали. И здесь вот я хочу сказать, что в плане маркетинга мы с вами не пишем, как у нас формируется цена. Расчет не делается. Да, мы в плане маркетинга просто говорим, на основании чего мы эту цену установили. Мы можем здесь провести, если это цена конкурентов, вот наша стратегия, модель постановки цены основана на расчете себестоимости продукции и услуг и нормативного процента прибыли в размере 30%. Этого достаточно. Если это здесь, то мы здесь приводим цены конкурентов. Там у вас в раздатке, по-моему, есть пример, да? То есть приводим цены, обосновываем просто. Почему? Наша цена будет 40 рублей за буханку хлеба, потому что в целом на рынке сегодняшняя цена, 38, да? Потому что в целом на рынке цена конкурента составляет в среднем 40 рублей. Для подтверждения чего приводим цены своих конкурентов. И здесь прямо табличку, наименование цен. И здесь тоже, то есть не делаем расчеты, просто обосновываем саму цену, да, и рассказываем про свою модель. Дальше организация рекламной кампании. Реклама – двигатель торговли, да. Вообще про рекламу, собственно говоря, самая большая ошибка всегда о том, когда мы думаем о том, что мы про эту рекламу забываем вообще. То есть мы забываем про то, что она вообще-то денег стоит. И немалых. И причем я вам скажу, что на сегодняшний момент с условием того, что у нас конкуренция повышается каждый раз, компаний много, способов, методов рекламы много, поэтому доля расходов на рекламу все время увеличивается. Даже иногда бывает так, что кстати, бывает так, что стоимость рекламы может превысить даже стоимость затрат на производство. Ну, совершенно новый продукт какой-то. Ну да, когда новый продукт, который по маленькой себестоимости, мало затрат на него, да, тогда он может. Но еще когда у нас реклама очень важный момент. В начале, на старте. На старте, безусловно, да, важно. А если говорить о уже развивающемся бизнесе, о том, который уже, собственно говоря, полностью развернутый, но он без рекламы вообще жить не может, и, скорее всего, только благодаря рекламе он живет. Какой такой бизнес может быть? Смотрите, основная цель рекламы – это что? Привлечь побольше покупателей, клиентов, да? Когда у меня бизнес ориентирован на огромное количество покупателей, какой такой бизнес может быть? В целом, масштабно, глобально думаете, какой бизнес? Не в Якутске, вообще в принципе. Продажи собой.
Ну, если я производитель сотовых телефонов, это правильный пример. Потому что, смотрите, для примера то же самое, но все-таки нам очень близкая вещь. Фейри. Химическая продукция, да, которую мы используем каждый день. Сама химическая продукция, то есть вот этот фейри, он же очень по себестоимости, там низкая цена. Там, думаете, что там 90% фейри? Вода. Остальные 10% это химические добавки, которые стоят копейки. Поэтому себестоимость этого фейри, она очень низкая. Но чтобы мне стать успешным бизнесменом, я вот как производитель фейри говорю, да, мне нужно обеспечить продажи этих фейри по всей России в огромных количествах. И для того, чтобы люди покупали именно фейри, что нужно делать? Чтобы я пришел в магазин и купил это фейри, что нужно? Реклама. Надо, чтобы у людей все время... Я захотел купить моющее средство, у меня сразу в голове высвечивалась эта вывеска «Фейри». Все. Я пришел в магазин, у меня нет времени, у меня там дети плачут, там еще что-нибудь. Да, я не буду стоять, сидеть, там, читать эти этикетки, там, то все. Да мне вот увидела «Фейри», о, знакомое, да, то есть это интуитивное, ассоциативное мышление у каждого. Мы с вами как эти, знаете, нас легко запрограммировать. Зомбировать. Да, зомбировать. Это зомбирование называется, но это зомбирование, реальное зомбирование, которое используют наши уважаемые производители. Поэтому с точки зрения расходов на рекламу, вот производитель фейри и все компании, которые занимаются реализацией этой продукции, да, они на рекламу тратят огромные деньги. Вы не заметили, вот если любой товар, который начинает выходить на рынок и который требует массового потребления огромного, он начинает на телевизорах каждую секунду появляться. То есть мы уже, хотим, не хотим, мы уже начинаем в этот процесс втягиваться и уже зомбироваться им, да? И мы уже... Да, как, ну, типа 25 кадров. Ну, это как бы очень такая серьезная наука, на самом деле, да, управление. Но, тем не менее, вы просто сами должны понимать, что то, что рекламируют, очень сильно рекламируют, скорее всего, по стоимости очень мало стоит. Ну, то есть ценность как бы такая вот, она маленькая, да? Просто цель вот этого производителя в том, чтобы вас зомбировать, нас всех, побольше людей, которые покупали эту продукцию. Да? Вот, поэтому вот в данном случае на рекламу, значит, владельцы и бизнесмены эти, они не поскупятся. Они тратят огромные деньги, на Первом канале это стоит миллионы, миллиарды там, рублей, если говорить о там, поэтому они на это не жалеют денег. Ну и мы с вами, как малые и средние предприятия, не должны забывать, что в любом случае мы производим хорошие товары, нам все равно, естественно, нужны клиенты, и мы должны продвигать и рекламировать его. Так вот, реклама. Вот первое здесь хочу обратить внимание, упаковка. Для примера, у меня есть очень, вернее, вы все их знаете, очень хорошая, замечательная компания, не рекламирую, но все-таки хочу об этом сказать, не реклама, сразу говорю, да, есть компания СХ Консервпродукт. Есть, да? Наша местная продукция, я вам вот 100% зуб даю, гарантирую, что они делают из местной продукции, а не из привозного сырья, я имею в виду там, кроме клубники, у них клубничное варенье, оно явно не растет на Якутии, да? Клубника имеется в виду. Но все, что касается мяса, рыбы там и так далее, это все местное. Вот сегодня мы с ними на каком этапе находимся? Вот это. То есть мы уже год пытаемся с ними вот это вот сделать, упаковку хорошую. Потому что когда мы видим продукцию СХ консерва на полке вместе с другими товарами аналогичными, теми же самыми джемами, например, да, привозными, он выглядит невыигрышным. То есть у меня, как у покупателей, которые, допустим, ну, не очень интересуются местное, не местное, да, не возникает желания взять его, потому что упаковка, она такая простая, знаете, как на принтере напечатали там и приклеили. Вроде бы, с одной стороны, вроде бы, ну, как-то, с одной стороны, тоже вроде как, значит, не тратится на упаковку, я не знаю, можно так подумать, да, но, тем не менее, я не покупаю такое. Поэтому я просто знаю, что это местное, поэтому покупаю, например, да, но, тем не менее, упаковка, она важна для любого товара, и она должна быть реально очень хорошо сделана, на очень хорошем принтере, с очень хорошим дизайном. Здесь у нас тоже проблема, вот еще не занятая очень хорошая ниша, потому что у нас нету, Сергей Ефимович, да, по-моему, хороших дизайнеров этикеток, вот как ни странно. Вот нет у нас. Промышленных дизайнеров нет. Ну, хороших дизайнеров нету, которые в том числе могли бы сделать хорошие этикетки. Но я им дал это, как бы вот во время выставки я им дал такую оценку, что мне их упаковка напомнила упаковки, которые используют космонавты на своих продуктах. Может быть, вы на выставках видели, я где-то вот видел, она, кажется, точно так же выглядит, как у них.
есть она А вы знаете, в чем напечатана проблема, Сергей Ефимович? Наше поколение не знает, как выглядит упаковка для космонавтов. Не, она вот я просто увидел, и Наше поэтому... поколение вот знает, потому что там Гагарин, там то все, а мы что-то вот как-то это. Не, ну на самом деле у них есть такая, ну то есть они хотят ориентироваться в том числе на то, чтобы продавать для вот и летчиков, и для космонавтов свою продукцию. Это интересная тема, между прочим. А можно я скажу? Может, у них таких средств нет возможности, чтобы тратиться на это? А вы знаете, нет, есть у них средства. Они заказывали, кстати, дизайн упаковки где-то в Новосибирске. Последний раз, если я не ошибаюсь. Ну, я где-то... их хорошо знаю, как бы с ними сотрудничаю. Ну, у них, знаете, что у них нет средств, что ли? Не знаю, у них просто очень мало места. Но они так экономят и думают, что это не надо. Нет, они наоборот не экономят. Нет, смотрите, они знают, что это надо. Они в первую очередь хотят поменять упаковку, потому что для них очень важно позиционирование их товара на полках. Это вот для их отрасли, это... Они пытаются, у них ничего хорошего не получилось пока. Дизайнера нет, Нет, дело не в маркетологе, а именно в дизайне. Понимаете, там нужно знать... Там может сидеть человек конкретный, да, там, не Хашин, а он Надо сидит, он хороший директор, да, вообще. Он всем хочет заняться, но на это все равно времени. Но он же нанял себе маркетолога из этого, из какого-то магазина большого торгового дома. Нанял? Да, да. У него там работает, который продает. Ну, то есть он двигается в этом направлении. Просто я говорю, что это важно и с точки зрения... Вот на сегодня у нас нет, все равно у нас нет в Якутске, пока вот я нигде не слышала, чтобы кто-то прям очень так красиво, хорошо, качественно, на уровне делал этикетки. Кроме дизайна самой этикетки, ведь надо же еще хороший материал. Это тоже очень важно. Знаете, этикетка либо из бумаги, которая как газета, ну, как ее обыкновенная А4, да, либо она там глянцевая, там матовая, какая нужна, цвета даже, кстати, даже вот передача цвета, она тоже на человека все действует. Поэтому это, как бы, это все очень важно, поэтому упаковку нужно, если вы занимаетесь таким товаром, который будет позиционироваться на рынке среди других, то над этим, пожалуйста, задумайтесь, поищите где-то хорошего дизайнера, там, где производят хорошие этикетки, подумайте над этим в первую очередь. Ну, все остальное, это вот то, что здесь написано, это все, видимо, понятно, да? Что мы можем сделать для начинающего предприятия в качестве стимулирования сбыта? Вот мы только выходим на рынок, что мы в первую очередь делаем? Объявляем всем. Громко говорим и объявляем что? Акцию. Только до 1 декабря, вот осталось там сколько, 2 дня, за 3 дня. До 1 декабря 2015 года вы можете купить у нас золотые ювелирные изделия со скидкой 75%. Правда? Где? У нас все время был Diamond, все со скидками продается, постоянно 50% скидка. Вот, но я имею в виду, что вот такого плана акции, они позволяют вам привлечь много. Не обязательно, что продукт купят, но, по крайней мере, о вас услышат, узнают, хотя бы поинтересуются, как Сергей Ефимович, придут, посмотрят, да? И тем более еще такие рекламные кампании лучше запускать, естественно, в местах скопления, да? То есть вы можете выйти, там, нанять людей, которые будут это все делать и так далее. Что значит личная продажа? Когда я занимаюсь продажей какой-нибудь услуги, что я делаю в первую очередь? Беру каталог, смотрю электронные адреса или телефонные, да, пишу коммерческое предложение. Коммерческое предложение – это там, где я описываю, почему мой товар хороший и сколько он примерно стоит. Иногда пишут, иногда не пишут, но тем не менее описывают товар. Отправляю коммерческие предложения к своим потенциальным покупателям и назначаю встречу с руководителем, либо с руководителем отдела закупок, либо с руководителем предприятия. Иду к нему со своим предложением, своей продукции, выкладываю все и продаю. И думаете, заниматься этим должен директор? Нет. Почему? Часть времени, да, чтобы Вначале, я думаю, да. Вначале, а потом... Смотря что я предлагаю. Смотря что вы предлагаете и смотря к кому вы идете. Если вы идете я вас уверяю, к генеральному директору Саханефтегазсбыта, уж лучше постарайтесь сами туда пойти, потому что вас там не примут, ну, то есть даже вас там могут не примут, это уж точно 100%, да? Ну, я имею в виду такого, то есть в техниках продаж всегда есть понятие сегментация клиентов в части личного продажи, да? То есть если у меня топовый уровень, к ним ходят только топовые. Если мы продаем на уровне отдела, то мы можем отправить туда, там, допустим, с отдела кого-то, да? Ну, если для у нас... топ-уровня нужен топ внешности, поэтому тоже надо учиться. Сергей Ефимович, вы красивый. Все значит топ-внешность. Вы не обязательно, вы, кстати, вот очень хорошая, ну, имейте в виду, у вас такая
фактурная внешность, вы можете пользоваться ею и приходите к да. топ-менеджеру. Здесь дело не во внешности, а вот именно в том, как вы придете и как вы будете себя позиционировать, презентовать, рассказывать, насколько вы компетентны в своей отрасли, и все. Значит, что по поводу личной продажи хотела сказать, то, что разделять нужно по уровням, и то, что заниматься продажами у вас, в принципе, организацией продажи, да, должен человек, который отдельный, да, но вот именно с руководством вам... вот я пример хотела показать по личной продаже. Причем это не просто личная постфактум продажи, после производства, а до производства. Знаете, как происходило? Значит, человек решил заниматься бизнесом, здесь это реальный бизнес, здесь в Якутске, по франшизе. Очень хорошие методы, кстати, знаете, что по франшизе? Да? Все знаем. Ну вот, значит, по франшизе. Значит, что он получил по франшизе? Каталог продукции, распечатанный, да, красивые флайеры, там то все, да, описание, то все. Он знает, что его рынок – это, ну, определенный рынок, допустим, там, рынок этих автомобильных моек, например, да? Ну вот он знает, это рынок автомобильных моек. И до того, как он вообще закупил хоть одну штуку, продал хоть, ну, то есть произвел хоть одну штуку или 1 литр этого средства, да, он пошел сам лично, руководитель, со всей этой раздаткой к руководителям, директорам или там этим предпринимателям этих моек. И с ними разговаривал и продавал вот эту продукцию. И до того, как он завел, он при этом, значит, собрал заинтересованности, то есть сколько моек, грубо говоря, заинтересовались его продукцией, готовы были купить эту продукцию и по какой цене. Собственно говоря, когда он привез ее и стал здесь, у него уже был готовая база клиентов, к которым он просто пришел и сказал, вот мы с вами встречались, я вот вам обещал, я вот вам привез, возьмите, оплатите. И, собственно говоря, после этого, то есть первые свои, скажем так, миллионы он заработал уже первый месяц. И, конечно, там уже другой вопрос по качеству там и так далее, то есть у него реально была качественная продукция там и так далее, да, но смысл в том, что он применил метод личных продаж, то есть переговоров здесь в данном случае, да, и сделал это еще до момента, как он привез сюда какие-то, потому что он привез именно тот объем, на который был спрос, ни больше, ни меньше. Ну и прямой маркетинг – это каталоги, рассылка и, кстати, собственный сайт. Все считаете, что нужен собственный сайт? Да? А заказывать не знаете собственный сайт? Хороший. Знаете? Не знаете. Ну ладно, поищите. Собственные сайты можно заказать у многих компаний, просто там речь просто идет о цене. То есть у кого дороже, у кого есть сайты, которые делают за 1 000 000 рублей, есть сайты, которые сделают хорошие сайты за 50 000. Но первое самое, что вы должны сделать не работающий сайт очень дорогая, ну, достаточно дорогая вещь, да. Работающий я имею в виду, когда весь функционал есть. Там кнопочку нажал, туда зашел, там все вышло, да. Вы можете сделать, как это, landing page называется, да. То есть это когда, как визитная карточка. Главное, чтобы название сайта зашел, и тут просто выложена такая информация, картинки и о вашем продукте, и ваши адреса, телефоны. В принципе, этого для начала достаточно. Такая штука стоит вообще очень мало, там, не знаю, 5, там, может, там, 10 максимум тысяч. Но суть в том, что сейчас в современном мире любой потребитель, я как потребитель, я куда в первую очередь лезу, если что-то мне надо? Я лезу в Тугис, во-первых, да, я могу полезть на ИКТ.ру поискать, да, вот, ну и, наверное, все. Вот. Если я там найду, и слава богу, я там и найду. Больше я никакие каталоги не лезу, там, я не знаю, куда-то еще не смотрю. Вот все время интернет. Поэтому сайты – это очень важно для начинающего бизнеса. Следующий раздел – производственный план. Собственно, в производственном плане мы переходим к описанию, как мы будем производить что-то, свой товар и услугу. Здесь в данном пункте говорится о помещении. Какая площадь? Собственная аренда, сумма аренды в месяц. Ну, это пример, да? Тут, в принципе, достаточно. То есть, но я не буду говорить о том, что вы должны, конечно, полностью описать характеристику самого здания. Где находится, общая квадратура, там, какие у вас там коммуникации есть, там, сколько там электричества там, и так далее. Да? То есть вы, собственно говоря, должны описать само помещение, где вы будете производить либо продавать. Оборудование. Нам для любого производства, даже для торговли. Для торговли нужно оборудование? А какое?
Например, если продукты питания, да, конечно, холодильник. А если кассовый аппарат, оборудование, да. Стол, да, оборудование. Нужно оборудование. Вот оборудование, ну, в принципе, если мы об основных средствах говорим, почему, кстати, написано «основные средства»? Вот по зданию тоже основные средства, оборудование тоже основные средства. Это чисто бухгалтерский термин, но все равно вам его надо знать. Это основные средства, это те, которые у нас с длинным сроком использования, эксплуатации так называемой, да, свыше 12 месяцев обычно. Что такое срок эксплуатации? То есть я сейчас купил там оборудование, оно у меня действует, мне в пользу приносит в течение там 5 лет, 10, 20, если здание и так далее. Если я купил какой-нибудь расходный материал, например, ручку, канцелярию, ну, пишущую, да, это не основное средство, это оборотное средство, потому что у него срок использования очень коротенький. В течение 12 месяцев она у меня хрыт, я ее выкину. Вот, поэтому оборудование. Что касается оборудования основных средств, здесь у нас включается вот такой термин, как амортизация. Вот он там, рублей в месяц, да. Это важно для наших с вами последующих расчетов. Здесь обращаем внимание, что такое амортизация. Кто знает, что такое амортизация? Молодец. А еще кто знает? Все? Молодец. 3, 4, 5, 6. Ладно, все знают. Давайте. Все-таки кратенько для тех, которые не знают. Оборудование у нас стоит сколько рублей? Например, 5 миллионов рублей. Да? 5 миллионов рублей. Это, вот если я его покупаю, это мои затраты? Да? А затраты что я должен сделать, если я бизнесмен? Купить. То есть мне должны, мой товар должны купить и вернуть, за счет продажи моего товара я должен вернуть эти 5 миллионов рублей. Да? Значит, я эти 5 миллионов рублей куда, вот эти затраты, куда я их вкладываю? Включаю. Стоимость, цену. Я их буду включать в цену. Цену. Короче, включаю в цену. Вот, но, тем не менее, смотрите, а если оборудование хлебопекарное у меня стоит 5 миллионов рублей, а хлеб, как мы помним, стоит 40 рублей. Я произведу первые 1000 этих, как его, буханок, да? Буханок, и попытаюсь эту цену, ну, это ведь только цена оборудования, я сейчас про другие затраты не говорю, да? Вот эти 5 миллионов хотя бы запихать в цену этих 1000 буханок, сколько это будет стоить? Одна буханка. Ну, 5 миллионов делим на 1000 буханок, да? Делим на 1000 буханок. Сколько у меня тут получается? 5000. Пожалуйста. Давайте продавать хлеб как минимум за 5000 рублей. Тогда мы окупим вот эти 5 миллионов. Правильно? Неправильно. Неправильно. Никто не купит. Понятное дело, правильно, это никто не купит за эти деньги. Поэтому, собственно говоря, в расчетах во всех вот это понятие амортизации включается. То есть амортизация – это стоимость. Итак, давайте, не стоимость, а часть стоимости основных средств. Я почему пишу основных средств, потому что здесь и оборудование, и здание, ну, укрупненно, да, которая включается в цену продукции. Ключевое слово «часть». А вот какую часть включать в стоимость продукции? 10%. Ну там срок эксплуатации. 5 миллионов делим на 100, да? Значит, которая включается в стоимость. Вот все зависит, как правильно говорить, от срока эксплуатации. То есть, что значит срок эксплуатации? Вначале оно у меня стоило 5 миллионов рублей, прошел первый год, второй год, третий год. Оно у меня что делает? Не, оно у меня что делает это оборудование? Изнашивается. Становится негодным по чуть-чуть. Да? Все знают, что у нас даже жилые дома все на износе, да, сколько там, 90%, которые 4-й магазин, по-моему, степень износа у него, да. О чем говорит степень износа? Насколько оно уже непригодно, грубо говоря, на какой процент?
Вот если мы говорим о оборудовании, стандартный срок использования оборудования 10 лет. 10. Стандартно 10 лет. Но, смотря какой, ну давайте 10 примем, чтобы нам легче было. Но срок эксплуатации оборудования, где он у нас прописан, если мы покупаем его? На паспорте. Да? Мы берем технический паспорт, и там обязательно написано, сколько лет используется оборудование. Берем стандартно 10 лет. Это значит, что в течение 10 лет мои 5 миллионов должны превратиться в 0. А для этого каждый год он у меня будет на сколько уменьшаться? На 1/10 или на 10%, да? Тогда получается, что 10% это и есть амортизация. Ежегодная, ну, годовая ее, если называть, годовая амортизация, 10%. 10 миллионов, ой, фу, господи, 5 миллионов умножаем на 10%, еще 1000 рублей. Вот в год, вот именно эту сумму мы будем включать на стоимость продукции, которую мы продадим за год. 500 000 рублей от 5 миллионов, правильно? Вот если я теперь за год буду, все равно мне, кстати, 500 рублей получится. За год у меня будет, допустим, там, ну, не знаю, 100 000 пусть будет буханок, вот. И я буду в их стоимость включать 500 000 рублей. Это уже разница есть, правильно? 5 рублей, да? Значит, амортизацию в месяц как мы делаем? 500 000 делим на 12, да? И там 42 600 000 рублей. Это амортизация оборудования в месяц, которую мы сюда включаем. Вот сюда. То есть мы здесь написали общую стоимость 5 миллионов, амортизацию написали в месяц 42 600. Это нам нужно будет для дальнейших расчетов. Написали, зафиксировали. А они как-то в бухгалтерской отдельно там учитываются? Да, да. Это вот сейчас мы будем бюджет доходов смотреть, и там как раз учитывается. Потребности в сырье материалов. Следующий пункт – это производственный план. То есть мы рассказали про помещение, про оборудование, теперь рассказываем про сырье и материалы, которые мы покупаем. Если мы можно последний вопрос к тому вернуться? Если мы берем в аренду, то там этого нету. Амортизации нет. Да. Если мы берем оборудование, либо имущество в аренду, недвижимость, амортизации нет, есть только оплата арендная. Все. Потребность в сырье и материалах. Здесь, например, таблица приведена, которая в объеме потребления в месяц, стоимость рублей в месяц, поставщик, сроки поставки. Что нужно для производства хлеба? Еще? Вода. Специи. Дрожжи. Да. Молоко. Глутамат натрия. Может быть. Еще что-нибудь забыли? Работа человека. Яйца, да, яйца. Еще что-нибудь забыли? Молоко. Вода. Человека есть, который печет молоко, а электроэнергия. Ну, масло на чем жарить? Сырье. Масло. Смазка для механизма, который этот, то есть техническое масло. Тоже. Но это в данном случае это будем вносить в расходы на обслуживание оборудования, да? А здесь получается именно по продукту самому, что мы еще там... Ну, например, халаты для этих работников. Это расходные материалы, которые туда хозяйственные расходы включаются. Здесь мы говорим о производстве конкретной булки хлеба, вот это вот все, что входит в булку хлеба. Ничего не забыли же вроде бы, да? Прописываем, вот здесь, вот, допустим, мука, единица измерения муки килограмм, объем потребления в месяц там столько-то, стоимость рублей, поставщик, срок поставки. Мы сейчас не говорим здесь об сколько надо на одну буханку хлеба, да? Здесь полностью здесь все рассчитываем в месячном выражении. То есть сколько мы закупаем на месяц сырья. Это каждый вид сырья прямо вот надо расписать. Да, да. Каждый вид сырья вы пишете, сколько вам нужно его закупать, сколько оно стоит, у кого вы собираетесь его покупать. А сроки поставки вам зачем нужны? С точки
точки зрения финансовых расчетов, сроки поставки нам нужны, чтобы понимать, сколько нам нужно, сколько пройдет времени с момента, когда мы заплатим за это сырье, до момента, когда мы сможем его, грубо, использовать уже в производстве, то есть производить из него продукцию. Потому что, особенно для нас, для Якутии, это важно, да, у нас очень длительные сроки. С этим понятно? Так. У меня здесь, знаете, какой вот, не в тему может быть, но все-таки вопрос, ну, имеется в виду в тему вот этой, но вопрос. Вот мы сейчас говорили, это в тему того, какие новые производства у нас, в принципе, теоретически развиваются, вернее, практически сейчас развиваются и могут еще дальше смотреть незанятые ниши. Вот помните, мы про фейри вам говорили, да? То есть мы с вами говорили про фейри. Мы сказали, что фейри 90% это вода. Если мы здесь думаем о начале какого-то производства, в любом случае, когда мы говорим о бизнесе, связанном с производством, мы должны думать о доступности сырья. Правильно? О его цене и доступности. В данном случае вода – это сырье, которое есть в Якутии, в городе Якутске? Специально подготовленная, может быть, вода? Нет. Нет, просто вода есть. Да, есть, да. Просто вода. То есть у нас нет недостатка в таком источнике, как вода. Если бы мы с вами жили в пустыне Сахара, то, скорее всего, у нас была, ну, мы бы сказали, что у нас нет воды, да? А если, например, зима? Ну, зима, ну, у вас водоканал есть? Нет, имеется в виду вообще, то есть надо лед брать, топить и прочее. Почему у вас есть водоканал? Ну, хорошо, ладно. Нет, если вы говорите о деревне, например, в Вилюйске, там нету, там, правда, да. Но, смотрите, я к чему веду, то, что мы когда завозим, допустим, если я оптовый поставщик того же, ну, фейри, не фейри, currency, ну, вот всех вот этих средств, да, у которых 90% вода, мы здесь тратим обязательно, когда кто с транспортными компаниями работает, мы за что платим? За вес и за объем. И вот представляете, вы когда платите, вы платите 90% за перевозку воды, которой у вас здесь под ногами достаточно. То есть формула простая. А на самом деле химические добавки, которые используются для производства химического, ну и вообще, в принципе, какие-то добавки, они, естественно, по весу, там, по объему, это вообще ничтожно. То есть там из одного, по-моему, там килограмма или чего-то, там вообще огромное количество, то есть там разводится вообще легко. То есть я о чем говорю, это просто как бы такая тема для того, чтобы думать, если вы чем-то хотите еще заниматься, да, или вы уже чем-то занимаетесь, думайте о том, чтобы замещать, то есть заниматься таким производством, которое строится на основе использования местных, ну, как сказать, неограниченного сырья, которое у нас здесь есть рядом. Да? А, кстати, что у нас еще здесь есть рядом? Ну, вообще у нас есть. Древесина. Древесины у нас мало. Мало. Да, хорошие у нас мало. Какая-то она не... Хотя смотря для чего. Вот если бы для производства пеллет, я бы сказала, что она есть, кстати. И у нас очень много товарищей, которые хотят этим заниматься, но что-то никто пока этим не занялся. Да. Пеллет... Нет, у нас, кстати, печки появились, которые пеллеты используют, у Сахаль-Пснели. Они спокойно их сжигают. Но имеется в виду пеллеты, это прессованные из опилок и из отходов древесных. Да, маленькие. Есть еще пеллеты, они маленькие, а есть еще эти, кстати, как их там? Как называется? Не брикеты, как по-другому они называются. Ну, короче, они типа как дерево, только они маленькие вот такие брусочки. Они тоже прессуются и из отходов делаются такие. Ну, как дрова, в общем, да? Да, как дрова, но маленькие совсем. Они тоже, во-первых, экономичные, эффективные, потому что они используют сырье, отходы, имеется в виду, да, и, собственно говоря, если этих отходов достаточно много, то реально можно сделать эффективное производство, но при этом понимать то, что у вас должен быть рынок сбыта. Ну, по-моему, рынок у нас есть все равно по Якутии, все равно у нас там сколько, по-моему, процентов 70 все равно на жилого фонда находится на печном отоплении. Отходов, кстати, ну, смотря где. Вот мне ребята приезжали из Горного, говорят, что у них там этих отходов хоть завались, везде валяются, и они рады бы их использовать. Да, очень много остается отходов. Ну, я к чему? Потому что вот это очень важная часть. Вот вы, когда здесь будете делать потребность в сырье и материалах, всегда думайте об аналогичной замене, возможностью заменить более дешевым и доступным сырьем, который находится рядом. Да? Так, дальше. Рассказали здесь про сырье, отобрали, затем перешли к нашим замечательным прочим расходам. Как раз вот здесь вот коммунальные расходы связаны с обеспечением жизнедеятельности компании. Здесь мы, естественно, не забываем, что любое производство необходимо энергии,
электричество, вода, газ, тепло. Это вывоз твердых бытовых отходов. Канализация где? Вода. Да, водоснабжение, водоотведение – это канализация. Там канализация считается все равно по водоснабжению. То есть сколько вошло, столько и вышло, грубо говоря. Да? Вот, поэтому, что касается энергоснабжения, здесь у нас тариф какой, кто знает? 5,4 киловатт. Что-то мало. 7,47. 7 это для производства. А да, для производства 7,47. А для физических 5,4. Не, мы здесь про производство, про бизнес, поэтому 7,47. То есть что мы делаем здесь? Количество, как мы узнаем, кубометров? Это месячные расходы. Все на месяц рассчитываем. Да. Где мы можем узнать, сколько наше оборудование потребляет энергии? В техпаспорте написано, да? Берем техпаспорт нашего оборудования, нам написано объем потребления при полной производственной загрузке, там, сколько-то киловатт. Почему тут, кстати, метр в кубе написано? Неправильно? Не, ну, может быть, это что-нибудь. Киловатт должен быть. Киловатт, наверное, здесь неправильно написано киловатт, понимаете. Поэтому пишем общее количество, умножаем, ставим свой тариф, и рублей в месяц у нас получается. В среднем нам для будущих расчетов надо фиксировать. Оксана, фиксируй, пожалуйста, а то потом нам таблицу трудно будет вписывать. Допустим, берем тот же самый оборудование для хлебопекарного производства, ну, любое, давайте печку какую-нибудь возьмем, без разницы, да? Оно у нас потребляет сколько киловатт там примерно, мужчин? 10 в месяц? Что именно? Ну, печка какая-нибудь. Ну, такая, производственная. Мини-пекарня? Ну? Мини-пекарня 10 киловатт, наверное. Ну вот, ну 10 киловатт, допустим, в Якутске умножаем на 7, сколько там, 37, да, сказать, 47? 7,47, это у нас сколько? Киловатт час надо написать еще, КВТЧ. Час. Точно забыл. Киловатт в час. Какое умножение? Умножаем не на 7,47, сейчас умножаем на количество рабочих часов. Смена. А сколько смена у них? 8 часов. 8 часов, да. Одна смена 8 часов. Сколько смен у нас будет? 2 смены в сутки сделаем? Обычно 2 смены, потому что ночами, ночью работает, чтобы утром. 8 часов умножаем на 2 смены. 16. 16. Понятно было. 16 часов. Это 10 киловатт на 16 часов. 160. 160 киловатт это в день. А сколько дней у нас рабочих будет? 20. В месяц стандартно 22 рабочих дня. Субботу, воскресенье работаем? Конечно, хлеб. Пекарню делаем в субботу, воскресенье? Работаем. Значит, 30 дней. Вот, 16 умножаем на 30, 6, 3, 48. 16, 48, 480. 480 киловатт. Вон туда уже пишем количество, да? Пишем тариф 7,47. И умножаем смело. Сколько получается? У меня вышло это состояние 3585. Там точно 16, а не 160? А почему 16 получилось? Почему 16 киловатт получилось? 160, да? 160, да. Нолик забыли, точно. Нолик забыли, тогда вот так. 4800 на 7,47. Сколько получилось? 5800. 5856 рублей, да? Вот туда записан 30, ну давайте 36 округлим, 36 тысяч. Энерго. Значит, вода, нам нужна будет вода, наверное, ну хлебопекарне точно нужна вода, там какой объем будет? А вода считается не просто расходом, там что-то или чисто просто использование? Есть вода, здесь очень упрощенный бизнес-план, поэтому объясняю, что обычно себестоимость продукции, когда мы будем считать себестоимость продукции, да, там, я объясню, там есть затраты на производство и есть затраты на общие другие нужды, да, хозяйственные, там, общие нужды. Вот те, которые затраты на производство, они обязательно включаются в себестоимость продукции. Себестоимость имеется в виду в виде прямых затрат. На производстве есть на общие нужды. Дальше объясню там понятие. Ну, грубо говоря, то, что пол мыть, это отдельно надо считать, да? Отдельно надо считать, да. Нет, давайте сейчас здесь сделаем именно по производственным целям. Вода, сколько нам нужно? Вода. Сколько мы заплатим? Ну, кубометр, наверное, 1 кубометр. 1 кубометр, сколько? Это 1000 литров. 60 рублей. 60? С отведением 70. 70? Я сейчас не принципиальничаю по поводу цен, потому что, чтобы логику показать. Давайте 70, кубометр это в месяц, да? Хватит нам, да? И что, на 70 рублей вода что ли получается?
Нет. А, это за литр 70, да? Нет, это куб. А вы не 70 рублей. А сколько кубов в месяц вы А в потребляете? месяц сколько кубов? Пусть будет 10, да? Или это слишком много? Это слишком. Мало? Много, да? Нет, хлеб 40%, там сколько? 40%. 10, да? В обычном доме. Да? Ну, давайте тогда сделаем 50. Согласны? 50 кубометров на 70 рублей. Это 3,5 тысячи рублей. Мне кажется, это вполне нормально. 3500 вода, газ. Газ и тепло. По газу кто знает тариф? 3 рубля. 4600. 4600, а газ сколько будем пользоваться? Какая площадь? Да, 1 кубометр. Площадь у нас будет стандартной сколько-нибудь. Ну, хлебопекарня небольшая, 200. А? 100 квадратных метров? Нет, 200, мне кажется, стоит это мало. 200. На 200 квадратов надо. Что-то большая. 100 тысяч будет. 200 квадратов это 100 тысяч в год? Это из 4600 тариф вы считаете, да? Нет, но если на отопление только, если идет. Не, газ нам нужен, чтобы... На на отопление. Не, подождите. На отопление, нам На печка же не отопление. газовая. А хотя нет, может быть и газовая, почему не газовая? Нет, здесь у нас же печка жарит, а здесь нужно тепло, газ в данном случае. Потому что там 10 киловатт это на плиту. Так, не бейте мне еще раз. 4600 стоит 1 кубометр. Да. Объем, площадь производства 200 квадратов. На это идет 100 тысяч. Вот. Да? На отопление только. Независимо от того, что сколько расходов будет на выпечку. Значит, на выпечку добавляем, допустим, еще 50, да? Хватит нам 150? Ну, не знаю. Давайте 200 сделаем. Давайте 200 сделаем. На газ это в год. 200 тысяч на газ в год. Это в месяц, мы посчитаем, там примерно будет по 8 тысяч, да? 8 тысяч на газ. Туда записали 8 тысяч рублей. Тепло у нас сколько-нибудь стоит? Мы же газом отапливаем. Мы же газом отапливаем. А можно еще раз, газоснабжение, мы вот здесь считаем газ на расчет на продукцию, или все-таки мы здесь и отопление считаем, и печку там, и... Здесь мы в производственном плане указываем именно то, что касается производства, но мы делаем сейчас укрупненные расчеты, поэтому мы имеем в виду, что на производство все-таки то, что уходит на отопление, это же все равно тоже производственные цели, мы же не можем в холодном складе работать, да, ну, в смысле помещений. Поэтому мы сюда по газу включаем все затраты, и на отопление, Ну, и например, на магазин, который наш, он уже не газоснабжением, а теплоснабжением, то есть он подключен к системе отопления, поэтому там надо учитывать. Потому что если у нас пекарня... Ну, да, на газ же. Нет, давайте Нет, магазин. Я поняла, Сергей Ильич, вашу мысль, только давайте газ оставим, тепла у нас нет, хорошо? Чтобы для упрощения. То есть через газ оплачиваем. Вывоз ТБО у нас есть? Да, в соседний мусорный ящик. Соседний мусорный ящик. Не, ну реально, если вы бизнесом занимаетесь, вы платите за ТБО? Да, конечно. Сколько будет? Сколько платить? 10 тысяч? Ну, тонну они берут же, вывоз на Вилюйский тракт, да, они талоны. 12 500 средних. Это за тонну. За 20 500 за тонну? Нет, общее. Мне кажется, 10 тысяч хватит, да, потому что... Ага, 10 тысяч нормальная цена за месяц. Вывоз ТБО за месяц 10 тысяч рублей. Дальше. Все посчитали, теперь... А прочее, например, что может быть, а? Например, что-нибудь экзотическое, да? С обеспечением жизнедеятельности, что у нас может быть еще связано? Ну, охрана-то, наверное, да? Охрана, система сигнализации, да? Видеонаблюдение там. А здесь коммунальный... А нет, здесь противопожарная система, это в хозяйственные расходы уходит. Нет, здесь это все... Ну здесь знаете, что может быть? Вывоз опасных каких-нибудь этих специальных, которые... Да, утилизация чего-то там. каких-нибудь отходов, которые не ТБО, а там какие-то химически опасные, может быть, да. Охрана, видеонаблюдение... Это в хозяйственные расходы, да, это вот следующий.
Здесь все остальное включаем. Расходы направлены на поддержание функционирования. Канцелярка, санитарные, гигиенические. Давайте здесь раскидаем просто сумму, чтобы Оксана фиксировала. Канцелярку сколько? 5000 рублей хватит? Да. Хватит. Санитарные, гигиенические изделия, это, ну, там, тот же фейри и тогда-сюда, это, ну, 1000, там, 2, наверное, да, туалетную бумагу купить, то все. Бытовая химия, ну, здесь мы не будем, нам не нужно. Хотя нет, у нас же этот... Мыть это все нужно, да. Поэтому давайте на бытовую все-таки заложим 1300. Санитарно-гигиенические, это, наверное, вот халаты белые, маски, там, перчатки. Это туалетная бумага, санитарная, полотенце, салфетки. А бытовая химия – это как раз ферри. Да, ферри там и все остальное. Давайте сюда 1004 заложим, да, потому что это все равно нужно. Материалы для ремонта и технического обслуживания оборудования. Вот здесь вот, если вот масло нам нужно, да, смазывать там еще что-то, какие-то запчасти небольшие, может быть, да, какие-то втулки там, то все. Оборудование у нас, в принципе, такое постоянно работающее, поэтому оно, естественно, будет ломаться. Поэтому туда нужно все равно откладывать какие-то деньги. И сам ремонт непосредственно тоже может стоить денег. Надо кого-то позвать, чтобы кто-то что-то там ремонтировал. 10 тысяч заложим, да? 10 тысяч. Приобретение инструмента, нам нужен какой-нибудь там инструмент? Да. Там какие-то поддоны, там что-то держать, там что-то, такие штучки, да, всякое нужно. Это расходные материалы, в принципе, не сами поддоны. Поддоны, кстати, в хлеб-пекарне, по-моему, к основным средствам относятся, потому что они дорого стоят. Но приобретение инструмента другого, там, вот, ну, держать вот эти вот, да, штучки всякие, горячие держать, там, я не знаю, что такое. Чипсы какие-нибудь, пассатижи. Да. Ну, мне кажется, мы не будем постоянно их много покупать, ну, 1010 заложим тоже. Ну, в месяц-то много считаю. Даже много, да, считаете? Ну, давайте так, один раз купили и потом покупать. Тогда в среднем в месяц давайте сделаем 1000. 5. Сколько? 2000. Мы же должны хлеб... За 2000 вы ничего не купите. За 5000 давайте. 5. Расходы на обслуживание противопожарки. 60 тысяч, что ли? Вы что это? Противопожарная сигнализация там и так далее. Вы договора заключаете же на обслуживание с этим? Как вы? Не, мы там дедушку держим. Противопожарную, ну почему? Дедушка там живет. Там, наверное, сколько стоит? Огнетушитель надо взять. И как рукава должны быть. Это один раз мы покупаем, да? Это не месячный расход. Это мы здесь не будем считать. Мы здесь будем месячный расход как считать. Расходы на обслуживание имеется в виду, что нам нужно купить не в начале, а вообще каждый месяц надо будет покупать. Это пожарное мы не платим, что ли, вот этот, как там? Договор с ними заключаем, что ли? Договор. Они приезжают и проверяют вот этот рукава. Не, а если мы сигнализацию с вами поставим противопожарную? Ну, а потом-то мы не платим, что ли, за обслуживание? Потому что они приезжают. Ну, правильно, это нужно же. Тревожная кнопка и прочее там. Сколько стоит, да? 1003? Тревожная кнопка. Ну хорошо, давайте не будем ставить расходы, согласны. Хотя, нет, в пекарне надо поставить, а конечно. Горю, не дай бог. Ну нет, давайте поставим это. Мне кажется, 1010, наверное, на обслуживание надо. Но со всеми делами, чтобы они все полностью под контроль взяли и контролировали, не дай бог. Чтобы дедушка никого в гости не приводил. Все сгорит, сами виноваты будете. Ладно, 5000 рублей. 5. Интернет-телефония платим? Платим. Это безлимитку ставим. Сколько у нас безлимитка сейчас стоит? Для организации. Да, для организации. 15. Все правильно, да. Не, а мы схитрим. Мы подключимся как связиться. Поставьте там 1500, да. А всякие там обучения, то все будет у нас, нет? Да. Будет, да. Дело примерно у нас, допустим, человека 2-3 будет в год учиться, да, будем платить по 30 тысяч каждому, да? 30 тысяч на... Не, ну а меньше не будет у тебя, как если у тебя такие... Не, ну булочки надо сделать правильно. Не, сейчас мы сюда записываем все наши хотелки, а потом... Авиабилеты туда тоже войдут же, да? Авиабилеты, стоимость этих курсов. Ну, если вы куда-нибудь далеко надо вас отправлять, то, конечно, да. Туда войдет, понятно. Да, поэтому здесь сюда все включается, но, тем не менее, если здесь в городе Якутске, давайте так, 30 тысяч на двоих, 60 тысяч на год и по 5 тысяч в месяц. Нам же надо распределить, да? 5 тысяч напишем, так? Оплата услуг посреднических каких-нибудь. Ну, у нас нету, ладно, не будем. И вот охрана у нас здесь. Охране сколько дадим? 10. Сколько? На одного охранника 10 тысяч. Да? Нет, 10 тысяч будет.
Ну, это за всех охранников. Да. Не, Да? они же круглосуточные, но есть месячные. Да, три человека. По 15 тысяч, 2-3 человека, ну, короче, 30 получается в среднем, да? 30 тысяч получается охрана. Хорошо. Так, дальше. Транспортные расходы у нас есть, естественно. У нас есть машина, которая перевозит хлеб. Или там что-нибудь такое. Аренда у нас будет, тут везде написано аренда. У нас будет аренда, или мы свою собственную машину купим? Нет, когда заработаем, тогда и купим. А сейчас пока арендовать. А лизинг, например, куда войдет? Лизинг – это отдельная статья, ну, в смысле, лизинг – это отдельная статья расходов, потому что если будет лизинг, сами лизинговые платежи у нас будут в отдельной там статье, а ГСМ для этой машины все равно сюда включаем. Вот. Но здесь, кстати, нет, лучше сюда и поставить, ладно. Аренду автотранспортных средств ставим сюда, да? Сколько рублей в месяц стоит грузовик? У нас вообще реально арендуют грузовики? Стоит? У нас в Якутске арендуют грузовики? По-моему, нет. Нет же, да? Вот у меня, если бы я, например, смотрела, и вы здесь написали бы аренду, я спросила, где вы собираетесь арендовать? Ну, по-моему, нет такого вообще. Поэтому либо мы покупаем, либо берем в лизинг, либо нанимаешь водителя с грузовиком, да? Ну, хорошо, тогда в любом случае это все равно аренда будет, да, тогда? Сколько? Ты зарплату ему только платишь. Но часть времени же это так каждый день же не нужно использовать. Увез, привез, почасовая оплата. Не, вы знаете, вот если мы говорим, допустим, о хлебопекарне, нам нужно будет развозить весь день хлеб. Там, по-моему, минимум 2 раза в день надо по городу ездить, поэтому почасовой там будет дороговато. Надо все-таки в месяц оплату делать, да? В месяц сделаем оплату за аренду транспорта 100 тысяч рублей. Лучше купить, правильно. Лучше купить и платить проценты за ту собственность, правильно? Где деньги возьмете? Вот вы сказали, там, у нас ищем, конечно, да. Поэтому мы решаем, давайте лучше покупать. Хорошо, согласна. Решили, короче, покупаем транспорт, просто в стоимость, ну, в инвестиции вложим. На ГСМ-то нам нужно будет деньги тратить все равно? Да. ГСМ у нас в день будет тратиться примерно 1000 рублей, да? Да. 1000. Мне кажется, как минимум 1000. Если 2 раза будем ездить по городу. Ну, нет, 1000 рублей нормально, что? По городу. У нас же город маленький, что куда ездить? Ну, много скопоров еще. Ну, давайте 1000 рублей в день, все-таки 30 дней умножаем на 1000, 30 тысяч рублей на ГСМ. Да. Это нам не надо, впрочем, в принципе, нет. Все. И вот эта вот реклама. Кстати, по рекламе интересная вещь. Делать будем билборд. 2 билборда по городу будем делать? Аренда информационного пространства. 1 билборд стоит у нас на недельку. Месяц здесь нет 10 тысяч для изготовления, но это не это от района зависит. 20 да, нет. в центре. Если в центре 30, даже если. 10-15 тысяч одна сторона. Хорошо, 10 тысяч на изготовление. На изготовление выше 10 тысяч. Монтаж, изготовление, монтаж. Да, там где-то около того стоит. Большой билборд, по-моему, 7 тысяч был последний раз, когда мы платили. Ну, давайте маленько с гиком возьмем. 10 тысяч изготовления, 10 тысяч аренда, да? 20 тысяч в месяц. А, кстати, мы будем менять эту самую, как его, вывеску-то каждый месяц? Будем менять? Нет, не каждый месяц. Раз в полгода. Раз в полгода поменяем, да? Тогда мы будем, значит, что мы делаем? 10 тысяч аренду. Зачем вы повысите одну на 5 лет? Одна выставка. Не, кстати, вот же почему вот это... Не-не-не, мы сейчас про билборд говорим, а не про выставку. А если мы билборд повесим вот так вот на 1 год, один билборд, что мы в результате получим? Зимой туман, правильно. Зимой надо светящийся. Правильно. Значит, берем 10 тысяч аренда билборда. Сколько месяцев можем световых там? Зимой убираем. 6. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Октябрь тоже, да, 8 месяцев. 80 тысяч берем. И плюс еще, что у нас там? Плюс один раз монтаж. Один раз и все там. Да, 80 тысяч хватит? Плюс 20 тысяч. Плюс монтаж, демонтаж. 10 тысяч монтаж, демонтаж 10 тысяч и изготовление 10 тысяч.
Да? Нет, по-моему. Нет, 20 тысяч это изготовление. А, вместе, да? Ага. Ну все, тогда 100 тысяч берем. 100 тысяч берем, делим на 12. Все, значит, рекламу еще берем и информация в СМИ. Здесь вот я предлагаю информацию в СМИ взять, знаете, какую? В интернете. Что он деле откроем? Откройте, кстати, пожалуйста, на 4. Девушка, откройте, пожалуйста, ближе. Значит, в интернете сколько? 5000 рублей стоит ИКТРУ, знаем, да? 5000. Смотря где. Ну, вот мне последний раз мы заказывали, 5000 было. Ну, по-моему, маленький какой-то. А если на самом верху, вот этот главный сквозной, он 23 тысячи недель? Но мы будем сами заказывать за 23 тысячи рекламу хлеба? Нет? Нет, наверное же, да? Не, ну если специфическая какая-нибудь там багет, там, типа, или полезно для здоровья, там, с изюмом, действительно, с голубикой. За неделю 23 тысячи будем тратить на рекламу, да? В интернете, да? Ну, вообще, если новый план, надо... Давайте запрограммируем себя, что в течение года мы проведем как минимум 4 рекламные кампании. Да? 4, один раз в квартал на 3 месяца достаточно. 4 большие рекламные кампании, в том числе у нас будет на ИКТРУ вот этот большой баннер, который будет стоить там 23 тысячи на 4 раза. Еще что мы будем делать? И сделаем небольшой баннер со ссылкой, допустим, на том же сайте, да? За 5000 делаем? Или нам не обязательно его делать? Хватит нам. Мы, получается, будем... Это же за одну неделю, да, 23 тысячи? Да. Ага. Мы, получается, 4 раза в год, 4 недели будем висеть на ИКТ. Нам этого достаточно. Достаточно? Или один раз в месяц делать? 4 недели в год или 4 недели в год, это 4 раза. 4 недели нам достаточно будет в год? Достаточно. 12, 8, 92 тысячи. Вот. И еще мы делаем что? Визитки, флайеры, логотипы делаем, вывески, штендеры туда-сюда. В среднем давайте на это потратим. Нам, конечно, визитки всегда нужно будет делать, флайеры, главное, флайеры и так далее мы, наверное, будем делать периодичностью все-таки один раз в месяц. Да? У нас здесь очень дорого может, ну, достаточно дорого может быть логотипы и вывески. Ну, относительно, в смысле, по стоимости. Я думаю, давайте на это заложим, все-таки мы должны на это рассчитывать, что мы должны на это закладывать, ну, примерно там 10-15 тысяч в месяц. Давайте 15 сделаем, чтобы больше, 100%. Ну, реально, потому что стоит столько. Вот вы головой машете, на самом деле, изготовление рекламной продукции, это дорого. Нет, все туда включать. Логотипы, там, если нам нужно разработку делать. Не-не-не. Один раз заказываем, просто мы в среднем в месяц закладываем 15 тысяч, а в год у нас получается сколько там, 180, 100. Не, если 15 тысяч в месяц, в год получается 180. Тысячи с небольшим. 180 тысяч. 180 в год. Ну, понятно, нормальная цифра, почти 200 тысяч. И, собственно говоря, мы это все запланировали, все написали, и здесь мы пришли просто к количеству уже того, что мы производим, да, и сколько продаем. Секундочку, можно вот до этого, да? Вот, например, у нас все-таки дорогостоящее оборудование 5 миллионов, по-моему, сказали, да? Если она сломается, значит, мы должны где-то этот риск заложить на крупный ремонт. На крупный ремонт? Да, вот, то есть какое-то понятие страховки и так далее. Мы можем другие расходы включить, да, вот эту стоимость. Если у нас оборудование требует крупного ремонта один раз в год оно нас требует, да, то мы можем включить в расходы и написать их от прочих. А так мы текущий ремонт... Это где, в каком разделе? Сергей Ефимович закладывали, там, где текущий ремонт был, там же есть строка прочие, там можно включить. Угу. Производственная программа, здесь, нашли? Да. Вон прочие. Нет, а сама страховка, например, вот, то есть что-то произойдет, например, здание застраховано, оборудование застраховано там, и прочее. Страховка. Саму страховку, что ли? Да. Оплату имеете в виду, страховки? Да. Значит, мы ее включим наверняка в прочие хозяйственные расходы. Вот здесь вот. Все-таки это не совсем, это не канализация, поэтому, ну, имеется в виду не коммунальные расходы, а прочие хозяйственные, направленные на поддержание функционирования, это те расходы, которые ежемесячно мы на себе несем, мы вот сюда, вот в эту строку, просто расписать это нужно будет обязательно.
Значит, в производственном плане, естественно, описываем количество, какое мы произведем в месяц, цена исходная и объем продаж. То есть и выражение как бы в единицах, стоимость и в рублях, сколько это будет стоить. Здесь примерно, здесь вот почему так указано. Это делать не обязательно, типа там максимальное, минимальное, среднее. Потому что, для чего это сделано? Потому что там все расчеты идут на среднем показателе в месяц, да? Но если вы четко знаете, что вы будете производить или продавать, там, например, запланируете для себя там, 10 тысяч, то вы эту цифру оставляете. Просто объем производства. Как вообще берется, ну, тоже видел несколько бизнес-планов, у них тоже, максимальное или среднее все-таки берется? Среднее. Среднее. Если вы делаете по максимальной, то, скорее всего, как инвестор, я попрошу вас пересчитать по среднему. Потому что максимальная, она на основании чего вы думаете максимально считается? Ну, Да. Но, тем не менее, максимальная производительность, она от чего зависит? Ну, от наших возможностей. Ну, в данном случае, вот, в сфере услуг, по сегментации рынка, допустим, по посещаемости, вот, примерно выводишь, ну, как, сколько посетителей будет в день, и там максимально, или среднего надо выводить. Если вы выводите от сегментации рынка, то, скорее всего, у вас это будет единственный вариант. Вы среднюю-то как считаете? Вы можете просто минимальный, допустим, либо ко мне никто не пришел, либо пришли все, на которых я рассчитываю. Там тоже так было, просто у вас среднее не получится высчитать. Вот здесь вот в производстве это почему можно сделать, потому что мы здесь пример максимальное количество произведенной продукции, мы говорим, что сколько произвели, во-первых, столько и продали, да, но самое важное здесь это от максимальной производительности зависит. Оборудование. Вот у меня оборудование может произвести там 10 тысяч условных единиц там, кирпичей в месяц, мое оборудование, да, я тут максимум могу поставить 10 тысяч, по идее. Вот, но я не могу здесь выпустить и продать больше, чем позволяет мое оборудование. Производственная мощность оборудования, она закладывается тоже в том же техпаспорте, есть в их характеристиках и так далее. И зависит тоже от смен. Либо я работаю в 2 смены, либо в 1 смену, да, то есть вот такие вещи. Но минимальное количество здесь я устанавливаю, например, если мне нужно будет сделать 1 смену, да, если я работаю в 1 смену, все как бы в 1 смену работают, и тогда я высчитываю минимальное количество, и тогда выхожу на среднюю. Здесь почему еще, кстати, в 1 смену я могу работать? В какие периоды? Зимой. Зимой, да, когда у меня сезонно нет. Или, например, может быть такое, что в зимний период я вообще не работаю. Я тогда вывожу общую производительность на год, делю его на месяца и тоже выхожу на среднее количество. Понимаете? Вот. Следующий раздел «Организационный план». Здесь много рассказывать не будем. Здесь вы рассказываете про свой бизнес, просто описываете, где он находится, там, туда. Но самое важное здесь это состав кадровый. То есть руководящий кадровый состав, работающих в настоящее время и планируемый. Здесь вы можете, кстати, привести и организационную структуру, ну, как мы обычно рисуем, да, там у вас, может, есть даже пример, не знаю, там вот наверху директор, например, потом там финансовый директор, бухгалтер, там еще кто-то, под ним, под каждым руководителем свои отделы. Ну, вот это называется организационная структура. И, соответственно, вы указываете заработную плату. Сколько вы будете... Кстати, сколько вы думаете вот закладывать заработную плату среднюю на работника? Стандарт. Да. Здесь будет штат. Да. Сколько будет? 15. Ну, минимальная заработная плата сейчас сколько? Если я как инвестор, вы мне принесете бизнес-план, напишите, что вы будете платить менеджеру 15 тысяч рублей, я, наверное, буду сомневаться. Маловато. Ну, кстати, у меня по одному бизнес-плану там кто-то заложил такую цифру, мы куда отправляли ее? Фонд какой-то. Да, фонд отправляли московский, они сразу спросили, что это у вас зарплата какая-то, 15 тысяч рублей. Мы написали, что вы же до Москвы 15 тысяч, это же вообще все равно, что вы, знаете, ничего не дали, да? Мы написали тогда то, что это, в общем-то, во-первых, посменная работа, что они не полный рабочий день работают, то есть это как бы не за полный рабочий день, и что они приходят и как бы, там, на несколько часов в день, когда только заказы есть, поэтому у них такая зарплата. Вроде удовлетворило. Но все-таки нужно всегда ориентироваться на минимальный или средний уровень заработной платы. Да? По региону какой средний уровень заработной платы? Не МРОД. Средний уровень заработной платы? 40, сколько это там было, да? Там был 47 до 20. Ну, это с учетом... Да, но мы знаем, что это с учетом зарплаты нашей любимой Акалы Роса,
там, транснефти там, и так далее, да, все это вместе накопали, ну и чиновники тоже немало получают, сколько я знаю. Поэтому так получается. В принципе, в открытом доступе есть, вот, например, вот срез по слоям общества, по возрасту, например, есть статистических сборников, есть статистические данные о среднем уровне заработной платы по отраслям и по возрастным категориям. Нет, по возрастным категориям там нет. Есть только уровень доходов есть. Вот, уровень доходов, в принципе, примерно то же самое, что средняя заработная плата. Да? Справочки статистические в Госкомстате, вы прямо можете туда пойти и сделать заказ на определенный вид услуги. Они за деньги дают. Ага. Они делают там справки, делают сборники. Ну, фактически маркетинговые исследования в каком смысле. Да, конечно. Нет, но это не маркетинг, это статистика, она просто занимается сбором и, как сказать, аналитикой данных, да, а выводы вы уже сами для себя делаете. Да? Госкомстат у нас находится, на Женькидзе, рядом с МФЦ. За золото проектом. Да? Как он? Да, за Якут золотом получается. Так, налоговое окружение. Дальше мы переходим к финансовому плану. Перерыв нужно? Да? Жарко стало. Давайте 10 минут. Сколько? 10 минут? Давайте 10 минут, хорошо. 3:56, 4:06. Объем уменьшится. Никто не видит. А вы же видите? Нет, не надо. Я не вам. Ну, да. Нет, с другой стороны, мы должны официальный разговор, чтобы у вас разговор принимался организация. У них же обязательно это что-то. Да, не, я имею в виду, с точки зрения, они же сейчас да, потому что у них есть требования по утилизации. И вот это что-то это по утилизации, понимаете, наш такой, что они утилизируют.
Нет, смотри, для транспорта, во-первых, у меня вопрос еще раз. Все, что касается требований федерального законодательства по утилизации отходов, есть проверяющие, контролирующие органы, которые проверяют организации и соблюдают они. В данном случае контролирующая организация будет, скорее всего, или станут, которые раньше стали, да? Соответственно, у них есть какие-то требования, они придут вас взять, то скажут, у вас ходит, такая организация, порой там много, да? Вот вы куда ее деваете? Ну, вот мы, например, делаем туда, даем, они должны показать договор. И вот эта организация должна принять договор как исполнение в этом вопросе. Потому что если они дают вот этой новой экологической компании, то наверняка есть какие-то регламентирующие, разрешающие какие-то специальные документы, что они имеют право утилизировать. То есть у вас тоже должно быть такое право. А какое это право, надо спросить, чем Наташу. А второй по поводу сохранения коммерческой тайны, окей, вы должны подписывать, естественно, соглашение с организацией. Во-вторых, возможно, да, но это сам Испан должен смотреть, насколько им приемлемо, то есть достаточно ли то, что вы подпишете соглашение. Потому что у них там свои внутренние есть правила по этому поводу, да, и они обязаны документацию проводить, во-первых, главное не всю, а ту, которая со сроками хранения пришло. Больше 5 лет, там архивные документации и так далее, да. Вот это они не просто должны утилизировать, они должны всегда там через этот шредер провести сойти. А они, наверное, не хотят делать это сами. Нет, ну, вам это устраивает, правильно? Но вы можете что предложить? Вы можете сказать, что можете купить шредер, и поставить вот туда. Если сказать, мы, да, если у вас так много объема, мы готовы вам приобрести, мы его поставим, нашего, вы, пожалуйста, их купите. Если вам трудно самим, складывайте рядышком, мы сами придем, все отшифрируем, уточним, ну и все. Просто проследите вопрос, что, возможно, им не мешать, если вам напрямую без фиксировать, да, может быть, надо будет просто фиксировать ваш договор, там, периодически акт или еще кто-то, который все время идет, да, что вы производили утилизацию на месте. Там акт какой-то подписать, да, что через шредер какой-то там, столько такой-то бумаги, и там подписал, там, вы там подписал, не подписал. Это чисто бумажная штука. Потому что мы сейчас только говорили, здесь оборудование, да, она инициально. Ну, все равно все равно я не против. Да, конечно, хорошо, но много надо чувствовать, что надо подработать сейчас. Все, пожалуйста, загрузим, знаете, что это. Сейчас нет. А если она лучше по качеству, что ли? Да. То есть, ну, как бы мы вот в этом плане хотим. Ну если лучше, тогда это вопрос. Просто у нас есть на рынке местные, которые такие же делают. По-моему. А средняя, которую сама да. Ну да, там 4 штуки, 120. 40 дней. А вот тут это сейчас. А пакеты-то были? Надо обязательно это все посмотреть. Ну, детали как бы. Ну, сама-то интересно. Вот тут может быть все-таки проблема. У меня есть средства, что они пишут на производство, которые на Мужчина говорит, то есть его нужно сразу грязно использовать, то есть уже напечатать. У нас и А4, не важно. То есть вот это чем хороша, это что у нас все осталось. Российская только
выгружаться. Сядем, все. А какая это часть? Она не сильно такая полезная, как нельзя. А всякие остальные красные. Тот же вспоминает. Клей. Вот. Ну, это как одно из сторон. Это то, что у нас Ты разговаривали? Не, ну у них как раз коричневый. А, ну хочешь коричневый? А, запаха что ли? А получится? Попробовали? Просто добавляется. Не, может, же не помню. Да. Вообще по технологии, я считаю, все Нет, хочешь порукнуть? Ну да. Ну я еще куда стоит, да? Пойдет вокруг нас попробуй. А как она на цвет меняется? В принципе, если это будет такого естественно правильного цвета, то лучше будет. Но я здесь что хочу сказать, что, ну, в общем, в целом, дело интересное, явно видно, есть потребность, есть рынок, готовый к тому, чтобы воспринимать все цена нормально, если получится так сказать. Вопрос такого вот расчета, когда вы то есть надо просто одно дело, там, чтобы хорошо зарабатывать 5 тысяч, или там, и хорошо зарабатывать. То есть посчитать, сколько будет реально зарабатывать, и рассчитывать, что долго все равно не сможет проживать. То есть я всегда говорю о том, что бизнес, когда вы начинаете любой, даже год, вы рассчитываете там максимум год-два на свои. То есть за 3 года вы должны заработать то, что вы хотите. А дальше уже пойдет хорошо, замечательно, не пойдет, нужно закрыть, продать. Вот поэтому, ну, 3 года нормально, это срок. Так нормально все, да? Мы если с нашими резидентами, причем тоже хорошо. да. Ну, вам остается одно закрытие резидентов. Ну, резиденты. Ну, хорошо. Ну, в сторону лучше на пакет. Да, конечно. Так, хорошо. Просто если там у вас с внедрением как разработок инновационных получается все-таки. Ну, вот если это внедрить, это лучше инновации уже. Ну, да, это внедрение получается в любом случае. Продолжаем. Финансовый план. Что мы, значит, должны отразить в финансовом плане? Вот здесь мы как раз с вами будем заниматься расчетами. Чтобы сделать расчеты, мы должны понимать, где мы сами сейчас находимся, что происходит вокруг нас и какие есть условия для ведения, для расчетов, вернее, не для ведения, а вообще для расчетов. Итак, налоговое окружение. Какие у нас есть виды налогового виды налогообложения? Первый, самый обыкновенный, общий режим налогообложения. Да? Процентная ставка прибыли, ну как тут написано, взимается 20% от прибыли. Что еще платит? Налог на доходы физических лиц. Это то, что платит организация, имеется в виду. Да? Тут написано для индивидуальных предпринимателей, потому что здесь имеется в виду, если вы ООО, то вы платите от прибыли 20%. Если вы индивидуальный предприниматель, на общем режиме налогообложения вы платите 13%, как индивидуальный предприниматель. Да? Так, теперь платим еще налог на имущество. Сколько у нас сейчас налог на имущество? 2%. Ровно 2, по-моему. 2,2 было, но сейчас 2%. 2%. Земель от стоимости имущества, основных средств. Туда входит в основном недвижимость, земельные участки и здания. Земельный налог
Не знаю, честно говоря, сколько сейчас, не знаю, сколько транспортный, но земельный, транспортный налог, это все, вот эти все налоги, они оплачиваются, если вы находитесь в общем режиме налогообложения. Когда вы обязаны переходить на общий режим налогообложения? Когда у вас объем оборота становится больше 60 миллионов рублей в год. И количество работников, если не ошибаюсь, больше 150. 100, да, ровно 100. Количество работников больше 100, выручка в год больше 60 миллионов. Обязаны перейти на общий режим, начинать платить налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, транспортный и так далее. Если у вас выручка, у кого есть выручка больше 60 миллионов? Нет? Тогда сюда. Если у вас выручка меньше 60 миллионов, тогда мы выбираем ЕНВД, патент, ну, сельхозналог это к сельскохозяйственному производству относится, и упрощенная система налогообложения, да? ЕНВД у нас облагается, на ЕНВД это единый налог на вмененный доход. То есть он не зависит от того, сколько вы доходов получили, а зависит от того, например, сколько площадей квадратных вы занимаете, либо сколько транспорта у вас находится в обслуживании. То есть там не доход за базу берется, да, а какой-то другой показатель. Облагается ЕНВД определенные виды деятельности, только торговля там розничная, какие-то виды услуг определенные и так далее. Это налоговый кодекс читаем. Патентная система новая, да, один раз в год оплачиваем, по-моему, в начале года, если я не ошибаюсь. Оплатим, на год вперед платим и больше ничего не платим, да. Про сельхозналог понятно, это, ну, сельхоз и УСН, в принципе, одно и то же, просто в сельхозе именно сельскохозяйственная деятельность. Вот эти три – это упрощенная система налогообложения. Здесь мы выбираем базу налоговую, либо с доходов платим 6%, либо доходы минус расходы, то есть прибыль 10%. Было 15%, да? Стало 10% сейчас. Вот когда нам выгодно выбирать, мы сейчас это вот разберем, когда какой нам, что вы делаете, когда выбираете, короче, какую цену применять? А? Смотря от того, чем вы собираетесь заниматься. Даже, вернее, не то, что чем вы собираетесь заниматься, а какие виды, какой объем расходов вы собираетесь производить. Да? Очень просто. Допустим, у нас доходы составляют в месяц 15 миллионов рублей. Расходы составляют 12 миллионов рублей. Прибыль тогда у нас какая? 3 миллиона рублей. Если я выбираю упрощенную систему налогообложения с налоговой базой для расчета только доходы, моя процентная ставка 6%. Да? Я беру 6%, умножаю на сколько? На 15 миллионов. Сколько у меня получается? 450. Ой, кто там с калькулятором? Посчитайте. 900? 900 тысяч рублей. Если я на УСН нахожусь, выбираю 10% от какой суммы? От прибыли? 10% от 3 миллионов, это 300 тысяч рублей. Какой нам налог режим выгоднее получается? Вот это. Логика какая? Чем большая доля расходов в доходах, нам тогда, если у нас в расходы в доходах большая доля, видите, большая доля, 12-15, да, то нам выгодно выбирать вот эту УСН с доходов. Если же у меня ситуация, что расходов, когда у меня может быть, что я доходы получил много, а расходы у меня, например, 5 миллионов рублей, ну, мало, 30%. То есть это любые виды услуг, то есть когда мы в расходы не несем, затраты на материальные сильные у нас нет. Интеллектуальные услуги, там, то, что связано с информационными технологиями, либо само производство у нас низкозатратно, мы используем местное сырье, оно очень низкая по стоимости. Да? Там ту же воду, например, на основе воды, воду таскаем, например, да, ну что там. Поэтому здесь у нас прибыль получается 10 миллионов, и, соответственно, здесь будет 900 тысяч, а здесь будет 10% с 10, это уже 1 миллион получается, да? То есть это уже становится невыгодным, выгодным становится вот эта система. Угу.
есть логика простая. Если у вас высокозатратный бизнес, то выбирайте доходы минус расходы. Если у вас нет, то тогда выбирайте просто доход. И еще один момент, в налоговой инспекции, соответственно, вы должны обязательно, если вы доходы минус расходы показываете, вы должны декларировать свои расходы. То есть все первичную документацию, все это вести, собирать, доказывать, что вы эти расходы произвели. А когда вы делаете просто доходы, то вы просто доходы, ну, грубо, если вы просто предприниматель, вы берете выписку со счета, все поступления на счет, которые есть, с них просто берут 6% снимают, все. Ну, если у вас нет налички кассы, да? А если есть наличка, то еще кассовые обороты прибавляют. А если не контролируемо? Чем не контролируемо? Вот, например, доставка воды, они же по 100 рублей берут. Ну, там схема другая, там на доставке воды, грубо говоря, доставщики, вообще обычно те, которые ввозят, это вообще другие предприятия. Ну, то есть ИПшки, скажем так. Вот, А может физлица, может быть, даже. Физлица, а? Нет, они даже могут быть просто физлицами. Вот у меня есть машина, и есть там 3 брата, которые таскают. Я иду в чистую воду, да, и говорю, я буду таскать вашу продукцию. Они говорят, хорошо, окей, они мне заказы дают, а я им оплачиваю за бутылку, да. Ну, я не за каждую, там оптом беру, там машину загружаю, сколько там помещается. За это заплатила, потом поехал на развоз. А у меня, получается, я как частное лицо заплачу за покупку, ну, вот мне там ИП этот, как Макаров выпишет, да, например, ну, или как чистая вода, ООО. Не, ИП Макаров, он, по-моему, да. Они мне, естественно, как просто его покупатели простому выписывают чек, там, например, за 50 бутылок, да? Я плачу ему за 50 бутылок, например, по 50 рублей. Это рыбаш, а есть маленькие, которые один производит, а младший брат разводит, вот так, семейный бизнес. Ну, и? У них неконтролируемый, получается, минусовой так. Берут заказ. Налоги не оплачивают. Значит, налоги не оплачивает просто, скорее всего, да? А кто его, с другой стороны, есть кто-нибудь, кто налоговый тут, нет? Или бывшие работники, нет? Тогда как тебя налоговая проверит-то? Сколько ты развез? А если, например, расчетного счета нет, тебе наличка оплачивают? Никак. Договор ну, как есть. Ну, а если ИП есть, но я не плачу налог, так может быть? Может быть. Нулевую. Просто нужно сдавать декларацию нулевую. Налоговый знает, что ты доходы тебе выдать, показывают. Ну, они узнать как могут. Попробуй, узнают, докажи, что это мои доходы. Ну, вот расчетного счета нету, и как бы они наличка оплачивают. Договор есть. Договор на что? Ну, Они могут день 100 заказов сделать и сказать, мы только 10 сегодня. Может быть. Ну, так и делают. Не, а что вы хотите от меня услышать? Так и делают. Не, вот я хочу узнать, как налоговые с этим. Ну, надо в налоговую пойти спросить, хочешь, иди спроси у них. Нет, если честно, то на самом деле это налоговая, вот, если быть проще, не надо бояться всего на свете. Вы начните бизнес делать, да, а потом у вас все сложится. На самом деле, точно могу сказать, что если вы проводите расчеты через расчетный счет, с использованием контрольно-кассовой машины, где это обязательно нужно, торговли там и так далее, да, то, безусловно, эти доходы подпадают под налогообложение. Если вы получаете доходы вот какими-то другими путями, и нигде их не задекларируете, и никто вас, собственно говоря, поймать на этом не может, то вы просто не заплатите за это налоги, и все. Что тут может быть еще другого? Много профессий. Вот эти столяры. Ну, так и делать. Естественно. Причем, между прочим, ой, спасибо большое, что забота, спасибо. Я что-то забыла совсем про воду. Естественно, получается, что у меня, кстати, вот для примера скажу, есть, вернее, бизнес, который связан с приемом платежей по банковским картам. И он рассчитан на таких вот предпринимателей, которые занимаются развозкой воды, там, ну и так далее, которые на ногах все время, да. И вот когда к ним приходили, вот занимались прямыми продажами, и предлагали им такую возможность принимать платежи по картам в любой точке, вообще везде, где есть мобильный интернет, они в основном своем отказывались. Конечно, а зачем им платить? Они все, вот как вот вы говорите, они же никому не декларируют свои доходы и не платят налоги. А если они будут принимать платежи по картам, все их доходы, там, ну или какая-то их часть окажется конечно, на расчетном счете, и им придется с этого платить, соответственно, какие-то доходы, налоги. Но здесь есть один момент, что те, которые продают эту услугу, они говорят, что мы не
не уменьшаем вам клиентов, а увеличиваем. То есть вы, в принципе, предлагая свою услугу и говоря, что вы можете также оплатить картой, вы потенциально увеличиваете круг своих клиентов. То есть те люди, у которых, например, я позвонил, говорю, допустим, доставьте мне там воды, там, например, 3 штуки, да, а потом они говорят, да, говорит, хорошо, говорит, сколько стоит? Нам 300 рублей. Я пошел, посмотрел, пошарился, нет у меня 300 рублей. Ну, нету, у меня там 5000-ные купюры, на которые мне, скорее всего, сдачу не дадут, да, и карточка, все, дома нету ничего, я же не побегу в банкомат за 300 рублей, правильно? Я спрашиваю, вы можете оплатить, принять карты? Он говорит, нет, у нас нету приема пользователя. Все, тогда спасибо, до свидания. Если у меня есть возможность принять карты, я говорю, да, у нас есть возможность принять карты, вот и хорошо, приезжайте, все, оплачу. Да? То есть это, получается, мы не платим налоги с доходов, которые бы могли бы быть заплачены наличкой, а дополнительно обеспечиваем себе доход и просто с него платим государству налоги. Если это производство, очень важно. У чистой воды, я говорю, у них совсем по-другому. Они напрямую сами не развозят. Они через ну, это, как скажем, оптовые закупки, да, то есть вот эти вот с машинами ребята, они закупают, грубо говоря, вот. Ну, насколько я знаю, может быть, там кто-то... У меня же не друг Макаров, чтобы мне все рассказывать, да? Очень много появились, которые вот. Еще неизвестно, откуда эта вода, да? Да, вот у них, например, предел 200 бутылок в день. Им не важно, сколько, где, вот позвонит кто-то, у меня карточка, все, до свидания, вместо нее другой закажет, но все равно свой план не делает. Делают. Да. Ну, это как раз почему происходит, потому что у нас очень много спроса, да, на эту воду. И просто если она дешевая, 100 рублей, то... Там даже не в дешевине, а вот в быстроте доставки. Не знаю, я, например, я когда воду заказываю, я к одному звоню, я же не ко всем подряд звоню. Ну, если это в течение часа не прием. По-моему, все сейчас в течение часа приходят. Следующее, значит, кроме налогов мы еще государству должны платить что? Страховые взносы для наших работников. Здесь тоже будет сейчас активное обсуждение людей, которые хотят сэкономить, предполагаю. Значит, естественно, мы любое производство, любой бизнес не можем без работников. Да? Мы им должны платить что? Заработную плату. Правильно? Если мы платим заработную плату, по Трудовому кодексу мы должны заключать с ними трудовой договор. Правильно? Если мы заключаем трудовой договор обязательно в соответствии с законодательством несет за собой что? Мы платим зарплату и также гарантируем оплату социальных выплат. Вот социальные выплаты – это пенсионный фонд, федеральные фонды страхования, медицинского страхования, социального страхования, ну это от несчастных случаев. Кстати, кто знает, зачем вот эти фонды собирают деньги? Чтобы Вы в больнице все ходите в поликлинику? Вы платите деньги своему участковому врачу? Нет? Нет. Вот деньги платят фонды. Это то, что касается страхования медицинского. То есть источники, я имею в виду, все равно идет оттуда. Соответственно, ваши мамы, папы и так далее, дедушки, бабушки получают пенсию. Пенсию получают они из пенсионного фонда. То есть мы с вами сегодня, будучи работниками какого-то предприятия, обеспечиваем выплату пенсии нашим же с вами родителям. Да? Если мы перестанем с вами все дружно платить в пенсионный фонд, то тогда наши сегодняшние родители останутся без пенсии. Ну, они могут себе поставлять. Сегодня, что ли? Нет, Могут. Почему так говорите? Мы же на будущее же. Ну, я вот специально так говорю, да, чтобы вы... Между прочим, конечно, пенсионный фонд, он все-таки накапливает средства, да, у него есть обязательства, и, конечно, у него сегодня, ну, я не буду врать, там у него многомиллиардные, естественно, суммы сейчас, которые они распределяют на пенсии. Естественно, что теоретически, на самом деле, мы думаем так, что мы сегодня выплачиваем пенсионный фонд в счет нашей будущей пенсии. То есть это мы оплачиваем нашу будущую пенсию. Но на самом деле, хочу вас немного огорчить, все-таки это не так. Все-таки мы сегодня платим за пенсию, ну, может быть, не совсем там сегодняшнюю пенсию выплачивать за наши средства, да, но все-таки там в течение ближайших, ну, я думаю, там 2-3 максимум года, и вот за это время наши деньги уходят этим пенсионерам. То есть, грубо говоря, если с пенсионным фондом вдруг что-то случается, деньги напрочь в один момент пропадают, мы с вами остаемся без пенсии, и все, которые пенсионеры в течение 2 лет, может, еще будут получать, а потом уже никто не будет получать. Он не так замораживает.
Ну и так накопительная часть сейчас пенсионного фонда будет переводиться. Да, Если есть такой страх, да, то, что если какая-то часть года накопительную часть не переводить в некоммерческие фонды, то они стирают эту сумму, то есть присваивают, получается, государство эту сумму просто присвоит себе. Там есть, я в этот РЛ перевел, а она там кончилась. Ну, надо идти. Нет, надо в... Там страховая же есть, это страховые фонды. НПФ, в Государственном пенсионном фонде страхование пенсионных вкладов. Они там, у них специальные есть программы, которые... Ну, это то, что касается накопительной. Накопительная часть. Да. Да, да. Ну, сейчас вот коллега сказал, что он в НПФ, как раз не государственный пенсионный фонд, вложил средства, они там в том кабинете на столе лежит. Вон слева дверь. Вот сейчас. Ага. Но сейчас мы не будем с вами говорить о грустных, печальных будущих перспективах нашей с вами жизни. Для этого-то мы с вами не будем заниматься бизнесом сейчас, и не надеяться на государство. Мы лучше станем богатыми и будем откладывать оттуда на нашу хорошую будущую, процветающую жизнь стареньких пенсионеров. Что-то у меня ушло. Вот. Так вот, я к чему для тех, которые, ну, я так понимаю, что многие тут знают, но все-таки вопрос очень простой, будем его просто, чтобы понять. Вот 30 тысяч рублей стоит один работник, а 30 тысяч рублей, вот это все вместе стоит сколько-то, 30 целых, ну, давайте без этого, без несчастных случаев, просто ровно 30%, да, закладывают. Взносы на страховые всяческие там вклады, вот это называют, все вместе 30%. Вот фонд оплаты труда. С чего у нас складывается фонд оплаты труда? Вот из заработной платы, которую мы выдаем на руки, да? Нет. Еще с чего нет? 12% НДФЛ. Нет, фонд оплаты труда. Это 13%, и вот эти страховые взносы 30%. Да, все правильно. Но я имею в виду, что заработная плата, которая отчисляется работнику, и плюс еще сюда 13% НДФЛ. Правильно? А НДФЛ – это же налог на доходы физических лиц. Он у нас, как считается, 13% от 30%? Да. Нет. Смотря как фонд оплаты труда. Сверх. То есть вот это все вместе, вот это 13, а это 87. Все вместе 100%, да? То есть получается вот здесь вот мы должны вот эти 13% высчитать обратным счетом. Получается 34, 30 тысяч это у нас 87%. Я почему на это обращаю внимание? Потому что в расчетах, мы же сейчас про бизнес-план говорим, мы сейчас будем делать финансовые расчеты, и вы должны правильно считать, потому что если вы неправильно посчитаете, это вам потом, ну, если вы как бы достаточно много работников, это может повлиять в общем на цифру. 30 тысяч, 87%, соответственно, 13% у нас будет получаться путем 30 умножить на 13 39. И разделить на 87. И так вы будете считать. Да, неправильно считаю. Сколько получилось? 34 482. Ну, вот тут вот 4482, да? Да. Сумма НДФЛ. 4482 рубля. Тогда общий фонд у нас, соответственно, 34. Да. И вот от этой суммы 34 482 рубля мы еще оплатим к ней, вот отсюда, вот теперь от нее уже 30% взносов. Взносы. Соответственно, прибавляем 30%, сколько получается? 34 482 и прибавить 30%. Ну и умножить на 1,3. Кто-нибудь умножит? 44. Ну, 100 тысяч. Сколько? 10 тысяч. 826 рублей. Вот скажите, вот работнику заплатила 30 тысяч, а я как предприниматель, как организация расходов понесла-то вот столько. 44 826. То есть это практически в 1,5 раза больше. Поэтому вы, когда закладываете уровень заработной платы для своих работников, всегда имейте в виду, что у вас ваши расходы в 1,5 раза больше. Потому что вам нужно будет выплачивать
взносы социальные, вам нужно оплачивать НДФЛ на своих работников. А проезд до места отдыха? А вот нет скоро от меня. А почему? Я тогда уеду отсюда нафиг. Нет, на самом деле проезд в расходы мы тоже включаем, Сергей Ефимович, правильно говорите. Но обычно мы берем один раз в 2 года туда-обратно, там, типа до Москвы на одного человека, да, но это уже, как сказать, тонкости, это потом можно уже учитывать. В общем, это вот про заработную плату понятно. Что мы можем сделать, чтобы избежать этого, как предприниматели, как бизнесмены, которые всегда хотим поменьше заплатить, особенно государству? Поменьше показывать. Во-первых, мы можем декларировать, что заработная плата у меня не 30 тысяч, а сколько? 10 тысяч рублей. Да? Потому что у нас минимальный размер оплаты труда, там у нас, по-моему, сколько там? 5? 15. Сколько? 15. Нет, 10, сколько это было? Нет, не 5. 13 тысяч, да? 12 тысяч, 12 тысяч. Значит, не можем мы меньше 12. Надо, значит, делать 12. Вот минимальный размер делаем. Минимальный размер, там, 12 тысяч, там, сколько вы сказали? Ну, МРОТ, короче говоря, да? Минимальный размер оплаты труда. Всем говорим, что платим по минимальному размеру и выплачиваем им, вот, исходя из этой суммы, из 12 там, тысяч рублей, да? Но это чем чревато? Ну, во-первых, то, что ваши работники, естественно, будет мало будет отчисления пенсионных, социальных и так далее, да, и, собственно говоря, пенсия у них будущее будет меньше. То есть это никак их особо-то не мотивирует. Кредит не смогут взять. Вот, правильно. Второй момент, то, что официально кредит они не смогут взять, потому что мы, в НДФЛ будет декларироваться вот эта сумма, да? Теперь, ну, мы с этой, ну, как бы мы тут вот для себя сэкономили, как бизнесмены, как руководители, да? Второй вариант еще какой есть? А если они ИП все будут? Есть варианты заключения договора не трудового, а гражданско-правового характера. Разница небольшая, согласна. Вот сейчас мы с вами коллегам объясним, почему она вообще есть и какая она, да? Гражданско-правового характера договор – это договор об оказании услуг, да? Договор об оказании услуг, если мы заключаем с физическим лицом, у нас все равно остаются НДФЛ, должны мы за него платить? Да. Все равно должны, да, и должны социальные, эти, все равно все 30%, да, по-моему, платить? Нет, там пенсионка. Пенсионные только платить. То есть здесь можно не платить. Вот это можно не платить? Да. Ага. Когда пенсионка, 12. 27,1%. 27. 27. Значит, НДФЛ остается у нас 13%, и взносы остается 20, сколько вы сказали, 7,1, да? 27. Чуть-чуть разница, тут буквально на 2%, да? Если нет зарплаты, Ага. Так, теперь, значит, второй еще момент. Мы можем договор об оказании услуг заключить с ИП. Когда мы не выплачиваем НДФЛ, мы не выплачиваем социальные взносы, а более того, мы декларируем расходы. Да? То есть мы вот эти доходы, помните, если у нас налогооблагаемая база дохода минус расходы, прибыль, то тогда мы вот в расходы включаем стоимость услуг с индивидуальным предпринимателем. Ну, хотя заработную плату мы тоже, кстати, в расходы включаем. Но, тем не менее, есть такой вариант. Но в данном случае все-таки мы не уплачиваем эти социальные, но, естественно, это я не говорю потому, что делайте так. Я просто к тому говорю, что как это делают другие некоторые, вообще в основном, мы же сейчас про реальный бизнес говорим, правильно, а не про то, что там на бумаге написано. Вот, ИП поэтому... он потом как вот дальше? Это его дело, а мне это вообще не интересно. Хочет, пусть оплачивает, не хочет, пусть не оплачивает, знаете, но... Он сам за себя должен оплачивать, да, но это его, это уже не моя совесть, то есть это уже не мой бизнес, это его бизнес, да? Вот, я поэтому дальше говорю о том, что как раз спасибо, что вспоминаете, о чем мы говорили, да, у нас есть все-таки фактор успешного бизнеса – это умение удерживать и мотивировать своих сотрудников. Если мы таким образом их говорим, что вот хорошо, приходи ко мне работать, но зарегистрируйся как ИП, потому что я хочу там на тебе сэкономить, да, и давай заключать договор, будешь... Нет у него социальных никаких гарантий, скорее всего, хороший работник на такое условие просто не придет. Да, поэтому таким образом мы, просто говоря, хороших работников не получим, а, скорее всего, и не удержим.
Но, тем не менее, на практике многие это делают, особенно в производстве или в услугах, когда там, допустим, такие как там столер нужен, там то все, да, вот такие вот вещи. Ну, тот же дизайнер, например, разовый, ну не совсем разовые, но такие периодические, скажем, да? Парикмахер же просто арендует даже иногда место парикмахера. Нет, как бы договор составляется типа арендует, ну, зеркало, ну, вместо... Ну да, я говорю, они арендуют. Да, все правильно. Парикмахерские имеется в виду не на работу к себе парикмахеров берут, а арендуют им места рабочие. Они там сами работают. Иногда 50 на 50. Нет, всегда. Всегда? Да, не арендуют. Невыгодно. Арендовать невыгодно? Почему? Объясните, интересно. Ну, допустим, зеркало, рабочее место, да? У меня там арендная плата 120 тысяч рублей в месяц, допустим. Вода, свет, газ, свет, вода, реклама. Вот. Если я сдам зеркало 30 тысяч рублей, ну, то есть одно место, а клиентов пришло, допустим, в день 100 человек. От дохода я потеряю больше. Как бы, если 50 на 50 буду работать, то я в день мог у него там 10 тысяч взять, а он заплатит там, ну как, сколько там, 10 тысяч рублей в месяц. Вы имеете в виду аренду и плюс еще проценты с продажи берете, да? Да. А процент с продажи вы как? А как определить, сколько он, 100 или 20? Администратор. А как вы заключаете вот с процента, который договор? Договор на аренду заключили, а на получение процентов? Нет, ну как бы между собой, типа мы работаем с тобой. Без договора, что ли? Да. Понятно. Понятно. Тоже интересно. Финансовый план, расчет себестоимости. Вот все, помните, Оксана, вы там заполняли все эти расходы, да? Вот здесь мы пришли к тому пониманию разделения постоянные и переменные издержки. Постоянные издержки – это те расходы, издержки и расходы – это одно и то же, которые не зависят от объема производства. Какие расходы, которые мы с вами раньше написали, могут не зависеть, вернее, не могут, а так не зависят от того, сколько мы продаем или производим? Коммунальные. Коммунальные, если они не связаны с производством напрямую, да? То есть если у меня, допустим, одно дело оборудование стоит, ничего не делает, или оборудование работает на 100% мощности, производит, а расходы у меня все равно какие-то те же самые остались. Какие? Аренда, зарплата, в основном административно-управленческого персонала. Я прошу прощения, коллега, а вы карточку оставили? Ага, спасибо большое. Административно-управленческий персонал. Может поменяться, да, если для производственных нужд у нас очень много используется, может, но если это речь идет о коммунальных расходах на содержание здания, как бы там административного там и так далее, это тоже включается в постоянные расходы. Сколько бы мы ни производили, все равно содержать административное здание надо, потребление будет то же самое, правильно? Еще какие расходы? Телефон, интернет. Да, все, понятно всем, да? Еще последнее осталось, вот тут написано, это проценты. Помните, мы же хотим кредиты привлечь, либо, инвестиции в виде кредитов, либо, да? Еще раз напоминаю, что банку все равно, работаете вы, не работаете, проценты вы обязаны платить. Понятно? Вот поэтому проценты по кредитам и займам – это постоянные издержки. Переменные издержки, они зависят от количества производимых продуктов. Естественно, это затраты на сырье и материалы. Да? Да. Мы можем, допустим, если производить одну штуку или производить 10 тысяч буханок хлеба, разница есть в покупке материалов для сырья? Конечно, есть. Вот. Еще есть зарплата рабочих, тоже относится к переменным издержкам, потому что у нас есть рабочие, которые заработают как основной производственный персонал на сдельной оплате труда. Сколько часов отработал, столько и заработал, да? За каждый час у тебя ставка идет какая-то конкретная. Зарплата таких работников тоже относится к переменным. Соответственно, сумма вот этих постоянных переменных называется балловыми издержками на производство определенного вида услуг. Чтобы посчитать себестоимость, мы все свои расчеты, которые в месяц были, сюда включаем, в эту таблицу. Здесь чего мы не знаем? Вот это аренду мы тогда не считали, да? То есть просто мы там оборудование, амортизацию написали. Давайте аренду напишем сюда, там, 200 квадратов, 1 квадратный метр, 500 рублей, это сколько?
100 тысяч. 1000 рублей. Производственное. 1000 рублей это офисное помещение. Ну, я же не про центр. 500 рублей, 200 квадратов, 100 тысяч. 100 тысяч. Нормально 100 тысяч? Да? Или что, мало думаете, да? Ну, давайте, ладно, давайте поближе к реальности сделаем 1000 рублей в месяц, да? 1000 умножить на 200, это 200 тысяч, это уже намного больше. 200 тысяч рублей. Заработная плата с отчислениями. Мы тогда штатное расписание с вами не остановились на нем. Давайте здесь остановимся все-таки. Здесь просто возьмем, кто нам нужен. Директор, ну, любой ООО, да? Кто еще? 4 зама. Все-таки производстве нужен свой бухгалтер, скорее всего, да? Нам, помните, нужен продажник. Сейчас мы, как это говорят? По минимальному, в смысле, заложим сюда, да? Бухгалтер, директор, продажник, еще Начальник производства, наверное. Технолог. И рабочий, повар, рабочий. Производственные рабочие, да, ну, скажем так, да. Вот, технолога нам одной штуки хватит, у нас мини-пекарня небольшая. Производственных рабочих в смене у нас сколько человек будет работать? По 2. 1, 2, 3, 4. 4 человека. Продажника 2 давайте сделаем, да? Это на начальник. Бухгалтер 0,5, почему? Зачем много-то? 0,5? Ну, бухгалтер 0,5 нужен. 0,5. Согласны, 0,5 ставка, да? Так, значит, директора любимого сколько мы будем платить? Это белая зарплата? Ну, белая, конечно. Да. Мы сейчас про белое все говорим. То, что мы закладываем в бизнес-план. 50. Давайте 50. 50. Бухгалтеру по полставки сколько будем платить? 20. Нет, много чего будет. Даже 20 много будет. Продажнику одному сколько будем платить? Сколько будет продаст? 30. Нет, давайте пока начнем, мы пока не будем мотивировать от продажи, да. Мы пока начнем, там видно будет, потом смотивируем. 30 тысяч на одного хватит, да? Да, 60. На руки. 60 тысяч. Технолог 30. Не, немного. Даже мало, скорее всего, да, я так думаю. Ну, пусть будет 30 на двоих, это 60. Технолог хороший 40 тысяч, наверное, да, я тоже думаю. Все-таки от него зависит, да, и рецепт там, и то все. Производственные рабочие по 4 человека, но пусть они у меня по 25 получают. Нормально? 100. Да, 100 тысяч. Теперь это все у нас 70, 130, 170, 270 и умножаем на 1,5. Это фонд социального страхования. Заработная плата с отчислениями, поэтому у нас будет 135. 405. 405 тысяч. Вот сюда написали 405. Так, сырье, материалы. А мы считали с вами там, сколько мука стоит? Нет, мы же просто перечисляли, да? Там, вы помните, мы писали в месяц, сколько будет там мука, там то все, да, вот в таблице производственного плана. Оттуда эту цифру берем, сюда ставим. Но давайте примерно посчитаем, у нас 10 тысяч буханок. По килограмму? Они 0,7 грамм, говорят, весят. Буханка одна. Килограмм? 0,7. Ну, кг. Килограмм. Вот, значит, на одну буханку хлеба, допустим, нам нужно... Килограмм всего. Не, там мне давали расчет, если у нас 40 рублей, если там, по-моему, получалась себестоимость, затраты вот именно на сырье, на материалы там и так далее, порядка 23 рублей, что ли, было. Давайте так сделаем, себестоимость 23 рубля. То есть вот это вот сырье, материалы, там вся эта штучка стоит 23 рубля на одну буханку хлеба. Тогда в месяц, если я 10 тысяч делаю, соответственно, у меня будет 230 тысяч, да? Сюда пишем 230 тысяч. Амортизацию оборудования. Сколько мы считали? 5-миллионная, помните? Да. Поставим сюда. 42 600 в месяц. Вот, эту сумму сюда поставим, 42 600. Коммуналку мы с вами посчитали же, да, сумму? Мы посчитали отдельно газ, вода и... Не, вместе сколько там получается? Коммунальный.
Так, 36 плюс 500 плюс 8 тысяч. 36 плюс 3 500, 39 500 плюс 8, 40, 47 500, да? Ну, плюс ты было 10 тысяч. Сколько? 57 500. 57 500, да? 57 500 сюда записали в коммуналку. Так, лизинга у нас нету, проценты по кредиту, если есть, написано. Мы оборудование за 5 миллионов покупаем, поэтому примерно пока давайте прикинем, как будто нам на оборудование только 5 миллионов надо. Мы еще транспорт покупаем. Нет, давайте транспорт тоже в кредит возьмем, да? Тогда у нас по кредиту проценты мы сейчас сможем с вами посчитать. Давайте примерно посчитаем все-таки, да. Примерно прикидываем, все-таки мы же реально бизнес-план. Оборудование у нас будет 5 миллионов, это мы примерно все. Транспорт у нас будет стоить, наверное, 500 тысяч, да, одну машину. Вот это двухтонник. 500. Ну, ставите, конечно. Нет, есть сейчас 2005. Двушный, да. Новый, это, конечно, миллион. Или мы кредит не можем. Не, а директор же машину... Я предлагаю в кредит взять оборудование и транспорт. Ну, пусть будет миллион. Грузовичок, Не обязательно. 500. Ну и директору еще машина нужна. Ну давайте 0,7 поставим, ладно. Не, ну если директору машины, там миллион как минимум надо на машину. Не, ну если серьезно, давайте, нам же нужно серьезно транспорт, этот грузовик стоит 500 тысяч, плюс все равно машина-то нужна какая-то, чтобы передвигаться по городу, нет? Да. Ну там, за 300 тысяч купим какую-нибудь машину, правильно? Возьмем 0,8 у нас будет, тогда 2 машины, 800 тысяч. Так, еще что мы будем брать? Помещение мы, по-моему, в аренду берем, да, с вами? Да. Ну пока все, пока так прикинули, примерно 5 800, ну примерно 6 миллионов, скажем. 6 миллионов берем кредит, думаем, что нам дадут по 20%. Это средняя ставка на сегодня. Да? Вот мы проценты посчитаем как 6 умножим на 0,2, 1 200 000, да, и разделим на 12. Это у нас получится по миллиону, господи, по 100 тысяч рублей в месяц. Вот. Вот Это же только проценты же. Да, конечно. Расходы мы сюда включаем только проценты. Сам кредит? Это потом. Это мы сейчас себестоимость высчитываем. А в себестоимость основной долг не включается в эту сумму. Только проценты. Затраты на рекламу посчитали же там, да? Сколько? 180 тысяч. 180 разделить на 12. 15. Реклама 15, и остались у нас хозяйственные и транспортные еще расходы. Смотрите сразу. Не, мы там читали, я просто прошу, чтобы посмотрели. Что там написано? Сейчас я прибавляю все. Там же их много, да? Хозяйственные, там и канцтовары. Да? А заработная плата на сколько получилась? 405. Так, и 66 500 хозяйство, это все включено. Хозяйственные 66 500 в месяц, да? Ага, это вот оплата курсов, охрана, оплата услуг, потом бытовая химия. Нормальный уровень 66 500. В принципе, реальный для производства. Транспортный? Транспортный 30 тысяч на ГСМ. 30 тысяч. Так, написали хозяйственное, транспортное. Налоги здесь, вот этих налогов у нас нет, пропускаем. Прочие у нас еще что есть? Все же, да, вроде? Итого, посчитайте мне, пожалуйста, сумму. Кто помнит, сколько мы в буханок хлеба закладывали на месяц? 10 тысяч. Сколько всего получилось у нас? Не, вы посчитайте эту сумму. А ты не написала? Молодец. Нет, вот эти, кто-нибудь записал? У кого записано? Вон девушка в конце, по-моему, считает, да? Сейчас нам посчитает. У меня просто общую сумму получается.
940 тысяч. Так. Одна буханка стоит сколько? 940 тысяч. Не стоит, господи, грубо говоря. Это себестоимость. Делим на 10 тысяч буханок. 94 рубля. Да. Золотой хлеб у нас. Да? Не, ну вообще, на самом деле, а вдруг у меня хлеб, знаете, вот, который в этом продают, французский, какой там у нас пекарня? А? 10 тысяч мы закладывали в план в месяц. 10 тысяч буханок, да, Бонами. Ну, Бонами вряд ли 10 тысяч буханок продает, но если такого плана, например, да, он вполне, в принципе, может за 94. Ну, еще раз, 94 – это себестоимость. Там еще надо... Там еще нужно прибавлять, да. 150. Поэтому вот для чего вот эти вот как примерно, это в среднем месяце расчеты, чтобы вы для себя по своему, опять же, направлению бизнесу посчитали, разделили на количество, сколько продаж. Помните, мы вначале с вами считали, сколько продаж у нас в месяц будет, да? Реальное количество. Вот эту сумму разделили, посмотрели, как минимум, сколько стоить должно. Как минимум, сколько, Куда выбираем? Или уже... В смысле сокращать. Да, вот правильно говорить. Дальше мы начинаем играться. Вот как вы говорите, да, а что, где можно сократить? Может, все-таки заработную плату, все-таки это, да? Все-таки, может, по 12 тысяч будем там платить. Нет, ну, кстати, заработную плату мы, имеется в виду, с точки зрения социальных отчислений мы можем, ну, как я показывала, убрать, да, чуть-чуть поменьше сделать. Но саму заработную плату, которую мы на руки выплачиваем, вряд ли мы сможем меньше сделать. Ну, просто люди не будут работать за меньшую плату. Теперь что вы сказали, коллега, там, по оборудованию, в аренду взять, да? Вопрос, если есть на рынке такое предложение, конечно, можно его рассмотреть. Может быть, бэушное хлебопекарное, допустим, оборудование продается, правильно? То есть мы начинаем тут играть. Вот тут смотреть коммуналку, мы сами тут там все по максимуму считали, да? Расходы по максимуму. Но здесь самое главное не, как сказать, это слишком не заняться этим процессом, что там совсем в ноль все убрать. Ну, имеется в виду, не убирать, все-таки реалистом быть по отношению к своему бизнесу. Нельзя от того, что вы тут все сократите на бумаге, на практике вам лучше от этого не станет, честно говоря. Потому что на практике все равно эти все расходы нести надо будет. Если у вас в результате всех этих игр все-таки получится, что здесь цена в любом случае меньше не становится, то вот тут стоит большой вопрос, а стоит ли этим заниматься. Да? Потому что либо вы увеличиваете. Кстати, как можно снизить себестоимость? Вот тоже вопрос. Еще как можно снизить себестоимость? Вот смотрите, мы с вами говорили про постоянные и про переменные издержки. Да? Вот здесь вот у нас постоянным издержком, и здесь для упрощения, что будет постоянным? Аренда, да? Заработную плату всю в постоянную будем, скорее всего, пихать. Что у нас там? Амортизация, коммуналка, проценты по кредиту, затраты на рекламу, расходы, транспортные расходы. Короче, все у меня туда уходит, да? Ну, для упрощения понимания, сырье, материалы только как переменные расходы будем считать. Мы сырье, материалы, напомните ко мне, какая там строка была, сумма какая была, сырье, материалы? 230 тысяч на 10, вот тут объема продукции в месяц 10 тысяч, да, мы писали, помните? А постоянные расходы разница, сколько там у нас было? 900, сколько коллеги считали? 940 минус 230, 690, да? Ой, подождите, 690. 940 минус 230. 710, ага. 710. При этом у нас себестоимость получалась 94, да, рубля. Тут общие расходы 940 тысяч рублей. Как мне снизить себестоимость? Объем? Увеличить объем? Смотри, увеличив, так, это я правильно сказала? Да. Постоянные у нас не меняются. Не можно сократить постоянно. Не, мы можем сократить, но сейчас пока берем постоянные. Вот, допустим, мы посчитали сейчас постоянные 710, все, мы максимум все снизили, и у нас вот 710, больше мы никуда не можем уменьшить, да, все. Переменные расходы, мы здесь что делаем? Увеличиваем, допустим, количество, 20 тысяч. Сколько здесь будет этих, не 230 тогда будет, а 400, в 2 раза больше, да, 460 тысяч рублей. Объем производства 20 тысяч.
Общая сумма получается 0,7, вот так, да? 1 170 000 000, да? Фу, 1 170 000 000, да? Где 50? На 20 тысяч разделить, 60, ну, 60 меньше 60 сколько получится? рублей. 1 170 000 делим на 20 тысяч. Меньше 60 рублей. Сколько, ребят, получается? Себестоимость? 58,5. 58,5. Снизили? Снизили. Но если производство увеличить, то все равно же это будет отражаться на постоянных расходах. Нет. Постоянные, они на то и У постоянные. меня работники, например, скажут, вы стали работать вдвое больше, давайте зарплату. Это правильно вы думаете, что... нет, вы думаете правильно в каком смысле, что какие-то постоянные... Это мы же с вами все-таки об общих вещах говорим, да, но тем не менее, когда вы говорите о конкретно своем бизнесе, могут быть такие вещи. Если вы говорите об увеличении производительности там, в 2 раза, то вам, например, понадобится больше работников. Да? Такое возможно. Там, не 2 работника надо, а 3. Или там 4 надо будет работать. Тогда вы, конечно, можете постоянно увеличить. Но это опять игра, это расчеты. То есть это игра в цифры получается. Мы ищем точку. Вы ищете именно да, ту точку не безубыточности, а эффективности. То есть тогда, когда вас удовлетворяет сумма себестоимости, которую, ну вот, да, с которой вы можете наценку сделать и продавать по рыночной цене, по нормальной конкурентоспособной. И при этом вы понимаете, что вы осилите вот этот объем продаж, самое главное. Это то есть что ваш рынок... Не продастся. Не, естественно, поэтому я и говорю, что мы можем, конечно, в цифрах, как помните, там было, вы обязательно должны все рассчитывать, быть энтузиастами, но при этом должны все четко понимать и реалистично рассчитывать. В принципе, почему я не могу увеличить объем производства хлеба в 2 раза? Что мне для этого нужно сделать? Либо... Нет, ну, реально в городе Якутске можно, наверное, продавать 20 тысяч буханок, почему нет? Просто для этого нужно какие-то другие мероприятия провести, да? Может быть, мне нужно быть... Во-первых, мне нужно сделать так, чтобы люди, те, которые раньше покупали хлебокомбинат, там, якутский хлеб, не миллионский хлеб и так далее, да, чтобы они стали покупать мой хлеб. Мне нужно, например, сделать какой-то такой хлеб, который, например, для похудения. Вот я вам гарантирую, сделайте кто-нибудь хлеб для похудения. Нету, да? Не, ну назовите его хлеб для похудения, честно говоря, будет сразу там 20 тысяч у вас там покупателей, да? Ну, или там сделайте хлеб, я не знаю, продавайте хлеб для... Какая у нас самая распространенная болезнь? Все ее боятся. С отрубями хлеба. С отрубями. Ну вот я, допустим, почему должна есть хлеб с отрубями? От чего? От чего? От чего? От чего? Вот эту позицию четко несите посыл в этот, на рынок конкретный. От чего? От сердца, от почек. Реклама. Мы же на рекламу сами деньги заложили. В рекламе, на билборде, на упаковке. Почему? Рекламу все будут. Рекламу, которую на телевидении все смотрят. Бабушки, которые ваш хлеб будут покупать, они обязательно будут смотреть рекламу. Я предлагаю хлеб назвать 5 Х. Сюрях, харах, хабах. Вот все тогда будет... 5 Х это как-то... Я говорю, сюрях... Почему-то другие ассоциации возникают. Не знаю. Ну, предположим, я просто... Ну, я поняла, да, Сергей? Или 5 звездочек, ну, буквами. Сюрях, харах, хабах. Как раз для всех органов и будет полезно. Для всех это не для кого. Ну, конкретно все-таки. Нет, вот я про это вам и говорю, что позиционируйте свою продукцию конкретно, адресуйте на решение конкретной боли. Вот если вы мне скажете сюрях, хабах, там еще чего-то, хорошо, да? я предлагаю так. У меня хабах не болит, сюрях не болит, а может что-нибудь другое болит. Тогда, значит, так сделать. 20% хабах. То есть одно и то же упаковка, один и тот же хлеб в разной упаковке. Вот вы уже переходите к тем хитрым маневрам, которые используют в продвижении своей продукции крупные производители. Все, что они называют эко, не эко, там зеленая, экологически чистая, еще что там называют? Без ГМО там, и так далее. Это все рекламные ходы или ходы. Да. На самом деле это не факт, что это все там есть и что есть как есть. Может быть, он без ГМО, но при этом с суперами, там, какими-нибудь добавками, с концентратами. А еще где-то, знаете, вообще какая-то мысль, сейчас упустила, кто-то же в рекламе что-то писал-то такое, господи, ты боже мой. Volkswagen написали, и теперь проблемы испытывают. С чем? Ну, Volkswagen стал выпускать дизельные двигатели с очень хорошими экологическими характеристиками. И они стали очень большие продажи делать.
Причем это, потому что они... Да, Volkswagen, причем у Volkswagen это и, по-моему, там чуть ли, ну, другие марки автомобилей, куча. А когда их поймали на том, что они программное обеспечение сделали так, что оно вот выхлопы занижало, все, теперь эта компания на грани разорения. То есть реально не было там экологически ничего, просто это была хитрость с расчетами, да, с измерением, вернее, да. Ну вот тоже какой такой не в самый честный, справедливый, но тем не менее ход рекламы. Я вот хотела сказать там про 0% калорий, какая-то вода, что ли, вот сейчас не помню, про какую-то воду на упаковке, помню, было написано 0% калорий. И потом многие, по-моему, даже в интернете смеялись над тем, что в воде вообще-то нету калорий никогда и не было. Какие-то могут быть 0%, если там вообще вот как бы, ну не может быть там калорий априори просто-напросто, да? А вообще вот этот посыл, что 0%, это уже задевает потребителя, он уже думает, что это совершенно там бескалорийный, не влияет на это и так далее. Поэтому по поводу увеличения продаж мы с вами говорили, затронули этот момент, что в принципе, если мы приходим к этому моменту, что нам для того, чтобы эффективно, ну то есть соответствовать по себестоимости уровню рыночной цены, и зарабатывать, да, мы будем снижать путем экономических расчетов переменные затраты, вернее, увеличивать, и это приведет к необходимости увеличения объема производства. Вот здесь вы будете думать, как нам увеличить этот объем производства. Здесь у вас может возникнуть дополнительные затраты, которые повлияют на увеличение постоянных затрат. И вы опять начинаете играть, вы прибавляете в постоянные затраты оборудование новое, если вы там для того, чтобы что-то произвести, машину дополнительную, работников дополнительных, и у вас постоянно увеличивается, и опять у вас идет увеличение себестоимости, да, и вот пока вы не найдете эту золотую, замечательную середину, никто вам, к сожалению, не поможет в ваших расчетах, сами будете считать теперь все. Вот, теперь дальше к чему мы идем? Дальше мы рассчитываем, вот это пример расчета себестоимости, когда мы производим разные продукты. Разные, да? Вот как посчитать, вот, допустим, вот матрешки и стулья, да? Матрешки и стулья. Вот эти вот общие расходы, они у нас одинаковые, ну, вот эти вот постоянные, да? То есть они у нас не меняются. Как нам вот эти расходы, как выяснить, сколько будет себестоимость одной матрешки или одного стула? Здесь пример показан на том, что делается в долях, делается себестоимость, да? На одну единицу сырья уходит 70 рублей, а здесь на одну единицу сырья уходит на 1000 рублей. И доля берется вот из общей суммы, сколько составляет, 26% идет на себестоимость сырья по матрешкам и на 74% на студию. Да? Это понятно, да, как подсчитано? От 1070 взята доля. 70 разделить на 1070. 1000 разделить на 1070. И вот эта доля потом к общей сумме вот этих общих расходов. Вот тут все показано, как рассчитывается. Чистая математика. Это есть, наверное? Да. У вас там есть. Чистая математика. Хорошо, вот секундочку, можно, да? Вот. Это вот себестоимость 70, а 75 это какая цена? Это с учетом, вот это вот 70, это не себестоимость, это стоимость сырья и материалов. Вот эти уже она включает в себя еще постоянные расходы. Понял, да. Но мы должны эти постоянные расходы разбить на матрешек конкретно в доле той, которая составляет вот, на основе сырья. Рассчитали, да? Понятно, да? Есть еще второй вариант, там у вас написано, в раздатке, по-моему, должно быть написано, что если у нас низкозатратное производство, то есть когда невозможно, ну вот очень мало вот тут сырья тратится, да? Как все равно посчитать? Как распределить между двумя видами, допустим, услуги, два вида услуг у нас, да, как распределить себестоимость. Считают на основе заработной платы работников, которые делают эту услугу. То есть берут, вот, допустим, я делаю услугу по производству сайтов и услугу по производству приложений, например, да, мобильных. На производство сайтов, на один сайт у меня уходит, там, допустим, 5 человека-часов, нет, 5 что-то мало, да? 5 человека-дней, предположим. 5 человека-дней, предположим, да, 5 дней, короче говоря, уходит. Один человек делает 5 дней. А на производство приложения у меня уходит больше? Ну, да, 20 дней. 20 дней. Соответственно, 5 дней, 20 дней. Ну, грубо посчитали, да? Тут заработная плата будет там, допустим, там сколько-то, тут столько, тут больше будет. В 4 раза. То есть здесь до основы взято сырье, а если у нас услуги, соответственно, берем заработную плату работников, которые делают эту услугу. И рассчитываем, исходя из того, сколько времени они на это тратят.
И вот мы переходим к таблице, которая называется «План доходов и расходов». Здесь, собственно говоря, производится свод вот этих расчетов, которые мы делали до этого. Ну, выручка считается просто, вот 10 тысяч мы с вами там насчитали, умножили на 40 рублей, поставили, да? Соответственно, затраты, это то, что мы с вами посчитали до сих пор, месячные, сюда поставили. Угу. Прочие доходы, расходы. Какие могут быть прочие доходы, расходы? Ну, допустим, если я там сделал что-то, что не связано с моей основной производственной деятельностью. Допустим, вот купили машину, она работает наши продукты, да, и вот я не захожу. Дополнительные. Дополнительно я ее дорабатываю. Допустим, да. Может быть, да, почему нет? Почему нет? Либо какой-то, в принципе, если эта услуга у нас не разовая, а постоянная, то есть мы все время сдаем дополнительно в аренду другим предприятиям, лучше это включить в выручку в расчет. Ну, то есть сделать это как отдельная, там, третья услуга. Ну, в смысле, вот я произвожу хлеб и еще сдаю в аренду машину. И то же самое посчитать, сколько у меня будет себестоимость, затраты на сдачу в аренду машины. Почему вот здесь вот говорю, здесь не надо, потому что здесь в прочих доходах все-таки учитываются разовые какие-то доходы. Например, если я что-то продал, да, и один раз вот сходил там, я не знаю, ну, прочитал какую-нибудь там, один раз сдал в аренду помещение, ну, кто-то мне попросил, я сдал его, да, один раз, например. Расходы то же самое, если я там потратился на что-то один раз, обучение оплатил один раз, то есть это не входит, это не является такой постоянной нагрузкой, да? Это нам нужно для того, чтобы мы все-таки рассчитали для себя доходы и расходы реальные, которые у нас возникают в этот месяц. Соответственно, после этого мы рассчитываем прибыль. Все доходы минус все расходы. Тот налог, на основании которого мы приняли, помните, считали либо 6%, либо 10% от разницы, получаем чистую прибыль и нарастающим итогом на каждый месяц то, что чистую прибыль получили, тут в конце все прибавили. Дальше, значит, это то, что касается доходов и расходов. В принципе, таблица простая, и здесь сложности, я думаю, не возникает. Дальше будет сложнее таблица, поэтому не это, там следующее. Вот следующее, что мы должны в финансовом плане отразить, это источник финансирования бизнес-проекта. Мы всегда должны знать, какая часть идет. Помните, мы с вами считали, нам нужно 6 миллионов рублей. Да? Мы здесь в данном случае пока что напишем? Собственные средства типа 0 напишем, да? Средства гранта субсидии 0, а тут банковский кредит напишем 6 миллионов рублей. А долю напишем 100%, да? Ну, это так, пока, по-простому накидываем все, да? Пока так написали. Дальше. Куда мы эти деньги потратим? Здесь мы пишем привлеченные вот займы и кредиты, 6 миллионов мы тратим, и здесь расписываем. Помните, что у нас там было на 6 миллионов? Оборудование 5 миллионов, транспорт, 800 тысяч написали там, тоже здесь расписываем оборудование, 5 миллионов 800 тысяч. Здесь то же самое. Тут, собственно говоря, проще. Есть один момент, вот этот, а я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Сырье, материалы. Сейчас мы здесь ничего не пишем. Почему? Еще не делаем ничего. Ну, пока мы с вами на этапе, что мы думаем, что как на том этапе, когда мы выручку, за счет выручки покупаем сырье, материалы. Но я вам скажу сразу, что это неправильно, да? Просто мы, на самом деле, пока не дошли с вами до момента, когда посчитаем, сколько денег на это надо. Вот мы с вами дойдем до этого момента, тогда будем думать, откуда на это деньги брать. Здесь я перехожу к главной таблице, которая называется «Бюджет движения денежных средств». Подождите-ка, вот здесь вот можно, да, Rebux? Вот, да, говорите. Ой, нет. Сейчас, секундочку, я найду таблицу. Смотрите, у нас инвестиции 6 миллионов. Тогда получается, вот в конце концов, вот когда вот вторая таблица, основные средства, сырье, материалы, прочие расходы, всего в конце должно быть 6 миллионов или, может быть, например, 4,2.
Еще раз, еще раз, еще раз. Вот 6 миллионов мы планируем получить инвестиций. Они вот в итого 6 миллионов должны быть в конце концов или нет? Если мы сырье и материалы не покупаем или наоборот как бы их планируем купить, но еще не решили. Вот здесь у нас 6 миллионов, а здесь что должно быть? Здесь оборудование там... Да, на 6 миллионов. Сколько 6 миллионов. Мы сейчас пока находимся на стадии, мы здесь запланировали только привлеченные средства в виде кредита на 6 миллионов рублей. Здесь мы тоже расписываем 6 миллионов. 5 миллионов оборудования и 0,8 транспорт. Итого 6 миллионов. Пока мы на этом остановились, но я вам сразу сказала, что это еще не до конца расчет. Вот до конца мы сейчас с вами здесь доделаем, только если у меня откроется файл. А на сырье материалы откуда брать? О, хорошо, брат. Вот сейчас мы будем с вами смотреть, откуда брать на сырье материал. Итак, мы делаем бюджет движения денежных средств. Это то же самое практически, что бюджет доходов и расходов, тот, который мы сейчас с вами делали, план доходов. Чем отличается? Вот этот бюджет движения денежных средств, он делается в любом бизнес-плане всегда, обязательно. Это основная таблица, на которую смотрят все инвесторы, на основании которой они производят решение, выдать вам кредит или не выдать. Она выглядит таким образом в основном, но может выглядеть чуть-чуть по-иному, но смысл здесь один и тот же. Смотрим. Здесь разделяется на 3 блока. Первый блок – операционная деятельность, второй блок – инвестиционная деятельность, и третий блок – финансовая деятельность. Вот, да? Значит, операционная – то, что мы с вами по плану доходов и расходов планировали. То, что мы производим, продаем, сколько на это затрат уходит. Операционная, текущая, да? И инвестиционная деятельность – вот все, что связано с приобретением основных средств. Мы приобретаем оборудование, приобретаем здания, приобретаем транспортные средства. Мы это закладываем сюда, в инвестиционную деятельность. Расходы на это, привлечение, продажу, вернее, этих основных средств тоже все в инвестиционной деятельности. Что такое финансовая деятельность? Финансовая деятельность – это все, что связано с привлечением каких-либо денег, кредитов, займов, грантов там, и так далее. Все, что приходит, это получение. Все, что мы оплачиваем, возвращаем основной долг, это все сюда, в отток. В чем, значит, суть самого этой таблицы? В том, что все здесь измеряется притоками денежных и их оттоками. То есть приток – это реально то, что вам на счет приходят деньги, а отток – то, что реально с вашего счета уходит. Да? Соответственно, здесь в этом бюджете движения денежных средств не учитывается нереальные поступления, такие как амортизация. Потому что амортизация – это не это виртуальные деньги, накопления, скажем так. Они включаются в расчет себестоимости, вы помните, да, в затраты наши. В бюджете, ну, не знаю, кто бухгалтер, наверное, понимает, да, или там сталкивался, в бухгалтерии, в балансе, в плане, в отчете прибылях, убытках отражается амортизация всегда. Включается себестоимость. В бюджете движения денежных средств, в плане движения денежных средств, амортизация не отражается, потому что это не связано с реальным движением денег. Здесь мы отмечаем только то, что связано с реальным движением денег. Продали на 50 миллионов, здесь написали 50 миллионов. Дальше смотрим, вот, значит, продажа, это конкретная продажа, да? Есть еще второй момент. Про НДС мы, кстати, с вами не поговорили. Да, ведь? Про НДС мы не поговорили. Самое такое хорошее, ну, не буду я долго, ладно, останавливаться, устали все, вижу. Просто скажу, что есть еще один налог, который называется налог на добавленную стоимость. Когда мы что-то покупаем у наших поставщиков сырья, материала. НДС не предусмотрен у нас. Нет, упрощенка не у всех, между прочим. Вот, между прочим, у кого даже те, кто на упрощенке, есть НДС у некоторых, являются плательщиками, да? Но смысл какой? 80 миллионов, да? Сколько? Более 80 миллионов на НДС приходит. 60. Нет, 60 миллионов это вы про другое, это про общий режим налогообложения говорите, да? Но у меня вот тут, кто-то, вот у меня, по-моему, коллега сведущая все-таки в этом больше. Про НДС расскажите-ка нам в 2 словах. Да. Ну, допустим, если мы покупаем оборудование за 6 миллионов, да, получается НДС 19%. 19%. Да, 18%. То есть чистая стоимость оборудования стоит 5 миллионов. 5 миллионов 84.
Вот есть такой момент, да, то, что мы, когда приобретаем оборудование и сырье, вообще на самом деле все что угодно приобретаем, в стоимости у нас всегда есть внутри этой стоимости есть НДС, налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость составляет 18%, да? Он рассчитывается исходя из стоимости, допустим, если оборудование, ну, грубо, 5 миллионов рублей, сюда просто прибавляем еще 18% от 5 миллионов. И вам выставят в результате счет на сумму. Нет, допустим, если вам сказали, что оборудование стоит 5 миллионов, что если вы хочешь знать, сколько там НДС, да, делишь на 1,18. Я наоборот сказала, что вот это без НДС наоборот. Ну хорошо, давайте делим на 1,18. В том числе НДС, да, тогда получается вот так. В том числе НДС 5 миллионов, если говорят. Чтобы посчитать, сколько НДС, делим на 1,18. Сколько там получается? 4 миллиона 237. 4 миллиона 237 это стоимость оборудования, и НДС в том числе. 762 тысячи. Сколько? 762 тысячи. 762 тысячи. 762 тысячи ндс. Вот в бухгалтерском учете мы примем к учету вот эту сумму, 4 миллиона 237 тысяч. А 762 тысячи мы спишем, не спишем, а зачислим на строку НДС к возмещению. То есть мы... в конце года. Это в конце года. Но я объясняю, как это формируется в бухгалтерском учете. В данном случае в бюджете движения денежных средств для написания бизнес-плана мы пишем всю сумму, 5 миллионов. Потому что мы реально потратили 5 миллионов, денег у нас ушло 5 миллионов. Да? Поэтому здесь все-таки мы говорим, НДС к возмещению, кстати, вот 762, а НДС к уплате когда возникает? Когда мы покупаем. Когда мы продаем. Да. Если мы продаем, вот мы покупаем, допустим, сырье, оборудование, сырье все покупаем, производим из него готовую продукцию, свою готовую продукцию продаем, если мы являемся плательщиком НДС, мы в том числе пишем НДС, правильно? И вот эту сумму, которая в том числе НДС уже в цене нашей готовой продукции, мы ее должны будем оплатить в конце года. Но мы делаем, по НДС же, по-моему, квартальные расчеты идут. Один раз в квартал. Да, квартальный. Да. Мы делаем как? Мы делаем все-таки разницу расчета. НДС вот к возмещению, за которую мы заплатили. НДС к уплате, которую мы получили. То есть вы декларацию составляем, да, все равно в конце года? Обязательно. Если вы являетесь плательщиком НДС, вы обязаны составить декларацию. И здесь пишите НДС к уплате, НДС к возмещению, и в результате оплачиваете разницу. Но возмещение же не всем делают. Не всем. Не всем. Там всем. тоже определенный, кто за границей, допустим. Не, ну оплатят все, они все же возмещают. Кто отменит? Надеемся. Ну, смотрите, для бюджета движения денежных средств это, в принципе, сейчас не так важно. Мы сейчас говорим о формировании, значит, прихода. Приход от продаж – это вы продали на 50 миллионов, записали сюда 50 миллионов, да? Дальше, отток – это оплаты по операционному расходу, то, что мы с вами сейчас считали. Здесь в данном примере написано, что 35 миллионов, проценты по кредиту 3600, налоги 3 миллиона. Всего считается 35 плюс 3600 плюс 3 миллиона 41 600. Это всего расходы по операционной деятельности. Не открывается. Я просто хотела вам в Excel уже показывать это, а он мне не открывается. Здесь не увеличивает, да? Не увеличивает такая. Итак, вот в плане движения денежных средств мы так и записываем. То есть здесь всего получается 41 600, но хочу обратить внимание. Под каждым видом деятельности операционной есть итого чистый операционный поток. То есть по каждому виду деятельности мы что делаем? Доходы отнимаем расходы. Приток отнимаем отток. Причем приток у нас, если в этом месяце 0, отток у меня минус 41 600. 0 отнимаю 41 600, у меня со знаком минус получилось, правильно? То есть здесь по операционному потоку у меня отрицательный денежный поток получился, с минусом. То есть мне нужно понести такие расходы, а доходов у меня здесь в этом месяце нет. То же самое дальше идем. По инвестиционной деятельности мы здесь вот в данном примере закупили основные фонды на 30 миллионов. Оборудование, здание, там еще что-то купили, да? Записали сюда 30 миллионов.
Отток, это у нас отток или приток? 30 миллионов купили оборудование. Отток? Отток, правильно. Приток есть у нас по приходу? Здесь нету. Это если мы будем продавать что-то, оборудование, здание, или если будем продавать, нам за это поступят деньги, мы тогда сюда можем что-то писать. Сейчас мы ничего не пишем, поэтому мы пишем приток у нас 0, отток 30, минус 30, правильно? Финансовые средства посмотрели. Приток у меня получение кредитов и займов. Я вот сейчас запланирую 20 миллионов. 20 миллионов. Оттока у меня в этом месяце пока нету. Я не возвращаю кредит, ничего, да? Тогда у меня будет 0, 20 минус 0 будет плюс 20 миллионов. Правильно? Да. Итого. Потом я беру вот эти три результата, складываю. Минус 41 600, минус 30, плюс 20. Получилось минус 51 600. И вот я вышла на эту цифру, которой мне не хватает. Смотрите, я раньше думала, что я возьму 20 миллионов кредита, у меня на все хватит. Ну, в данном случае, да? А тут получилось, что по моим расчетам у меня, я беру 20, но мне еще не хватает 51. Если возвращаться к нашему примеру. Да что такое-то? Не корректирует, короче, я прошу прощения, здесь должно было все корректироваться. Если вернемся к нашему варианту, у нас какой будет приток по операционной деятельности? Вот я пишу операционная деятельность. Тут вообще всем видно, я пишу, никому не видно. Первый, второй, третий, четвертый. Приток у нас какой был в первый месяц, мы говорили? 1600. Не-не-не, по нашему примеру я говорю. Минус. Не-не-не, по операционной деятельности смотрим. То есть доходы от реализации 10 тысяч буханок хлеба, сколько? 10 тысяч умножаем на 40. Да? Сколько будет? 400 тысяч рублей, да? Да, 400. Ага. Но, кстати говоря, мы не можем это делать, потому что у нас там себестоимость выходила 94. Давайте мы будем не буханки хлеб, что-нибудь другое продавать, но все-таки, чтобы у нас доходы были больше. Не 94, там, давайте 100 рублей сделаем, ладно? 100 рублей за 100 рублей и на 40, ой, на 10 тысяч. Это миллион. Миллион. Все правильно, миллион. Так, вот сюда мы пишем 1 миллион рублей. Сюда мы пишем отток 900, сколько там было? 940, да? 900. Итого мы пишем 60. Плюс. Правильно? Так, теперь здесь по... Какая следующая у меня? Инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность. От приток... Что мы там... Приток у нас какой-то есть по инвестиционной деятельности? Займ. Инвестиционная, связана с приобретением основных средств. Есть притоки у нас по инвестиционной деятельности? Оборудование 5 миллионов плюс грузовик 6 миллионов. Да? Возвращаемся. Приток – это все, что связано с движением денег. Деньги в первую очередь. Деньги к нам приходят или уходят? Нет. Деньги от нас уходят? Да. Уходят. Тогда у нас будет отток. Сколько? На 6 миллионов рублей. Итого по инвестиционной деятельности у нас получится минус 6 миллионов рублей. Так, и осталась финансовая деятельность. Помните, мы кредит хотели взять, да? Да. На 6 миллионов, да? Написали кредит сюда плюс 6 миллионов, так? Да. Отток у нас пока будет, нет? Пока не будет. 0. Значит, итого по финансовой деятельности у нас получилось ровно 6 миллионов. Плюсом. Правильно? Что мы в результате получаем? Да, плюс 60. 60 плюс 60. Минус 6. И минус 6. Плюс 6. Правильно. Сколько тут? 60 тысяч, да, остается?
В принципе, мы неплохо с вами спрогнозировали. Единственное, какую мы сделали здесь ошибку. Если я буду, как инвестор, видеть такое начало денежного потока формирования, я скажу, что вы неправильно посчитали. Причем так нехило ошиблись. Потому что первый месяц это Скорее всего. Скорее всего, в первый месяц у вас не будет вот этой цифры. И, скорее всего, у вас будут вот эта цифра. Еще вот эта цифра 940, помните, мы на месяц рассчитывали? А если у вас сезонность, если вы можете завести сырье материалы только с периодичностью один раз в 3 месяца, потому что у нас, видите, дорога не работает, ну, видите, там это, да? Транспорта нету, поэтому ничего не привозят. Правильно? Поэтому здесь, если это связано все-таки с некой торговлей, запас должен быть на складе сырья материалов. Я имею в виду торговли, что мы продаем это все-таки на рынок для потребителей, да, для физических лиц. У нас должен быть какой-то запас. Поэтому тем более в первую очередь, если речь идет о небольшом производстве, мы приобретаем оборудование, устанавливаем. Когда мы начинаем продавать? Когда налажено производство, когда появляется покупатель. Когда есть товар, плюс покупатель. Когда мы начинаем? Мы начинаем продавать тогда, когда у нас... Где инвестиционный поток? Вот они, да, 6 миллионов. Нет. Да, все правильно. Вот мы купили с вами оборудование. Вот тут же мы купили оборудование, да? Мы за него заплатили, деньги-то ушли. Деньги, мы уже заплатили деньги. Оборудование на заводе делается 1 месяц. Транспортируется 1 месяц. Монтируется 1 месяц. Ну, я так грубо говорю, но чтобы вы понимали, да, 3 месяца уходит на то, чтобы с этого момента прошло 1, 2, 3 месяца. Здесь только мы получили готовое оборудование, которое может работать. Правильно? Да. Как только мы смогли работать, мы это оборудование загружаем чем? Сырьем, материалами, да? Только сырье, материалы мы тоже надо довести, ведь, да? Транспортировка, туда-сюда, хотя бы за 1 месяц. Поэтому вот эту сумму 940 ставим за 1 месяц вперед. Отсюда убираем. Продажи тогда когда у нас начнутся? Вот у нас все, оборудование у нас стоит, все работает. Сырье мы, слава тебе, Господи, заранее купили, приехало. Начали продавать, ну и по нашим, так сказать, прогнозам и расчетам продали, наконец-то, здесь на 1 миллион рублей. Что тогда мы в результате с вами получили? Здесь, кстати, по кредиту, где у меня тут кредит? Вот он, да? 6 миллионов. Каждый месяц там нужно будет. Здесь мы прописываем, кстати, проценты по кредиту, мы помним, где они у нас сидят? Себестоимость. Они у нас вот тут сидят. Проценты по кредиту у нас сидят здесь. Но, видите, мы сюда перенесли, а кредит взяли вот тут. Соответственно, проценты мы должны за 1 месяц заплатить и за 2 месяц. То есть у нас тут 2 варианта. Либо мы с банком договариваемся, что нам нужна отсрочка на 4 месяца, либо мы не договариваемся, и тогда сюда прописываем сумму процентов. Ну, будем считать, что мы договорились. Да, что мы будем отсрочку сделаем, и через 4 месяца начнем платить. Не будем считать зарплату. Второй момент, да, хорошо, спасибо за вопрос. Зарплату, вопрос тоже тут от этого зависит, да. Либо вы берете, нанимаете работников с того момента, когда вы закончили монтировать оборудование туда-сюда, у вас пришло сырье, и вы начинаете выплачивать зарплату здесь. Когда у вас полностью 940 идет, да. Тогда сюда, мы здесь, кстати, вот здесь вот тоже же зарплата, да, указано. Здесь тогда вычитываем отсюда зарплату и убираем отсюда проценты. Договорились на отсрочку, сделали меньше сумму, да? Только на сырье материала оставили сумму, да? И на другие, все-таки нам нужно содержать помещение, платить коммуналку, там, и так далее, это все здесь оставляем. Но для простоты расчета сделаем так, что мы с банком договорились, а зарплату начали выплачивать людям, ну вот давайте за месяц вперед. Все-таки нам же надо делать, да, это? Кто-то же должен это делать за месяц вперед. Договорились, стали, будем ему выплачивать. Значит, то, что касается кредита. Кредит мы начинали, вот 6 миллионов взяли, здесь пишем только возврат основного долга. Да? Мы начинаем платить сразу со 2-го месяца, возвращать основной долг. Либо делаем отсрочку там на год вперед.
Не будем здесь пока планировать. Да? То есть пока здесь не планируем. Если у вас банк говорит, что со следующего же месяца платите, для микрокредитов обычно такое бывает. Берете на год кредит, и вам разбивают на 12 месяцев всю сумму. И вы должны будете уже со следующего месяца начинать оплачивать основной долг, часть его возвращать. Когда вы здесь начинаете эту сумму прописывать уже. Чем был? С обеим кредитом. Волшебная таблица, в которой видно, что вам платить нечего. Вот поэтому вы не возьмете кредит. Ну и, скорее всего, вам его не дадут просто при таком раскладе, да? Поэтому что нужно сделать, чтобы было чем платить? Во-первых, давайте здесь сначала сделаем итогу, еще раз пересчитаем, да? Теперь аренду тоже можно договориться, допустим, с 3-го месяца, да? Ну, это если хороший знакомый. Я почему и говорю, потому что мы же здесь окопно посчитали же первый месяц аренду и зарплату. Аренда у нас относится к основным. Полностью согласна, давайте постоянные расходы оставим. Здесь постоянные расходы у нас были порядка 700, да? Где-то 700, Да, 740. 740, да? 700? Понятно, да, почему мы здесь? Очень хорошо, что вы сами вдумаете и понятно, почему эта сумма здесь у нас остается в качестве оттока. Потому что расходы, мы начинаем платить аренду, мы начинаем выплачивать зарплату директору, мы начинаем оплачивать коммунальные расходы. Мы все это начинаем делать до того, как мы получили хоть что-то от этого бизнеса. Поэтому в денежных потоках важно это все предусмотреть. И я вас уверяю, если вы инвестору покажете, что вы это все заранее просчитали, и вы понимаете, что это реально так будет происходить, и для себя вы это самое главное понимаете, да, то это будет более чем хорошее. Если таким образом у нас происходит, итого у нас здесь будет минус 740, правильно? Здесь минус 740, здесь минус 940, и здесь только плюс 60, правильно? По инвестиционной деятельности здесь у нас везде будет 0. Понятно, да, почему 0? Один раз купили на 6 миллионов оборудование, и все, больше не транспорт, больше ничего мы здесь не трогаем. И вот купили, минус 6. Так, финансовая деятельность, значит, мы решили с вами кредит взяли 6 миллионов больше, пока не возвращаем основной долг. Хорошо? Теперь, тогда итого, здесь у нас остается минус 6, плюс 6, да, вот это меньше. Итого, по первому месяцу у нас сколько будет? Минус 740, по второму месяцу минус 740, по третьему 940, и здесь будет плюс 60, да? Правильно, да? Понятно, как получилось? А вот финансовая деятельность, что? Финансовая деятельность, вот тут, где у меня тут финансовая? Вот, кредиты мы больше не берем, и основной долг не возвращаем пока. 0% у нас здесь есть. На срочку договорились. Тогда у нас получилось что? Нам, вот отсюда какой можно сделать вывод? Реально денег не хватает. Нету денег, нету, 740 тысяч нету, здесь 740 тысяч нету, 940 тысяч нету. Все вместе прибавили, здесь сколько получилось? 740, 740, 940, прибавьте, пожалуйста. 20. Это сколько там 200 или 40? 900, да? 2,420 у меня получается, да. Вот, 2,420 это накопленный денежный поток отрицательный, да? В следующем месяце он у меня вроде уменьшится на 60. Ну, это нереально уже, дальше это все равно в жизни такое не происходит. Ой, тут накопленный будет минус 714, 1080. 1480, да? И тут минус 740. Вот это накопленный денежный поток. И что я могу отсюда сделать, какой вывод? Максимальный отрицательный получается у нас результат вот здесь, да? То есть мне, оказывается, это нужно не 6 миллионов, а мне нужно 6 плюс 2, 410, как минимум. Это сколько будет? 8, 410 миллионов.
Для того, чтобы бизнес хоть как-то что-то там начался, да? Чтобы я смогла все обеспечить, зарплату выплатить, аренду заплатить и так далее. Вот вопрос, где взять 2,410. Вот как раз в эти 2,410, вот в той таблице, если возвращаясь, как раз лежат средства на покупку месячного запаса сырья материалов, на оплату аренды, пока у нас идет монтаж, доставка и так далее, оборудование, да? Деньги могут быть где? Либо свои собственные, простите меня, идите уже по родителям, простите, у них денег, друзей, 4F, помните, да? У меня будет все супер, банк мне дал кредит, дает, вернее, кредит на 6 миллионов, только дай мне 2,400. Даже 2,400 все как по маслу, вон, видишь, тут всякие расчеты туда-сюда. Вот на самом деле так и делают, между прочим. У нас очень многие, ну, приходят, например, просить когда деньги, они, ну, вернее, идут просить деньги у частных инвесторов, а частным инвесторам нужно вот это видеть. Они должны видеть, как у вас формируются потоки, сколько вам реально нужно денег. И если у вас там есть вот эти вот, допустим, ты говоришь, я за счет кредита, у меня есть уже договоренности, там, то все, я помню. Мне нужно вот 2,410 своих. Почему из своих, вот говорю, да, в первую очередь, ну не своих, а имеется в виду там от партнеров, потому что они не беспроцентные. Потому что они, допустим, войдут в уставный капитал, дадут вам эти 2 миллиона 410, и вы не понесете дополнительных расходов, ну, кроме того, что потеряете часть своего бизнеса. Ну, не потеряете, ладно, другого человека возьмите, да? Если мы будем привлекать заемные, добавлять к кредиту эту сумму, на 8 миллионов 410 ее переделывать, да, что у нас увеличивается? Потому что здесь проценты по кредиту надо будет пересчитывать, понимаете? Сразу доход поедет. Не пойдет. Где он же? Не доход, а то есть расходы еще не будет. Пересчитаем на процент, включим, все сейчас. Куда включим? Ну, поток. Минусов-то не будет. А почему не будет? Ну, деньги-то есть уже, получается. Ну, то есть вот плюс 6 нет, конечно, конечно. То есть вы хотите сказать, что вот здесь вот сделаем 2,410, ну, 8,410, да? Правильно же, да? Вы тут, просто о чем мне нужно не пишет, отказывается. 8,410, например, сделаем, и тогда у нас тут плюс получится, да? Ну, или 0 будет. Да? Ну, здесь не 0 будет, здесь плюс будет, здесь будет плюс, тут будет где-то 0 получится. Но мы забыли, что нам еще нужны деньги на оплату процентов. А проценты, тогда мы должны договориться с банком, что мы проценты тоже, опять же, эти же, ну, мы же договорились вообще-то уже, да? Просто мы сумму увеличили, скажем, что проценты будем там с 4-го месяца. А вообще в реале такое возможно, да? Да. Да, да, это реально такое возможно. От 3 месяцев и дальше, в принципе, делают. Ну, 6 это очень редко, но 3 месяца точно делают. Наверное, да? Не обязательно. Сейчас, в принципе, хороших кредитоспособных предприятий достаточно мало. Если вы договоритесь, я думаю, что не обязательно это приведет к повышению процентов. Ну да, могут, банки могут подождать, кредитные кооперативы, я думаю, могут подождать. Венчурная компания слушает. Венчурная компания ждет, да. Ну, в общем, можно договориться. Вот суть понятна, да, расчетов. Вот как это все формирует. Вот эта таблица, она как раз, расчеты нужны для того, чтобы вы понимали, сколько вам реально денег нужно, для того, чтобы нормально поставить бизнес на ноги. С учетом всех возможных пролонгаций там, по части транспортировки, монтажа там, и так далее, и так далее. Что мы делаем дальше? В общем-то, для себя мы все поняли. У нас, в принципе, нормальный бизнес. Мы можем развернуться. Нам остается сделать так, чтобы это переключалось. Почему она не переключается? А вообще, получается, субсидии чаще всего под производством дают, да? Субсидии, кредиты. Субсидия малого и среднего, который выдает фонд поддержки малого, не так, субсидии, которые выдаются Министерством предпринимательства и развития Республики Саха-Якутия, в приоритете у них производство и товары сельских населенных пунктов. То есть, если вы из села делаете там бизнес, то вы можете заявиться, и, скорее всего, у вас будет приоритет. Туризм? Туризм, ну, нет, туризм у них там, на туризм, по-моему, отдельная есть субсидия, на туристическую. Потом есть отдельно вот по социальному бизнесу. Туда частные садики, медицинские учреждения, там, и так далее, и так далее.
Но производство, да, но они больше всего, конечно, не приветствуют торговлю, просто вот, когда ты продай, ну, тем более там алкоголь и так далее. Теперь вот то, что мы с вами сделали в чистом денежном потоке, в денежном потоке посчитали, это мы для вас, для самих себя поняли, сколько нам нужно денег, когда мы получим какую-то прибыль там и так далее, да, и когда это все произойдет в деньгах. Теперь посмотрим с точки зрения инвестора. Вот он увидел ваши расчеты, и ему нужно понять, эффективный ваш бизнес-проект или неэффективный. Что для инвестора эффективность бизнес-проекта? Для инвестора понятие эффективности бизнес-проекта заключается в том, что ваш бизнес вкладывать выгоднее, чем в какой-то другой. То есть ваш бизнес должен быть прибыльнее, рентабельнее, эффективнее, чем какой-то другой бизнес, у которого есть у инвестора. То есть у него всегда есть альтернатива. Если мы говорим о банке, у банка есть всегда альтернатива вложений в другие кредитные заявки, скажем так, да? Но вы же не один пришел с намерением получить деньги, вас много. И банку надо, собственно говоря, выбрать, какой проект эффективнее. У банка есть еще вторая альтернатива. Он может вообще вам не выдавать деньги, он может пойти играть на каком-нибудь валютном рынке. Может. Он может дать эти деньги не вам как бизнесу, а может эти же деньги, но дать в кредиты населению. То есть альтернатив всегда у инвестора много. У венчурной компании всегда есть альтернатива вложиться в какой-то другой бизнес-проект. Заявок всегда много. Поэтому для того, чтобы понимать, эффективный проект или неэффективный, это делается с той целью, чтобы инвестор понял, насколько ваш проект эффективнее и прибыльнее, чем альтернатива. Вот для того, чтобы это посчитать, первый показатель, который используется, это чистая приведенная стоимость проекта. Здесь за основу, ну это вы уже все прочитали, наверное, да, здесь берется за основу постулат, то, что альтернатива для инвестора – это безрисковое вложение. То есть гарантированно получают доход. Да? Вот у меня есть альтернатива, я вкладываю в проект, где получаю 100% с гарантией 20% годовых. Или я вложу в ваш проект. Какой будет выгоднее? Вот что решает инвестор. Выгоднее ему в ваш вложиться или в проект, который гарантированно мне даст 20% годовых. Так, чтобы он для себя это понял, он делает как? Он исходит из мысли, то, что сегодняшняя стоимость денег, их ценность, она всегда дороже, чем будущая стоимость этих же денег. Дороже. Вот тут очень мелко, вот не открываю. Как вы дадите, что ничего? Следующее не дороже будет, чем будущее. Будущее это ну, короче, придется напрягаться, не видно, не открывается ничего. Вот объясняю, почему это происходит. У меня в кармане лежит 10 миллионов рублей, я инвестор, да? У меня есть возможность, я стою на, как сказать, на перекрестке, вот у меня две дороги. По одной дороге я пойду налево, пошел налево, здесь не забыто, пошел налево, короче, да, получил там гарантированно через год 20% от 10 миллионов. Сколько это получается? 2 миллиона рублей, правильно? Первый путь пошел, 10 миллионов рублей отдал, получил через год 2 миллиона рублей. Это 20%. Через год тогда у меня сколько будет средств в результате? 12. 12. А второй год – это первый год. Второй год. 12 миллионов рублей положил еще на втором годе, еще на 20%. Нет, капитализация, видите, я уже проценты уже прибавила, что 12 миллионов. Это получается у меня 2400 я прибавляю. 2400, да. 2400 прибавляю, у меня уже 14400. Вот. Стандартные первоначальные вложения 10 миллионов, 12 миллионов через год, 14,4 через второй год, да? Вот
Для того, чтобы понять, а ваш проект, мы тут вот так сделаем. А вы мне говорите, что через год вы мне дадите, знаете, сколько? $15 миллионов, да? А через 2 года вы мне дадите, ну, скажем, не 20, а меньше. Мне так больше получается. Вот так вот, допустим, будет 12. Какой, вот ваш проект выгоднее или нет проект выгоднее? Наш. Почему? Проценты выше. Возможно, рисуете эту замечательную таблицу движения денежных средств, показываете и доказываете, что у вас все хватит, у вас есть рынок, у вас есть покупатели, рыночная цена, все в порядке, конкурентоспособны. Вы мне говорите, что через год этот проект вернет 15 миллионов, а через 2 года это будет 12 миллионов. Я на самом деле вот тут чуть-чуть, как сказать, в каком виде Нет, в принципе, правильно так будет. 12, 14. Невозможно это сравнить. Для того, чтобы сравнить, что нужно сделать? Здесь мы применяли ставку 20% доходности, да? Эту же ставку доходности нужно применить к этим потокам. То есть сколько нужно здесь вложить, чтобы получить, вот, допустим, если в этот проект вкладываться под 20%, но получить не 12, а 15 миллионов, сколько нужно вот здесь вложить? Типа 15 это 20%. То есть вам вопрос какой? Вот здесь вот 15 миллионов, но сколько вам нужно здесь вложить в начале года, чтобы при ставке доходности 20% у вас получилось 15? 12. Мы берем 15 миллионов и делим на 1,2. Ну, 20%, да? 12,5. Да, 15 делим на 1,2. Сколько? 12,5. 12,5 получилось. Миллионов рублей. Вот на этом этапе какой проект выгоднее? Первый, потому что у меня 10 миллионов. Наш проект, что здоровье, У меня в кармане 10 миллионов. У меня в кармане 10 миллионов, и здесь у меня тоже 10 миллионов. Но при этой же ставке 20% этот проект мне сгенерирует 15 миллионов рублей. То есть я, когда дисконтирую обратно, я узнаю, что при такой же доходности, как у этого проекта, мне надо было бы здесь вложить 12,5. А у меня этот проект просит всего 10. Значит, на сегодняшний момент эти деньги-то вот недооценены. Понимаете? То есть вот эти вложения первоначальные, 10 миллионов, они для меня это выгодно. Они реально сегодня в этом проекте стоят 12,5. То есть это дисконтирование, это так называется. То есть вот делаем один шаг назад. И берем этот один шаг назад вот на ставку дисконтирования, то есть на ту ставку, которую мы могли бы вложить в другие проекты. Вот я как инвестор. На это ставим 20. На не N, а 20% это ставка дисконтирования. Это вот эта ставка. Ставка дисконтирования, это R. У вас там раздатка же есть, да, вы смотрите, да, все? Здесь она тоже взята на уровне 20%. Здесь объясняется, почему. Вот я вам рассказала про уровень, про установление, вернее, ставки дисконтирования на основе альтернативных вложений. Здесь, в принципе, та же самая ставка, но здесь в базе взята ставка рефинансирования сегодняшняя и проектный риск. Но вот эта ставка 20%, это реально сегодняшняя. Если вы сегодня будете ставить, делать бизнес-план и так далее, делайте, пишите 20%, и не ошибетесь. То есть брать нужно именно эту ставку дисконтировать. Тогда у вас коэффициент, вот на что мы делим, да, здесь у нас 1,2
1,9 на вот это вот 1,2, да, я делила. Вот оно находится. А 1 разделить на 1,2 – 0,833. То есть мы вот тут 15 миллионов умножаем на 0,833. Теперь про второй год. Здесь какая ставка будет дисконтирована? Это все надо указать в бизнес-плане, да? Да. 12 миллионов это что? Вот здесь вот. Это второй год. Сколько мне нужно здесь вложить, чтобы получить здесь 12 миллионов? 10. Как мне это узнать? Через 2 года. Вот пример помните? Еще раз к началу вернемся. Сколько мне нужно вначале вложить, чтобы через 2 года получить 12 миллионов? Мне эти 12 миллионов надо 2 раза дисконтировать на 20%, правильно? Вот. Чтобы дисконтировать 2 раза, я вот эту вот ставку делаю. 1 плюс 0,2 во второй степени. То есть 2 раза умножаю, да? 1, 2, 1, 2. И вот это вот 1 разделить на 1 на 1 плюс 0,2 во второй степени, вот коэффициент получается, 0,694. Вот на этот коэффициент умножаем денежный поток второго года. И тогда мы узнаем, сколько здесь вначале надо вложить. А что такое дисконтирование простыми словами? Я не поняла. Еще раз объясняю. Дисконтирование простыми словами. Сегодня у меня деньги в кармане есть 10 миллионов? Есть. Если я отдам ваш проект, эти деньги, вы мне через год заработаете 20% плюсов, правильно? А может быть и не вернете их, правильно? Но если вы мне заработаете через год 20%, это будет 12 миллионов рублей. Если ровно 20 заработаете. А что вам дороже? Что вот вам ценнее? Вот то, что у вас в кармане 10 миллионов лежит? Или то, что вы через год 12 миллионов заработаете? Сейчас В кармане. То, что у вас сейчас есть в карманах, вам дороже, потому что они у вас есть. А то, что вы заработаете через год, вообще неизвестно, заработаете вы это или нет. Поэтому, с одной стороны, ценность денег будущих, она меньше, чем сегодняшняя. Есть понятие инфляции, это мы все понимаем, да, обесценение, но есть понятие риски, когда мы вкладываемся туда-сюда там, и так далее, да. Но самый главный постулат дисконтирования, что такое? 10 миллионов сейчас или те же 10 миллионов, но через 1 год. Вот так вот еще можно объяснить проще. Какие деньги дороже стоят? Какие дороже деньги? Которые сейчас. А как мне узнать, сколько денег стоят деньги через год? Вот эти 10 миллионов, да? Сейчас они сколько стоят? Вот эти деньги, которые 10 миллионов сейчас-то, они сколько стоят? Вот эту стрелку как мне сделать? Как перейти? Мне нужно их снизить на эту ставку дисконтирования 20%. Потому что это и есть реальная стоимость за год, как бы, скажем так, деньги, сколько могут заработать, насколько они могут стоимость снизиться. Эта ставка, она все время меняется расчетным путем, потому что это все зависит от предпочтения инвестора. Вот если инвестор говорит, что у него есть возможности вложиться в другие проекты под 20%, он скажет, чтобы ставка дисконтирования у вас была 20%, чтобы иметь возможность сравнивать. Но я не буду как бы чтобы вам проще было, все-таки сейчас, на данный момент и в ближайшее время это реальная ставка, которая применяется в бизнес-планировании на сегодня. Когда-то она была на уровне ставки рефинансирования Центробанка, то есть 8,25. Сейчас 17. Нет, это другая ставка, ключевая, 11 с лишним процентов, но не 17 у нас сейчас. Вопрос, давайте еще раз сложили мозги, да, и поняли, дисконтирование денег что значит? Это приведение будущей стоимости денег к сегодняшнему моменту. Когда вот здесь я стою, вот один способ объяснить, здесь я стою, у меня 10 миллионов, через год у меня 12 миллионов, да? Чтобы мне понять вот эти деньги, которые через год 12 миллионов, сколько сегодня стоит, я их дисконтирую на эту ставку, на 20%. Снижаю, делаю шаг обратно. Если у меня здесь 10 миллионов, через год 12, через 2 года 14,4 миллиона, да? Чтобы мне узнать, 14 миллионов стоит сколько в начале,
я делаю 2 шага назад, то есть 2 раза дисконтирую. 2 раза снижаю на 20%. 2 оставлю, начинаем, да? Да, здесь получается вы, вот этот коэффициент, 1 плюс ставка дисконтирования во второй степени, то есть 2 раза друг на друга перемножаете, 1 и 2. 1 делим на это, и вот получается вот этот понижающий коэффициент, 0,694. Если мы находимся через 3 года, мы так потоки получаем. Чтобы дисконтировать к первому году, мы делаем 3 шага назад. То есть 3 раза дисконтируем на 20%. Да, что это сколько занижаться, что ли? Это показывает вот то, что я вам сейчас говорила, 15 миллионов, сколько, допустим, вот, вот, кстати, у нас что-то плохо видно, но тем не менее. Давайте здесь, так, сколько у меня тут? Короче, это нужно для того, чтобы показать целесообразность вложения денег. Видеть, где выгода, где риски большие. Но инвестор же все равно говорит, сколько тебе нужно. Вот мне нужен 10 миллионов. Он же и так знает, сколько на сегодня. Допустим, тебе нужны деньги. Нет, это не для того, чтобы узнать, сколько денег. Это для того, чтобы узнать, эффективный этот бизнес-план или нет. Правильный вопрос задаете, как узнать, эффективный он или нет. Как раз здесь идет сравнение. Первоначальные вложения, помните, в нашем примере сколько они были? 6. 5, кажется. Нет, 6, и потом мы еще умножили, прибавили на 2,4. 8400 миллионов рублей. Так? Через, допустим, мы говорим, что этот проект через каждый месяц он будет, вот здесь вот написано, да, каждый месяц у него будет там накопления какие-то, да, вот то, что мы положительное с вами считали же в конце месяца у нас получается, да, он будет накапливать какие-то деньги. Вот первый год, второй год, третий год. В конце первого года он заработает, пусть будет 1 миллион рублей, во второй год он заработает 5 миллионов рублей, в третий год он заработает там 7 миллионов рублей. Инвестор, чтобы понять вот этих денег, сколько они стоят, он будет, да, у него есть альтернатива вложиться в ваш проект или в другой под 20%. И он будет делать что? Он будет дисконтировать то, что у вас получилось, вот в результате, на 20%, делать эти шаги обратно. Он будет считать, сколько сейчас стоят вот эти деньги. Вот сейчас 1 миллион будет стоить, если обратным шагом его делать, сколько? 1 разделить на 1,2. Сейчас-то больше, 1 200 000, да? Не 1 200 000. Через год миллион получит этот проект, да? Сколько сейчас нужно вложить денег? Какая вот ценность этого миллиона с учетом ставки дисконтируем? Дисконтируем на 20%, снижаем стоимость, применяем коэффициент 0,833. Да, 0,833 здесь будет, да? Тогда будет 833 тысячи, правильно? Вот сегодня эти деньги, чтобы получить миллион через год в этом другом проекте под 20%, мне нужно будет вложить 833 тысячи. Мне как инвестору. Под 20%. Под 20%, да. Правильно, да? Теперь я по второму потоку считаю 5 миллионов. Здесь я 5 миллионов умножу на там понижающий 0,694. Сколько получается? Ну, 0,7, 3,5. 0,7 почти, 3,5. Да, сколько? 472. 3 472. Коэффициент 0,694 откуда, понятно, да? 2 шага сделать. Здесь на 1,2 поделили, а тут 2 раза 1,2 умножить на 1,2. Вот коэффициент 0,694. Понятно? Да. Дисконтировали 5 миллионов. Значит, сегодня мне надо вложить 3,472, чтобы через 2 года получить вот эти 5 миллионов под 20%. Например, ну, в банке, если не дают 20%, или в другой проект вложить под 20%. Мне как инвестору я сравниваю, да?
И третий год у меня остается 7 миллионов, умножаем на сколько там? 0,579. 0,579. Ну, 3,700. 3,700. 4 миллиона 0,53, да? Вот, чтобы через 3 года получить 7 миллионов, сейчас, вот здесь в начале, в нуле, да, я должен вложить 4 миллиона 53. Вот, смотрите, теперь что мы делаем, чтобы понять рентабельную или нерентабельную? Мы берем вот эти суммы, 833, 3, 472, 4, 0,63, 7, 8 миллионов 358 тысяч. Точно? Да. 8 миллионов 358 тысяч. Что мы получили? Причем не забудьте, кстати, момент такой, это не накопленное, не то, что мы, это за каждый период, за первый год мы конкретно столько, за второй год без накопленного, без перенесения остатков. Не-не, вот без, помните, мы в своем примере, когда считали вот здесь вот, да, мы все прибавляли, все эти потоки, потом внизу у нас от того же получалось этого месяца день, потом мы когда второго месяца все считали, мы и того получалось здесь еще, да, а потом мы накопленные, чтобы посчитать, мы первого месяца прибавляли ко второму остатку. Помните, да? Вот это накопленное здесь не берется, здесь берется именно периоды. Вот этот период отдельно, второй период отдельно, третий период отдельно. Я имею в виду вот эти, чтобы результаты дисконтировать. Угу. Вот эти результаты, это результаты конкретного периода, это не накопленные результаты. Вот накопленный, дисконтированный денежный поток, это вот оно. Когда мы все прибавили. И что мы делаем? Чистый приведенный NPV, чистая приведенная стоимость проекта равна вот то, что мы накопили, дисконтированные потоки, минус первоначальные вложения. Сколько получилось? Минус? Минус 42 тысячи, да? Что это говорит? Если сегодня мне нужно вложить 8,358, и тогда я каждый 8,358, значит, 833 вложить на 1 год, 3,472 на 2 года, 4,053 на 3 года, и тогда я получу вот это вот все, в результате получу вот эти денежные потоки 1, 5 и 7. Правильно? Да. 1, 5 и 7, это сколько у меня? 1 плюс 5 плюс 5, 13 миллионов получу, да? Да. Вот эту сумму, вот это вот мне надо сегодня вложить по 20%, и, сейчас, вот это мне надо вложить по 20%, и тогда я получу вот эти 13 миллионов по проекту, который вы мне предлагаете. Правильно? А вы у меня просите сколько? 8400. А я говорю, нет, друг, я вам не дам денег. Потому что сегодняшняя стоимость ваших будущих денежных потоков меньше, чем стоит там проект сегодня. Стоит проект меньше, чем первоначальные вложения инвестиционные. Вот когда у нас разница между накопленным денежным потоком и первоначальными вложениями отрицательная, проект неэффективный. Он считается неэффективным. И инвестор будет, поэтому в данном случае он, естественно, не выдаст никаких денег. Вот это то, что касается постулата, который был до этого, там вот в начале. То есть это самое главное в смете получается? Это не самое главное для вас, честно говоря. Это самое главное для инвестора. Да. Вот это вот. Если чистый приведенный доход, он так обозначается, больше нуля, то проект прибыльный. Если меньше, то проект убыточный. Вот когда делают все расчеты по бизнес-плану, именно к этому и приводят. Первоначальные вложения, они больше или меньше, чем дисконтированные денежные потоки.
Нет, я не понял. 5,7 откуда взять? Это хорошо, спрашиваете, если вам непонятно. 5,7 откуда взялось? Это цифры, это то сальдо, которое генерирует наш поток. Помните, мы считали все доходы минус все расходы, короче. Все чисто операционный этот доход считали от инвестиционной деятельности, считали от финансовой деятельности. Да? И вот все это вместе прибавляли, и у нас получался результат. Это вот этот результат. Вот этот результат, вы должны его дисконтировать. Если это первого года результат на 20% один раз, второго года результат на 2 раза по 20%, третьего года на 3 раза. Вот что вот расчеты делали, да, вот выводим, сколько там получилось, и потом дисконтируем. Да, да. То есть то, что вот выходило, да? То, что выходило до этого. Где мы с вами свой собственный, когда расчет считали, да, у нас там выходило, да, у кого-то есть данные с собой там? Я просто почему те данные не применяю, потому что тут порядок цифр другой получается. Когда мы с вами просто считали, помните, операционная деятельность, там, приход, это у нас там было приход, отток был, я просто напоминаю, да, потом инвестиционная деятельность, где мы там закладывали покупку оборудования, да, там 6 миллионов у нас было приход, там отток. И финансовую деятельность мы тоже сами там смотрели, там 6 миллионов кредит мы говорили. Такая, ну, да, помните, да, про что мы говорили? И вот у нас в результате получалось, что мы прибавляли результаты этих 3 потоков вот сюда, и вот этот результат мы дисконтируем. Нет, я тогда вот в конце 3-го года у нас получается сколько-то? 13 миллионов, да? Это не, это сумма, это за все 3 года, да, накопленная. Да, накопленная. Да. Получается, если вот вложили 8 миллионов, и все равно через года получилось 13 миллионов, она все равно не эффективна. Все равно не эффективна. Потому что у вашего инвестора есть альтернатива вложиться в другой проект или положить в какой-нибудь там вклад под 20%. Если он считает, что для него 20% это его ставка альтернативная, да? Короче, куда-нибудь положить или кому-нибудь дать и получить. И в результате эти деньги он заработает больше, чем... Можно вопрос, да? Есть ли отличие вот подсчета ставки дисконтирования для бизнеса, скажем, вот, как это сказать, для банка, если мы берем у них, или же для, например, для гранта? Нет. Нет, то есть там и так все абсолютно... Нет, для гранта почему, кстати, нет в каком смысле. Сам уровень ставки дисконтирования может быть другой. И на самом деле, вот что касается государства, для них не так важно, какую вы там ставку дисконтирования применяете. Для государства важны другие эффекты от вашего бизнес-плана. Рабочие места, да. Но там все-таки нужно налоги, ставку дисконтирования подсчитывать, да? Там все-таки нужно тогда, когда это требует. Если от вас не требует, пожалуйста, не заморачивайтесь, не пишите. Но это требует, по-моему, фонд, ФРМП, они, по-моему, требуют этого. Что, дисконтирование? Не дисконтирование, а считать чистой приведенную стоимость проекта, NPV. Есть еще следующая ставка, это, господи, не ставка, а то, что считается в финансовом плане, это внутренняя норма доходности. Здесь внутренняя норма доходности – это тоже ставка дисконтирования, но при которой чистая приведенная стоимость равна нулю. Это тоже идет для сравнения. Вот мы два проекта с вами сравнивали, да? Ну, вот когда говорили 20%. А в один проект вкладываюсь по 20%, получаю сумму, в другой ваш проект вкладываюсь, но применяю ставку дисконтирования. Вот на самом деле, тогда NPV может быть равен нулю. Когда совпадает вложение и сумма накоплений. Когда первоначальные вложения равны дисконтированному денежному потоку. Когда мы с вами вот 3 года дисконтировали же там, да, у нас получалось 8, там, 350. Да, если у нас первоначальные вложения были точно 1 в 1, то тогда NPV равно нулю, естественно, да?
И вот, а при какой ставке, какая ставка внутренняя, вот эта внутренняя норма доходности, при какой ставке дисконтированные денежные потоки этого проекта станут равны первоначальным вложениям? И вот когда эту ставку вы ищете, это и называется ставка АРР, внутренняя норма доходности. Я вас обрадую, вы ее сами посчитать не можете. Это надо считать в Excel. В Excel есть такая формула, которая позволяет считать. Она у вас там приведена в раздатке. ВСД написано, ага. В раздатке, да. ВСД называется внутренняя ставка дисконтирования проекта. Там выделяете просто денежные потоки и ставите эту формулу. Я вам по-другому не... Нет, у вас в Excel есть такой функционал, там наверху слева буковка F. Буковка F – это функции Excel-евские. И исходя из них вы можете посчитать ВСД и период, вот эти свои денежные потоки туда период включаете первого года, то, что у вас осталось там второго года, третьего, и вас он посчитает ставку. Больше я никак не могу вам объяснить, потому что там очень сложная формула расчета, и вам незачем забивать эти в голову. Она зависит от каких-то входных параметров, тех, которые нужно отслеживать, там, типа, Центробанк установил. Нет. Это внутренняя ставка самого проекта. Ага. Сегодня вы мне говорите, вложите 8 миллионов, через год этот проект, где заработает 10 миллионов, во второй год он заработает там 50 миллионов, да? И вот на какую ставку мне нужно дисконтировать каждый поток каждого года, чтобы в результате в начале опять получилось 10 миллионов. То есть первоначальным вложением стало равно. И вот первоначальным вложением должно, если становится равно, вот эти ваши дисконтированные потоки, за первый год шаг сделали назад, сумма получилась, за второй год 2 шага сделали, сумма получилась, все это прибавили, когда оно становится равно тому, что вы вложили, тогда вот это и называется внутренняя ставка доходности проекта. А вот здесь вот написано 29%. Это хорошо или мало и много? Вот это шаги, да, на каком шагу будут? Не на каком шагу, а вот смотрите еще раз. Ставку еще вы ищем. Первый год 5, 10, там, 12, не знаю, там, без разницы, 15 заработали, да, это у вас чистый поток, который остался в результате каждого года. Первый год, второй год, третий год, четвертый. Вы дисконтировали, там, например, у вас тут там, дисконт у вас 20%, да? Вот когда ставку дисконтирования применяете 20%, да? Сделали там, например, тут, я не знаю, 4600, там 7800, ну, тут не имеет значения, главное, что меньше, там, 10500, там, 13. Так получается, да? А здесь все прибавили, сколько получается примерно? Там 23,5, 23 плюс 7, 31 400, да? 36 у меня тут получилось. Общая сумма 36. Так, здесь у меня 15, 12, 10, 15, до 15, 30, 42. Вот 42 – это чистый поток накопленный. 36 – это дисконтированный денежный поток накопленный. А первоначальные вложения у меня, например, пусть будет 10 миллионов. Уже дисконтированный. Вот смотрите, 36 миллионов накопленные, да? Соответственно, проект, он у меня эффективный или нет? Потому что у меня накопленные дисконтированные 36, я отнимаю сегодняшние вложения 10, у меня получается 26. NPV больше нуля. Супер. Правильно? А сколько теперь мне надо... Какая ставка доходности проекта мне узнать? Вот это. Чтобы здесь у меня дисконтированный получилось 10. 10 минус первоначальные 10, и вот тут будет 0. Вот какое задание. Вот тут какая ставка должна? Это и есть внутренняя, ну, АРР, короче. Внутренняя норма рентабельности проекта. Понятно? Процент еще? Да, процент, на который вот эти потоки надо снизить, да,
чтобы в общем тут у меня сумма получилась 10 миллионов. У нас Сумма сейчас... равная первоначальным вложениям. А если НПВ равен нулю, это же все равно негативный результат. Все равно негативные, да, НПВ всегда должен быть больше нуля. Ну, это плохо, НПВ равен нулю, это не вариант. Вот эту ставку вы не можете никогда сами посчитать. Вы, главное, смысл поймите ее, да, ее нужно считать в Excel. Что показывает эта ставка? Когда хорошо? Когда внутренняя норма доходности проекта больше, чем ставка дисконтирования. Еще раз. Когда ИРР? Когда ИРР больше, чем ставка дисконтирования. Вот у меня есть альтернатива вложения под 20%, правильно? А в ваш проект я вложусь, в этот проект зарабатывает по ставке 40% годовых. Естественно, он эффективнее. Поэтому АРР сравнивают со ставкой дисконтирования. Здесь, смотрите, вот в этом примере, да, ставка дисконтирования 20, кажется, процентов, а здесь 29. Это хорошо очень, да? Это хорошо, да. АРР 29, а ставка дисконтирования 20. Есть а ставка дисконтирования как часто меняется? Она меняется в зависимости от вашего пожелания, от пожелания инвестора. А это не устанавливаемая ставка, это расчетная величина, которая устанавливается самим инвестором, либо вы сами устанавливаете для себя в бизнес-плане. То есть вы, например, вы хотите бизнесом заниматься, да? Вы можете куда деньги вложить? Какая альтернатива? В свой бизнес или куда? Банк. В банке какая процентная ставка по физическим лицам? 9-10%. Вот и ставьте 10% ставку дисконтирования. И посмотрите, ваш проект получается выгоднее, чем вы положите на 5 лет в банк или нет. А как тогда с инвестором? Да. Каждый инвестор своя ставка дисконтирования, и мы, получается, ее не знаем. Все правильно, но вот поэтому я говорю, что вы берете среднюю рыночную. Средняя рыночная на сегодняшний момент 20%. Это как бы, ну как за такую норму берется, 20% это средняя рыночная ставка кредитования банками. Ну и для других инвесторов то же самое. То есть надо брать за основу вот как раз банковскую. Скорее всего, да. Венчурная компания тоже примерно так же кредитует, 18-20%. Банки все тоже так же кредитуют. Если мы пойдем в государство, да, брать государственные деньги, то, скорее всего, можно здесь пониже взять, ставку вот 8,25, например. Ставка рефинансирования Центрального банка. Ну, еще для государства не так важно вообще, вот, если считаете это или нет. Это последний показатель, который влияет на эффективность бизнес-проекта, срок окупаемости. Простой очень самый этот вопрос. 10 миллионов вложений вот в данном варианте, когда его окупили? 5 годишь? Потому что в первый год мы 5 только заработали, во второй год уже 10. 10 плюс 5 – 15. Тут уже явно переходило, да? Второй год. А в случае, если есть понятие дисконтированный срок окупаемости, по дисконтированным потокам смотрим. 10 заработали во втором году? Да. 4,6 плюс 7,8. Заработали, тоже второй год получается. Но теоретически, ну, вернее, на практике, естественно, если в месяцах тут высчитывать, тут получится, что дисконтированный срок всегда, естественно, больше. Дисконтированный срок окупаемости всегда больше, чем простой. Да. Срок окупаемости понятно, то есть когда мы вернем обратно деньги, которые вложили в проект. Но деньги за это время обесценились, и поэтому... Поэтому мы смотрим на дисконтированные денежные потоки, да. Либо обесценились, либо у нас, в принципе, была альтернатива вложить их в другие варианты. Последнее, то, что важно, это анализ рисков. Здесь этот раздел обязательно нужно указывать в бизнес-плане. В раздатке у вас написано, как и чего делать, да, но здесь самое важное, что нужно сделать, это меры по минимизации. То есть помните, мы с вами говорили, а вдруг я вот тут, есть следующий раздел, вот, стой. Потому что для него нужно делать очень серьезные расчеты, но что здесь имеется в виду? Есть внешние риски, есть внутренние риски. Внешние – это вот инфляция, падение спроса, погода, политика, экология, там туда-сюда. Внутренние риски, все, что касается внутри вашего производства. Оборудование сломалось, поставщик ваш не поставил продукцию, да, там еще что-то такое произошло. Вы должны предусмотреть меры, которые минимизируют. Допустим, если оборудование сломалось, какие меры по минимизации этих рисков вы можете сделать? Вы можете делать текущий, или как он говорит, профилактический ремонт делать, да, то есть осмотр делать, как типа техосмотра, да,
запланировать один раз в год этот техосмотр, и вы должны запланировать его также и в деньгах. Соответственно, эта мера по предотвращению этого риска у вас будет отражаться в ваших расходах. Вы запланируете деньги на прохождение технического осмотра, например, автомобиля. Нет, амортизация никуда не идет. Амортизация – это просто расчетная величина, которую мы включаем просто в себестоимость продукции. Но она никак в денежных потоках не отражается. Можно еще вопрос, да? Условно говоря, доллар стоил там, условно говоря, там 35, стал стоить 50. Тогда вот при расчете амортизационное, то, что куплено за доллары, вы платили в прошлом году было, условно говоря, из расчета там 35, а сейчас можно считать уже как под 50. Ну, считайте. Ну, вы купили это оборудование? Ну, я так условно говорю. Ну? Не, имеется в виду, вы, когда рассчитываете, вы рассчитываете на 50 рублей стоимость там, Нет, купили, условно говоря, в прошлом году, когда он был 35, так. Сейчас уже 50. То есть для того, чтобы мне такое же оборудование купить, реновацию сделать, мне нужно уже ну, там на 30, на 20. Да, вы закладываете больше цену. Больше, значит. Да, естественно, да. Это реальные денежные потоки. И последнее, что здесь нужно, это не последний, календарный план. Это мы здесь, либо мы его в организационный план включаем, либо делаем отдельно. Но здесь отдельно приведено. Здесь просто таблица по какие мероприятия. Какие здесь могут быть первые мероприятия? Покупка оборудования, транспортировка, монтаж. Все, что мы с вами уже знаем. Приобретение сырья, доставка сырья. И так далее, и так далее. То есть вот тот план денежного потока, который мы с вами сделали, мы его просто раскидываем по датам. Распределяем его, да, по графику. Календарный план работы. Да. План это для себя или он тоже должен для инвестора, да, в бизнес-плане обязательно должен быть. Потому что инвестор должен понимать, когда вы начнете это делать, и реально вы ли планировали сроки. Допустим, если на строительство там какого-нибудь капитального здания вы там 1 месяц поставили, это явно нереально, да? Поэтому нужно обязательно учитывать, потому что, ну, в смысле, календарный план показывает для того, чтобы и для БДС тоже, да, обосновывать, да, и для движения денежных средств, правильно, да, потому что там вы будете, то есть вы, наоборот, как бы сказать, у вас все это взаимосвязано, получается, да, и календарный план, и да, все отражается, да, да. Поэтому приложение, дальше последнее приложение, то есть просто все, что у вас есть связано с вашим бизнес-планом, вы сюда все вставляете. Все вот эти схемы, графики, фотографии, большие таблицы, проектно-сметные, это все лучше делать в приложениях. Внутрь текста не вставляйте. У меня в технологическом, по-моему, или в производственном, то, что я произведу, есть, я туда фотографии сниму, я их тогда в приложение, да? Вы производственное оборудование в тексте можете оставить, допустим, фотографию, чтобы было понятно, как оно выглядит, написать там рисунок 1, оборудование такое-то, такое-то, да. Здесь вы в приложениях можете привести, допустим, более подробную схему или технический паспорт этого оборудования, если есть. Ну, он должен быть вообще. Технический паспорт, да, чтобы инвестор мог себя поднять, и вот если ему вопросы возникли по сроку эксплуатации, там, туда-сюда, какого года выпуска, чтобы он сразу посмотрел, и что есть технический паспорт. И вот последнее, что мы должны сделать, написать резюме. И теперь нам стало легче, потому что мы теперь знаем, что там писать. Цель сведения, основные показатели финансовые, если это имеется в виду отчетность, которая у вас уже есть, если вы работающее предприятие. Краткое описание товаров, ценовая. Везде есть ссылки, откуда это смотреть. У вас также в раздатке есть некоторые таблицы, которые тоже нужно вставлять в резюме. Особенно последняя таблица, вот на нее обратите внимание. Вот тут. Здесь написано основные средства, сырьевой материал и прочие расходы. Это та таблица, которую мы с вами делали в самом тексте, да? Мы ее сюда выносим, чтобы было понятно, куда мы расходуем деньги. А потом Ctrl-X, Ctrl-V начало, да? Да. И в начало это все переносим.
Это что читают в бизнес-плане, мы с вами про это уже проговорили. Резюме финансового плана организационных условий сделки. И последнее, наверное, что нужно сказать о формате бизнес-плана, о его оформлении. Адаптируйте информацию согласно инвесторам, запросам инвестора. Если у вас инвестор государственный бюджет, например, да, что ему интересно? Сейчас скажу. Выплаты пенсионные, налоговые. Бюджетная и социальная эффективность. Количество создаваемых новых рабочих мест, объем уплачиваемых налогов в бюджет. В принципе, вот эти две. Социальный план. Социальный план, да, все правильно. Социальный план называется, да. А вот всякие фонды его не интересуют, да? Нет. Вот знаете, если мы с Сергеем Федоровичем приходим с вами к инвестору, который, допустим, коммерческий фонд, там, или бизнес-ангел, либо частный инвестор, да, ему вообще не интересно, сколько вы создаете рабочих мест, а какую вы несете социальную на себе нагрузку. Собственно говоря, выплачиваете вы даже эти социальные взносы или не выплачиваете. Если вы инвестору покажете, что вы можете как-то сэкономить на уплате налогов и взносов за работников, и вы в рамках закона это все как-то придумали, можете это сделать, да, и это только положительно повлияет на получение прибыли, он только возрадуется. Это вот частный инвестор. Но если вы то же самое покажете государству, скорее всего, вам скажут, что вы не очень хороший бизнесмен. Вот. Они очень честны, да, но и, скорее всего, вы не получите деньги от государства. Поэтому понятие «адаптируйте информацию» нужно понимать, для кого вы делаете этот бизнес-план. Еще есть такой пример, если, допустим, ваш бизнес связан с получением грантов, субсидий, либо финансированием венчурной компании, для которой важна инновационная составляющая, да, тогда, соответственно, у вас обязательно должен быть отдельный раздел, где вы описываете наличие патента, саму технологию, там, научной степени, там, то все. То есть научно-инновационная составляющая, на чем у вас стоит. Это важно. По объему 25-30 страниц, ну, честно говоря, 30 страниц – это хорошие, ну, блин, уложиться в 30 страниц – это очень сложно. Это, вот любой бизнес-план, если взять, хороший, но он где-то 50. И плюс еще приложения все. Период планирования важно. Вы помните, первый год мы с вами делали ежемесячный. Это обязательно делайте так. Первый год обязательно разбивайте на каждый месяц. Почему это важно? Потому что в первый год вы всегда запланируете инвестиционные затраты, да? Вы покупаете оборудование, у вас там монтаж, доставка, там еще чего-то, то есть долгое время происходят какие-то процессы, которые не связаны с получением стабильной прибыли и стабильных доходов. Вот пока у вас до стабилизации не дойдет, до этого времени все время планируйте на каждый месяц платить. Чем дольше, тем лучше. Ну, здесь порекомендуют 2-3 на ежеквартальный уже переходить, 4-5 делать годовые. Но это с предположением, что 4-й и 5-й год у вас уже будет стабильно, получается одна и та же выручка, например. Ну, лучший, превосходный. Вот знаете, здесь пример. Анализируем рынок и говорим, что у нас нет конкурентов. Нормально? Нет конкурентов, значит, никто еще не продает, значит, нет рынка. Скорее всего. Первое предположение, что просто вы собираетесь продавать то, что никто не купит, потому что никто еще до этого подобное не покупал. Поэтому говорить о том, что вы единственный, у вас нет конкурентов, и что ваша продукция, товары там, и так далее не имеет аналогов, это очень опасно. Потому что если вы про это сказали, то уж будьте добры, докажите, почему это такое, да? И вот если любой из инвесторов скажет вам, нет, дорогой, а между прочим, на рынке есть уже такие аналогичные товары. Ну, имеется в виду, что, условно говоря, там где-то в Мозамбике есть, Не, ну, про Мозамбик это не наш рынок. Ну, условно говоря, а здесь вот нету. Ну, здесь нету, но это наш рынок, но если вы говорите, что нет, тогда второе, то, что вы должны доказать, это почему у вас это купят, если они еще не знают, что это такое, да? Они имеют в виду покупать. Вот, ну и, собственно говоря, ну тут уже все, цифры, маркеры, там, фотографии, иллюстрации, это все понятно делать. Предлагаю вам записать мою почту электронную и мой рабочий телефон. Для чего это делаю? Для того, что вам, как посетившим сегодняшний семинар, я предоставляю по одной консультации по теме вашего бизнес-плана. Сегодня мы не
сможем, к сожалению, индивидуально проконсультироваться, уже время как бы позднее, да, уже физически мне сложно говорить. Вот, поэтому я предлагаю всем, кому необходима консультация в течение, там, допустим, ну, мы можем с вами созвониться заранее, да, на удобное для меня, для вас время договориться, вы можете подойти. И я буду рада проконсультировать конкретно по вашему бизнесу или по вашему бизнесу. А сколько стоит Бесплатно. Я поэтому говорю, это для тех, кто досидел до конца, такой подарок бесплатно, естественно, проконсультировать. Вот, ехать надо будет чуть-чуть далеко, это за столичным рынком, ну, если кому интересно, звоните, объясню там, куда подъехать, хорошо? В рабочее время, да? Да, конечно, в рабочее время. Если у вас будет очень интересный бизнес, я буду готова вторую консультацию предоставить бесплатно в нерабочее время. Но с условием, если вы мне расскажете, сколько вы, если, вдруг будет такой бизнес, как что я сама захочу вложиться, мне расскажете, сколько денег заработаете и вернете. Да. Так, теперь вторая, последняя процедура – это… Сейчас, секунду. Не расходитесь. Последняя торжественная процедура. Я раздаю вам сертификаты, прошу вас заполнить свои имена. Да, сами, потому что у меня, к сожалению, не было возможности всех. Я просто не знала, кто придет, кто не придет. А сертификаты я всегда раздаю только тем, кто досидел до конца. Поэтому тем, которые не досидели до конца, к сожалению, нет сертификата. Остатки мне, пожалуйста, верните, если вам не жалко. Тут просто имя и все же, да? Да, свою фамилию, имя, отчество. Семена, собственно говоря, от имени ООО, поэтому видите, что там не моя подпись, а исполнительного директора, это нормально. Вот. А вы еще проводите? Теперь, да, сейчас я расскажу про это. Значит, теперь следующий. Саша, Александр, а ты можешь это? Теперь я, после того, как вы напишете сертификаты, прошу вас всех сюда выйти, и мы с вами сфотографируемся. Здесь никто не против. А тут это как? Наверное, мешать. Сертификаты? А вот у меня еще вопрос такой. Иногда на… Саша, выключи, пожалуйста. Да, я слышу. Иногда на бизнес-плане пишут еще там конфиденциально, там что-то там. Важно в каком понимании. Это мы пишем в начале, после титульного листа, один абзацик, да, это вы можете в интернете всегда в любом найти, там заявление о конфиденциальности называется. Титульный лист, потом заявление о конфиденциальности, оно такое кратенькое, там буквально на один абзацик. Ну, почему это важно для вас в первую очередь? Потому что если вдруг вам попадется недобросовестный инвестор или, ну, кто-нибудь, да, он может просто, ну, грубо говоря, украсть вашу идею. Но ну, вот именно в самом бизнес-плане вы можете только таким образом. Вы можете написать заявление о конфиденциальности, о том, что данный бизнес-план, суть его в том, что данный бизнес-план предоставляется только для, допустим, рассмотрения возможности получения кредита там, в каком-то конкретном заведении. Подписывает, только для этих целей. эксперт подписывает, нет? Кому я отдаю, подписываю? Нет, вы просто декларируете, это декларация о том, что вы сразу предупреждаете о том, что это только для этих целей может использовать инвестор, и не для каких других. Ну, то есть не для там собственных нужд или там распространения информации кому-то еще. Вот, и тем самым вы, конечно, теоретически можете защитить, но на практике на самом деле такое не происходит, да? А можно взять это? Очень сложно защитить. Флешку можно. Давайте сфотографируемся, потом я индивидуально каждому на флешку. Да, могу, если вы, может быть, там как-нибудь на заявление. Кстати, будет на регистрационной карточке, все же заполнили, да? Обратную сторону тоже заполните, пожалуйста. А там еще есть обратно? Да. Вы возьмите, пожалуйста.
Сейчас мы фотографируемся, и я вам каждому флешку принесу, ладно? Так, ты мой телефон дай, пожалуйста. Наоборот, туда. Вот этот, как высота? Оттуда видно? Да. Все помещаемся. Давайте как-то все помещаться. Еще можно боком как-то. Плотнее, дружнее. Темно, что ли? Готовились? А подождите, я тоже возьму сертификат. Все возьмите. А все взяли, да? Все какие? Да. Готовились? Снимаем. Еще разок. Спасибо. Если кому-то надо будет на ФБ, я выложу. Мне надо. Ну все, те, кто покидает, спасибо большое, во-первых, за посещение. Да, очень приятно, что все так, очень много кто досидел до конца. Понимаю, что информация сложная, тяжелая, но надеюсь, что вы еще дома переработаете это все, да, и с вот этими раздаточными материалами еще поближе познакомитесь. Еще раз говорю, есть необходимость, звоните, будем договариваться о встрече, хорошо? Давайте, ребята, поблагодарим Татьяну, потому что мало где в данное время можно получить такую ценную информацию в таком формате, легком, да? Ну, для восприятия очень легко, ну, понятно. И вам спасибо огромное. Спасибо большое. Ну все. Раздаем. А как вы это, не против, если я на электронную почту всем это шлю? Да, было бы рано. Хорошо, давайте тогда на электронную почту, хорошо? Да. Правда, это долго будет. А вот ну, я по вашему списку всем разрешу. У меня же список есть. У меня ваши карточки есть. Я оттуда посмотрю и всем разрешу. Да. До свидания. До свидания. Все, да? И было интересно. Там на второй стороне. А что? Это то увеличивать, да? Может быть, Снимаем. Ну, нет, также когда мы нужно составляющая, что электроника должна отдельно сделать. И нам пока очень сложно работать, потому что у нас практически не бывает аналогов, сейчас ваши диспансеры, ну, видимо, переделывают, потому что там вот, но тем не менее, культура и так далее, все равно то же самое. А вот завершенный позже эксперт я когда-то давно смотрел, да, на психологию. А вот, например, форма, которая после любви студии, она совершенно это не очень удобно. 20 работников, соответственно, у вас умножается и прочее. Очень удобно для
Можно ее использовать. А вот почему мы все время должны какие-то шаблоны использовать? Главное же, вы согласитесь, сколько мы с вами, Сергей Евгеньевич, разговариваем, работаем, да, мы всегда говорим о том, что в первую очередь, на самом деле, в первую очередь, очень важно понимать рынок. Нет, я согласен, но там вот эти финансовые еще финансовые, они тоже на самом деле... Потому что там очень хорошо все автоматизировано, в одном месте поменял, у нас же в каждом моменте таблица. Ну, это тоже. Давайте я вот вам перешлю форму для ООО, который автоматизированный. Он формирует доходы, расходы и бюджет движения денежных средств. Там вводные данные забиваете, буквально 3 экселевских. Вам самим интересно будет. Потому что дело сейчас вот тоже на первый раз я такой, что делал. А там, кстати, а что там, вам понравилось, я вспомнила, там какая форма, да? Там, в принципе, забиваешь, там сразу выходит там... Да, везде все искали, это удобно, там можно играть. Ну, а что вам не понравилось это? Мне вот когда вот, ну, что для этого работника, сколько нанимать, потому что там не можешь это, например, установить. Четко ясно будет. То есть этот бизнес-план становится не для меня, как рабочий инструмент, а как больше для того, чтобы... А я вам вышлю электронные экселевские, которыми, мне кажется, удобно пользоваться. Тоже посмотреть. Хорошо. Удобнее будет, да? Мы с вами, по-моему, должны встретиться во вторник. Ну, и в Таисии встречаемся. Ну, после этого, ну, да. Вот, Таисия, я как огородная. Я же хочу, чтобы вы с Антоном с помощью еще поговорили. Все, спасибо большое. Ага, вам спасибо. Вы как бизнес-план сами занимаетесь, да? Хорошо, доказать на 20 миллионов. Как вас? А где как? Его проект 20 миллионов. Нет, это только для чего не бизнес-план? Он хочет где-то кредит? Да. В банке? Ну, я думаю, средняя цена 50 тысяч. У меня там этот лицей приходит. Там все равно от сложности будет зависеть, но где-то так корректируется. А чтобы изучить специфику, тоже понимаю. Да, естественно, я же не знаю, какой точно, смотря насколько она изучена. Если там сложно, нужно, ну, то есть анализ, такой сложный, больше времени займет, то цена будет выше. А если она более-менее уже изучена, то... Например, здесь, мне кажется, она не сильно распространенная, и она по России в основном. В России же тоже могут быть материалы. Смотря, если, главное, чтобы были материалы о том, чтобы кто-то другой, тоже аналогичное производство где-то есть, или может быть там компании, которые уже успешно на этом рынке работают. Может быть, даже материалы аналитические какие-то есть. Ну, это, короче, все зависит от того... Ну, хорошо, вот у нас не было, знаете, что вы занимаетесь таким. Да, и что предложить? Да. Вы можете предложить, пусть мне на почту напишите, мы через организацию, там все, договор, все будет. Опросник сделаем. Мы сначала опросник засылаем, он отвечает на этот вопрос, если там понятно, что тогда уже А примерно какое время вы планируете эту встречу? Я хочу после обеда. Примерно во сколько? Ну, у меня в понедельник будет с утра, у нас планерка же будет. Ага. Заседание, спасибо. И мы там решим, ну, посмотрим, что у нас там с графиком на неделю. Ирина, это процессов совсем. Как То есть, мне кажется, до 2 часа этот республиканский лицей экскурсию запрашивал. Вот, может быть, где-то ближе 3:30, 4 и позже, может быть. Саша, а можно тебе оставить оборудование, да, по ВКС? Какой именно? Ну, вот это, которое Афоня привез. Конечно. Да. Я учту его. Он завтра заберет, да? Ну, завтра, да? Завтра говорит. А ты будешь завтра здесь? Ну, да. Ну, Саша будет, можно с ним, наверное, созвониться. Ну, только вот часов до 3. Угу. До 3, да, как раз. Да. До 3 как раз. Да, видно на всю Россию. Я Саше говорю. Были, да?